no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Хай-хай-хай. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Stalker Game Center. Меня зовут Александр, и у нас сегодня в гостях Олежек Драйвер. Дорогой. Добрый Сейчас вечер. он там запустится. Микрофончик пока отключил, но сейчас мы сейчас дождемся его. Да. И пообщаемся. Ты у меня на весь экран. Я вижу Добрый все. вечер. Он там что-то базарит, там Ты у меня. разговаривает с кем-то. Ты у меня на весь экран. Ох. Добрый вечер. Так, всем. посмотрим, Всем что у нас добрый так, вечер. ребятушки. Я... Ну-ка, как у тебя? А, вот так ты сделал. Теперь мне надо тоже так сделать. Как? Подожди. Так. Базарит. Камеру. Ты меня слышишь-то? Нет. Нет. Отличненько. Нет. А как мне это сделать? А, во, нашел. Ура. У меня тут компьютеры, видели, там сзади. Ура. Сзади меня. Там компьютеры мои, друзья. Так, ну, слышь меня теперь, вот. Да, вот, здорово, вот, всем, вот. всем привет. Наконец-то Привет. собрал, подожди, Привет, ребятушки. Привет, мои. Всем добрый вечер. Добро пожаловать. Я сегодня так быстренько такой очень короткий видос сделал. Пару ссылок в Discord закинул, чтобы были. Потом посмотрим, что будет. Ну, пока, конечно, никого нет. Нормальная тема, но. Сейчас быстренько. Я сейчас зайду. Сейчас проснемся, скажи тут пыры. Я знаешь, что хотел? Я вот Чекана смотрел, говорю, и много кто начал пользоваться. Сделаешь вот этот вот вопрос в чатике себя поставь. Если интересно, есть такое, попробуй. Помнишь, я делал статистику такую проверять? Вот это, да, там, да, нет, там вопрос. А я не делал это. Ну, попробуй как-нибудь. Интересно? Да, сделаю, обязательно. Почему бы? Оно сейчас прям поставим. Вот, как никого нет. Шурик Питерский. Добрый вечер, Шурик. Здравствуй. Шурик, здорово. И ко мне тоже заходят, ребятки. Задаем вопросы. Пообщаемся сегодня у нас в гостях Олежек Драйвер, стример замечательный, байкер, еще тем более, вдобавок. Да, есть такое. Вот как мне это угораздило, да? Так, секундочку. Что такое? Блин, тут... Висит.
У меня... А то подумайте, баба резиновая, эта куртка вообще-то специальная. Да. Но Чтоб уже... холод не было. Да. Короче, чем мы здесь собрались? Просто вот так вот. Один раз у нас был стримик вместе, задавал вопросы Александру, и что-то мы так говорили, и уже по времени пришлось нам все это дело остановить, заглушить, но думаю, давай продлимся, потому что, ну... На следующий раз. Нам этих 4 часов с лишним не хватило. Думаю, давай как-нибудь будем выбирать еще денек. Вот, не прошло и полгода, и мы здесь опять. Так что... Секундочку, сейчас еще кое-что сделаю. Во. Во. У меня проблемка, видишь, одна маленькая, потому что я прыгаю тут с этими... сквозь клавиатуры, виртуальные, не виртуальные, на немецком, на английском. Я, кстати, видел, в очках там еще что-то. На русском. Это очень иногда вот, парень, я, пару раз так себе заблокировал банковскую карту прям в компьютере. Потому что вот так вот русская клавиатура была включена после Ютуба, я зашел, хотел там человеку задонатить, и 3 раза неправильно набрал паспорт, и мне так бан тебе. Типа... все, больше ничего нет. Ну, значит, зато я проверил, что контора работает, не спит. То есть никто мне не взломает, если будет на русском пароль писать. Ура! Так, никого нет. Все здесь, все правильно. Всем добрый вечер. Добрый вечер все, кто зайдет на канал Stalker Game Center, кто будет здесь. То есть будет сейчас 2 стрима почти одинаковые происходить. Какие-то вещи. То есть у тебя там, ты там прям с компьютером все вот эти дела, там как эти хакеры. Там да, я вот это уже, да, уже готов. Такой я уже банковский счет. Уже продвинутый. Вот сейчас он завтра деньги переведут на его карту, и он потом на работу больше не пойдет. А у меня все по-простому. Вот висит, там что-то уже флаг уже с финиша, видишь, я уже приготовил. Вдруг когда-нибудь Need for Speed я пройду полностью, я так намотаю себе, как бандана на голову такой Need for Speed. Когда... будет, кстати, вообще обалденно. Я думаю, вообще. Да. Это классно. Не, Need for Speed я до сих пор, вот сейчас вот прямо, я вот сегодня прям ночью переживал, вот вчера я столько прошел за день Need for Speed, если там, видел или не видел, или когда-нибудь зайдите, посмотрите, я вчера прям дал жару прикурить, сам от себя в шоке такой, чуть-чуть такой, гордость такой, наконец-то, а то у меня все время времени нет, то еще чуть-чуть, говорю, завтра все, с четверга времени не будет. Итак, о чем будем сегодня говорить? О бабах. О бабах. О бабах, о дедах, о ютубе, о шортах, потому что надо, потому что мы сейчас на ютубе, о микрофоне, который недорогой, но работает как будто дорогой. О чем, да, кстати, о чем еще? Да, у тебя микрофон работает, блин, как будто он стоит 100 евро, хотя бюджетная техника, да? О мониторах. Маленький, глянь, какой масенький. Да ладно, это твой микрофон? Я тебе правда говорю, вот он. Что, серьезно, ты в него говоришь? Да. Как слышно, прием? Как слышно? Он говорит, как диспетчер на вокзале, вот этот микрофон такой. У тебя? Да. Не, ну у меня еще поднастроили, у меня вот зашел вчера подписчик на игру, и он говорит, что ты с голосом стало? Потому что мы играли с ним вместе 7 часов подряд Among Us. Вот это был кооп, просто бомба, да, и он такой, заходит полгода позже, говорит, у тебя голос поменялся, я говорю, нет. Just помог, настроили нормально, наконец-таки, микрофон, потому что микрофон у меня, вон, видишь, сам стойка. Он, в принципе, бюджетный микрофон, но вот получил. А, кстати, я даже не проверял. Не, работает, но я у себя даже звук не проверил. А то я сейчас сижу, разговариваю, а может, у меня там на ютубе звука нет. Есть, ура. Да потом посмотрит кто-нибудь. Да. Все хорошо, наверное. Все хорошо. Так, я сейчас, знаешь, что сделаю? Еще вот так вот сделаю. Сейчас быстренько, пока не забыл. Так, привет, драйвер. Сейчас, секундочку. Хоба! И у тебя тут в комьюнити твой стрим поставил. Да, я здесь. Сейчас ребятки зайдут, сейчас будут подтягивать. Все потихоньку. Ну, время еще такое выбрали, потому что, ну, с другой стороны, если возьмем позже, будет проблема. Ну, мне очень рано на работу, и позже тоже не пойдет. Нужно я на работу завтра не пойду.
Нужно было именно сейчас. Вам очень повезло, молодой человек. Как вы так докатились, что завтра на работу не надо? Можете рассказать? Вкратце хотя бы. 2 месяца ушел, все, теперь. Теперь будем грибы собирать там. В смысле на 2 месяца? А это как так? Потому что зима Да или что? нормально. У меня очень большой отпуск, поверь. Ну, я поверь, я сижу, слушаю такой, фига себе, 2 месяца прям. Ну, это официально или как это получается? Или Да, то, что, или то, что да. как, связано с какой-то, ну, зима там, что там пришла, Не-не-не. холода. Не-не-не. Все официально, у нас все положено как. 2 месяца отпуска. Круто. У некоторых больше, но они языком работают, но я не такой. Ну, мы здесь языком за бесплатно, а на работе за деньги, но молча. Даниил Доманин. Привет, Данил. Добрый вечер. Знакомый, он мне ко мне заходит. Ну все, тогда понятно. Здравствуйте, его заулыбался. Ну да, узнал человека, да, он сегодня не в танке, он там сидит за компьютером и пытается взломать чей-то код. Да. Я еще сзади, видите, свинюшка. Угу. Свинка Пеппа, знаете такую? Кто видел мультик Свинка Пеппа? Вот она там фотография, ее на паспорт сзади. 2 месяца не работать, смотри, теперь 2 месяца. Теперь, раз у тебя будет столько много времени, я тебе на днях намекал, и намекали тебе еще, наверное, человек 100. Я надеюсь, игра Сталкер. Ты понимаешь, да, что предстоит тебе? Дает вопрос по этому поводу, блин. Все, я думаю, все, нет? Кто спрашивали, потому что у тебя Сталкер, как бы, я у кого видел название Сталкера, да, на канале, вот, то есть обязательно они игру эту играли, или только в нее играют, или проходили когда-то, или будут проходить. А здесь как бы название не соответствует контенту, то есть... Не, надо в любом случае пройти, потому что это как-то вообще, назвался. Да. Название себе дал, а сам даже не знает, представления не имеет об игре. Вот этот вопрос, да. Кстати. Жаль, не в танке, это Свинка Пеппа. Круто. Да, вот выбрал Сталкер себе такой задний фон, почему бы и нет. Смотрите, наш Discord позволяет нам вот такие вот шалости, да, то есть не надо ему хромакей ставить. 2 секунды на кнопку нажал и сидит такой в компьютерном зале таком сидит, все. Вообще крутяка. Я бы хотел увидеть эту игру. Вот, Данил пишет, хотел бы увидеть эту игру. Так ты не один такой, у нас тут уже очередь собралась, так что в очередь становимся и будем смотреть и ждать, когда Сталкер запустит игру Сталкер. Еще в любом случае, мне надо, кстати, это сделать в любом случае, я сделаю. Ты понимаешь, у тебя название будет стоять «Сталкер играет в Сталкер». Вот, и игра будет стоять, и... Да. Не, ну там точно нормально все, это я точно знаю. Ты другой вопрос следующий, если ты ее не играл. Ты хотя бы игру эту видел вообще, о чем она, или как сюжет у кого-то? Олег, я проходил все. Просто вот на стриме я еще ни разу. Ну просто на ютубе не играл, а так уже знаешь, что к чему и почему. Я ее все проходил. Ну тогда намного проще. А я уже думал, там сейчас включит игру такой. Через 3 минуты. Не, все, меняем название канала, такой, да, закрываем все это. Буду обзываться Столярамой. Вот. А когда Сталкер будет проходить Сталкера, пишет Даниил. Да, когда будет Сталкер проходить Сталкера? Ладно, обещаю. Вот на этой неделе, в субботу сделаю. Как сможет он этим заняться, он обязательно займется. Поставит, я надеюсь, у тебя же комьюнити же есть, у тебя почти штука подписчиков. Ты просто в комьюнити день-два заранее напиши, ребята, everyone, у нас скоро будет игра Сталкера. Шорт запиши еще, да. Только сделать в любом случае, она же лучше будет и попрет. Под грибочками шорт. Под грибочками. Да. И переборщить. Да, а то потом будет казаться, что у тебя 3 монитора уже стоит. Или как сейчас в данный момент, сколько у тебя сзади мониторов? Какая фишка вышла. Я вот, кстати, делал на телеграм-канале. В очки одеваешь, стоит один монитор, да, очки виртуальной реальности одеваешь, а у тебя там мониторище здоровые, там стоят 3, понял, такие здоровые. Ну, я тебя сейчас вижу, твой фон, да, в DS, то же самое, ты сидишь такой, у тебя там 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть у тебя 5 мониторов, и по бокам еще 6 телеков стоит. Еще кто-то сидит сзади меня, видел? Там еще какая-то... Кстати, я это сейчас только не сказал, я бы не это...
Это не жена там играет? Не она, не. Ну, Это кот лысый. а то ты сейчас тут отвлекешься, со мной будешь разговаривать, такая сковородка сзади. Чпокс, ты пока без кепки сейчас. Кстати, и не видно же, да, вот по этому фону, кто сзади подходит. Да, блин, Нет. вот это вот вопрос. Да, надо тебе, чтобы человек очень близко к камере подошел, тогда он начинает улавливать силуэт. Фон круто, да, фон круто. То есть в Дискорде это вот сделали буквально полгода назад. Чуть больше, может быть. Да, я помню, когда это сделали, мы позвонили, тоже сидели, общались, а вне стрима включаем такие: о, а какую вы программу сделали? Такие вопросы, да, такие. Ну, я сам совершенно случайно нажал, такой, говорю: о, смотри, раз, работает, ну-ка давай попробуй. Вот это интересная штучка была. Потому что у меня была отдельная программа до этого, я ее совсем сейчас удалил. Что, А вот, кстати, в ОБС такого нету. Жалко даже. Я бы, кстати, как кончик поставил. В OBS виртуальной камеры я еще никогда не пользовался. Я говорю, вот я специально, у меня был XSplit Cam, специальная такая программа. Всем привет, чат, Олег, Саня, мое доброе здравия вам. Спасибо большое, Алекс, Данил, ясно. Да, специально есть программки, которые вот эти фоны закрывают, но в Дискорде мы сейчас вот сидим, это все как бы ничего не стоит. То есть она есть и есть. А вот эта программа, которая у меня была, мы ей все пользовались дружненько, она красиво меня так обрезала, я мог играть в стриме, она так в углу где-то стояла, знаешь, такая, все красиво было, можно было спокойненько проходить игры, не мешать игре, не надо было этот квадрат оставлять. И теперь надо регистрироваться, вот эта все тема, короче. Я сказал, регистрировать, все, до свидания, удаляем. Не пока. Да, попользовались, хватит. И я до сих пор еще в шоке, то, что вот этот DS с OBS, что-то они никак. Вот если сразу два включил, начинаются какие-то эти проблемки. Хотя вроде процессор не нагружается, не знаю, что-то не хочет одно вместе работать. Не я это придумал, не мне менять. А вы будете вдвоем играть в какую-то игру? Пока нет, а потом посмотрим. Кто знает. Это все только начинается. Итак, я сегодня еще перед этим вот всем, ну, все-таки у нас мы пару дней все, когда получится, как, чего-то думали, гадали, загадывали, планировали. Вопросики. Если у вас есть какие-то вопросы в чате, пишите, не стесняйтесь. Думаю, Александр спрашивать будет меня сегодня, потому что обычно я это делаю, спрашиваю всех. Сегодня он может меня спрашивать, и я его что-то буду спрашивать. И вот так вот, слово за слово, посмотрим, насколько это все вытянется. Вообще пока представления не имею, но это всегда такая опаска, вроде бы сидишь такой, да, 10 минут, в чате никого нет. Потом как налетят, ты не успеваешь на чат отвечать все. Вот это ты прав, я тебе 100% даю. Блин, сидишь, они нет никого, как бахнут, и все. Да, а потом ты начинаешь чат, и забыл, что хотел, игры, не успеваешь чат читать, и в игру не успеваешь, короче, да. Она вот сейчас такое время, вот как раз время, видишь, мы выбрали. Еще, кто еще меня смотрит, они же еще на работе. Ну, хотя вот у вас-то времени-то уже попозже, там на час позже у тебя, да, чем у меня? Я сейчас без 27 уже. Время 6:40. Ну, у меня 5:40. У меня сейчас Алекс только с работы сам вернулся. Он, видишь, Саня, с возвращением тебя на стримы. Сегодня видел, ты в стриме лайк закинул, но смотреть времени не было, обед заканчивался. Спасибо большое. Да, кстати, ты ж там по танкам что-то полтора часа сегодня настрелял. Да. Ну и как вам? Фигня. Фигня. Кофе мало выпил, фигня. Я, видишь, матом не стал же ругаться. А то как-то это неприлично. Я в гостях, вот видишь, я почти как у тебя дома сижу. Ну, спасибо. Олег, это ты дома сейчас? Да, я уже пару часов дома. Я вот перед стримом успел еще с ребенком, надо было погулять. Жене некогда было, говорю, все, теперь приедет домой, говорю, все, у меня начинается время, и поехали, говорю, потом когда-нибудь ночью пообедаю. Не до этого сейчас, реально. Все бросил, настроили, здесь все включили. Посмотрим, что, как и почему. Ну что, я готов. Задавай вопросы, то, что я опять начал. Привет, Андрей Крик. Или у тебя? Я на работе. Вот видишь, они пишут, что они на работе. Всем работягам, блин, привет большой. И я всегда желаю только одного. Вы сами знаете, если вы на стриме нас смотрите, работяги на работе, сильно много не работайте. Работа вредит вашему здоровью.
Олег, вот, кстати, сегодня вообще не надо напрягаться, сегодня понедельник. Если понедельник напрягся, вот будешь ты мочить вот это. Всю неделю работать. напряженный, да? Да. Надо вообще, вот сначала расслабился в понедельник. Да. Во вторник начинаешь движения какие-то. В среду поработал. Да. В четверг надо чуть-чуть отдохнуть. Пятница уже... И почему мы так в среду ебашим? Да. Вот, блин, да. Нифига себе у тебя карта дома. Что планируешь? Как от ГАИ от немецкого убегать будешь? Ну, типа того. Так, ребята, всем привет, хорошего настроения, добра, мира, здоровья. О, Бархатов. Привет, привет. Да, карта... Ура! Карта всегда здесь. Шаворка там. Да. Бархатов. Ну, он уже этот... Я уже на смайлике смотрю и представляю его смех. Саня, здорово. Понедельник день тяжелый. Есть такое. С работы едем домой. Блин, ну вот хотя бы уже ты отработал, потому что он, Саня говорит, у него еще там на работе есть товарищи. Всем, кто на работе, много не работаем, все, кто едет домой, вам добраться домой, поужинать, отдохнуть, там, я не знаю, там, расслабиться. Да. Можете нас слушать, как будто радио. Мы такое решили сегодня. У нас такое будет радио с таким этим бонусом, как у нас еще видео. С видеосигналом, да. Радио. Так, ну что, радиоведущий? А я это самое. Юра-сан, здорово. Да, здравствуй. Спрашивай, а то я тебя спрашивал, сколько часов подряд. Сегодня можно поменяться. Щи. Что-то, не знаю. Будильник прозвонил, вставать пора. О, Поесть хоть. Кстати, Олег, когда-нибудь Да. делал стрим часов 8-10? 7 часов Самое большое. 14 минут или 12 минут, да. Это прям, где я был, прям все время херачили. Мы прям играли в этот Among. Кооп у нас было 15 человек толпа, потом было 10 человек, и под конец там 6-7, но мы вот более 7 часов продержались. У меня есть такие планы насчет вот этих вот 7 часов и больше. Всем здоровыч, вопросы зала, товарищи, где шляпа? Чекан, шляпу попозже чуть одену, если хочешь. Шляпа у меня, в принципе, здесь на старте, но поскольку... Шляпу, а то они не верят. Нет! Не, поскольку сталкер у нас, поскольку вот блестит умом, я не стал шляпу одевать, чтобы ему было неловко. Глаза зачесались, а? А Шляпа. что глаза... Показывай, а то ты покажешь. Тут все-таки дети бывают. Да. У меня 12 часов самый большой в Elden Ring. Обалдеть, 12 часов в Elden Ring. Представляешь, у Бархатова? Не, ну... Я всё, еще... мне кажется. Я включал на 10 часов просто стрим, то есть там показывали, трансляция шла моих влогов. Сам я куском вот более 7 часов, вот, ну, 7 часов с копейкой. В планах, если что, на будущее, то есть я уже плейлист приготовил, он то ли 7, то ли 8 часов я его назвал, и там, получается, у меня будет какая-то планка, то есть 7 или 8 часов, чтобы я был, а там уже посмотрим, как дальше пойдет. Ну, то есть планирую там в районе 10 часов, чтобы у меня стримы были. Проблема другая, у меня времени этого пока нет. Я бы с удовольствием сидел бы с вами 10 часов, общался, играл или еще что-нибудь. Алекс Бархатов, здорово, ребята. Чеканок, еще раз здорово. У меня быстренько, я пока не забыл. Чеканок, у тебя как здоровье-то? Напиши, пожалуйста. Все нормально, все устаканивается. Погаяните. 12 часов в Elden Ring опасно. Большая вероятность не вернуться с того мира. Обалдеть. Короче, ну, я надеюсь, в виртуальный мир. Я вернулся. Ну да, у тебя там, наверное, скорее всего, если в метро едешь, сигнал бывает пропадает. Вопрос к сталкеру тогда встречный. Сколько у тебя максимум был стрим, где ты прям так же играл, общался с друзьями? Вопросик. Не, был стрим на 8 с чем-то. 8 с чем-то. Ну, короче, часик перекинул. Нормально. Но... Ну, было очень тяжело. Очень. Да, есть такое, да. Ну, то есть, после 5 часов уже начинаешь понимать, что, блин, это не просто. Просто отключается. Мозг отключается. Да. Я сейчас... Ну, там надо под грибами играть, если больше играешь. 100%. Ну, в ближайшее будущее у тебя с грибами проблем не будет.
Ну, вы понимаете, кто смотрит шорты, вы должны понимать, о чем мы сейчас говорим. Алекс, все хорошо, я вернулся. Здоровье в среду узнаем, пока кроватные дела. Сегодня подарок приехал на ДР. Будут здоровье укреплять. Ну, это круто. Да, кстати, у Чикенка он через 2 недельки будет ДР. Должен. Вау. Да, 2 недельки еще осталось у него там. Ноябрьский ребенок наш, сталкер, делал грибную икру. Вопрос, сталкер делал грибную икру? Да, конечно. У меня всего, по-моему, по многу. Так, Варенье с грибов, икра. 400 литров точно закрыли бы. Или 500. Вру. Ну, где-то так. Да, нормально, нормально. Так, если что, пишите на почту, я по 450 отдаю. Я тебе попозже вне стрима скину адрес Ильи, ты ему пару баночек пришли, там потом как бы внутри России-то, я думаю, проблем не будет с этим. Главное, чтобы почтальон на закусь их себе не оставил. Блин, это такое может быть. Может быть. Надо Сколько стримов, вот, кстати, Олег, Давай. сколько можешь стримов сделать в день? 3. 3 максимум. Да, у меня, как бы, я мог бы и больше сделать, но, или один большой, но просто времени нет. 3 максимум, наверное, это самый такой вот. Я делал там по час-полтора, там проходил, а потом еще 2,5 часа делал, да, то есть так с перекуром. Ну, смотри, это нормально. Да, но у меня вот такие, что вот, которые мы делали, мотивационные вот эти, поговорить там на выходных, там 3 часа, 3,5, у меня очень таки частенько было, 2,5, 3,5. Вот разговаривали, когда мы вот с друзьями там, да, по 3 часа, по 3,5 с тобой почти до 5 добрались, там, да, что-то у нас было 4 с копейкой, я как помню, это было охренеть, ну, немало. Так, думаю, ну, 3 по 2 часа, это реально? Да. Это реальная тема, а в плане, конечно, бы прям, знаешь, часов на 10, где мне только это время взять, я не знаю. Врет, моя женушка драгоценная ванну грибов перебрала, тоже с грибами проблем нет. В смысле врет? Кто врет? Не врет ничего. Саня мощно. Кто врет? Я вру. Не-не-не. Ты что, у сталкера грибов хвата? Спасибо, бро. Не-не-не, это я отвечаю. Клянусь соседским поросенком, чтоб он сдох. Такой. Ты сейчас такой поклялся, ты говорит, пацаны, на выходные шашлык. Это, кстати. Уже у соседей. Да ладно, ничего страшного. Да. Ох, блин, язык без костей. Чё б тебе еще такого интересненького задать? Так. В чате там, может, кто спрашивает, что. Так что, ну, чат На работе мы. на работе, ладно. Мы подождем, когда они придут с работы. Время есть. Тем Я более, ссылку кинул, Олег, посмотри. Я сейчас пока ссылку включать не буду, чуть попозже. Мы сейчас пока так. Без ссылок пока еще. У меня тут новый подписчик какой-то. Нифига себе. Тоже неплохо. Алекс видел такой челлендж. Чел решил пройти 100 ретро-игр. Не помню, чем это все закончилось. Да, Чиканок, после челленджа этого никто этого стримера больше в живых не видел. Сразу. Там, блин, он... Как не заходишь, да, Алекс, он такой раз, чё, контур, да, такой раз Марио взял, такой прошел, сразу заспидранил там за 10 минут или за 5 минут. Марио прошел, такой, ну все, там стрим закончен. Работягам всем респект и уважение. Да, это мы уже сразу вначале сказали и пожелали много им не работать, правильно? Хватит уже. Работягам много работать, влияет на здоровье. Тебе вообще, вот это только тебе вопрос. У тебя квартира или частный дом? Это тебе задают, не мне. Мне вообще, они говорят, пошел ты. Квартира. Съемная тоже. Он, походу, что-то расспрашивает. Где ключи лежат? Ключи под ковриком в основном. Ну, а так они, в принципе, вот в входной двери, в замке их даже никто не вытаскивает, даже ночью не вытаскивает. У нас все насчет этого не страшно. Никто тебя не откроет, не украдет. Я еду в ноябре домой отдыхать, вот с вами по стриме. Вот, кстати, да, Вархатов сейчас надо поработать чуть-чуть, потом будет тоже у него время. Ну, Саша, молодец. Он уже коренной москвич. Нормально. Олег, ну да, он вчера выразился по этому поводу насчет коренного москвича. Не будем сейчас это. Так, Чиканок, мне 100 не надо, мне хочется посмотреть, сколько за 24 часа пройду. Ну вот, будешь игру проходить, и такой счетчик. Пинг, пинг.
вот так вот, да, как шахматисты, знаешь, когда играют, часы стоят такие, да, ход сделал, раз по будильнику, да, там по времени, а там раз, такой счетчик поставить Алексу надо, сколько он игр пройдет. Я сейчас вопросик. Даниил, я живу на кордоне и в квартире. В лесу дом есть. Так что, что, приезжай. Лесник. Не, ну в лесу хорошо, слушай, свежий воздух, все дела вот эти вот, да, ну, блин. Там хорошо, ежики бегают. Да, какой-то мультик «Маша и медведь». Там волки у тебя на скорой помощи, вот это в тачке, вот это, знаешь, нормально все. У медведя все удобства, все включено, холодильник работает. Ах, лесник. Вышел потом, начнем Рагнарёк. Там игры пошли, короче. НХЛ, Bloodborne, вон, поперло. У нас тут вначале сразу же сталкеру прям сходу сталкер, когда будешь играть в сталкера. Сталкер сказал, скоро будет. Так что, ребята, все ждите. Я пошел в сталкер играть, сейчас я вернусь. Не-не-не, ты ее спидранить сейчас не будешь, потом попозже. Как стрим закончится, потом сиди и играй на здоровье. Хорошо. Да. Такие вот дела. Вот, смотрите, ты про чат смотришь, у себя только, да, чат смотришь? Я смотрю у себя. Ну вот, у меня тут написал Чеканок, у меня «Будь как путник дома, я история...» Это же Король и Шут же этот написал. Ну вот, «Будь как путник дома, будь...» Ну да, я историю расскажу. Про лесника, песня «Лесник», короче. Рагнарёк. Александр, Рагнарёк, это что такое? Рагнарёк написали пацаны, я не в курсе, это что такое Рагнарёк? Что-то с игрой какой-то связанное. Вышел... Есть Рагнарёк, это... Это что такое? Игра. Я не в курсе. Чеканок, я как-то 3 части подряд прошел, Ниндзя Гайден, истратил 6 часов, мне хватило, обалдеть. Это какая-то, скорее всего, игра. Рагнарёк. Ну вот, играл Браката Bloodborne. Нервы на ней можно оставить. God of War, ё-моё. Знаешь, Good of War написано. God. Ну это, там мужик, короче, с ленточками красными, лысый такой. Да. Я чем-то похож. Да, тебя просто сейчас ленточки красно нет, а так, в принципе, недалеко ушли. Надо отобрать у кого-нибудь тогда. По-любому. По-любому. Игрушка. Так, ребятки, задаем вопросики. Вот я, кстати, сейчас, я не знаю, вот, Олег, а давно ты живешь там? 20 лет. Вау! В этом году было 20 лет. Ни хрена У себе. меня даже видос есть, если не видел, посмотри. Да, я записывал. Ты в 16 лет приехал? Да. О, хорошо считает. Калькулятор, у сталкера работает калькулятор. Ребят, запомните, если насчет чисел к нему... Ну, сразу же, прямо сходу. Шахматная доска у тебя там... Ну, это да, шахматная доска этот, я же говорил, как Need for Speed пройду, я буду сидеть тут... Я такой, да? Firefly. Я недавно видел это, стример, кто-то играл в FIFA 2022, короче, понял. Там джойстик лежит от Xbox разбитый, короче, и стол, кусок стола вообще нету, короче, прям дыра такая, монитор разбит, нахуй. Обалдеть. Играл 2022, ну, этот, фифушку, блин. Я ни хрена себе. Ну да, у кого-то это называется, как это, нервы сдали? Да, это, наверное, да. Это, наверное, да. Сдали, отдали, сдали. Нервы просто все остановились. Обалдеть. Ты сейчас мне напомнил, когда сказал стол разбитый, все это. И когда я купил первый компьютер, у нас это было в Германии, пошла этот Need for Speed Underground. Первая. Да, самая первая часть. Есть эта хрень, вот у нее есть. 2000, да, там на ней у нас много пацанов сделали эту клавиатуру с 2 частей состоящую потом, да, то есть когда долго не могли проходить, там один каратист так вот так. Двойная клава такая получилась на 2 части. Ну, правда, она после этого не хотела работать, но было 2. Ну, это было зато удобно. Там есть в конце очень. где-то там очень много кругов. Жопа горела у некоторых товарищей, я тебе скажу. Они привыкли играть джойстиком, во-первых, потом сели за компьютер играть Need for Speed. Даже было у одного монитор, короче, пришлось это самое, но аминь монитором был один случай. У меня был монитор
первый очень большой, очень тяжелый, и если бы я его бы столкнул бы, но было бы больно, я бы, наверное, до сих пор бы ходил бы в гипсе, я не знаю. Ну. Там, блин, как они назывались? Да, вот этот кинескоп, там вот это все как в телевизоре, кстати, вот с трубой стеклянной. И у него единственное, что у меня было в этом мониторе такая, то что он плоский, как стекло плоское уже было, да, то есть не вот такое, как закругленное чуть, а плоское. Но эта грабина такая тяжелая. Вот я даже когда вот на столе на первом компьютере на такой треугольником стол был, чтобы в углу этой комнаты стоять, пыль вытирать его, двигать эту грабину, реально. Я потом, когда я увозил его сдавать на мусор, этот монитор, я такой радостный был, все, наконец-то избавляемся. Я не знаю, сколько он килограмм весил, но, и, конечно, в то время я был еще более дрыщом, чем сейчас, но реально, то есть тяжелая, мне даже кажется, сейчас мне этот монитор, да, я скажу, блин, что это за грабина тяжелая такая. Привет всем, друзья! О, Руслан, здравствуй! Здравствуй, дорогой. Так, Владимир Иван, черт, сталкер напоминает чувака из России 23. Сталкер напоминает чувака из России 23. Это что такое? Я не знаю. Не знаю. Тоже... Россия 23 это, наверное, какой-то телеканал, я думаю, скорее всего. Это сериал какой-то. Да, 23. Почему 23? Потому что Сталкер находится на экране этого сериала ровно 23 часа, потом на часик идет спать. Скорее всего. Так, ладно, шучу, парни, тогда такой вопрос. Какая была ваша первая игра, которую вы поиграли? Блин. Нет, ты. Нет, я. Ты, нет. Я. Да ты говори сперва уже, ладно. Уже финиш, ладно, я расскажу. У меня была первая игра, короче, Драйвер первая. Это было на Соньке. Какая первая игра? Да, кстати, на Соньке, которую я поиграл. 3D-игру. Это Драйвер первая и Резидент первый. Когда в замке. Резидент, вот, смотрите, пожалуйста, еще один у нас человек есть. Ты уже у нас какой по счету? У меня уже скоро пальцев на руках закончится. А вот карту памяти у меня не хватило денег купить. Потом через месяц только купил. А так вот гонял, короче, обалденная игрушка, блин. Но мне казалось, что графика там вообще обалденная. А сейчас какая-то херня, если вот так посмотришь. А сейчас какая пиксельная тема, да? Квадрат. Мне казалось, там вообще лучшей графики нету, наверное. Ну да, есть такое. То есть даже Марио, когда первые играли, там на Денди там какие-то или вот эти вот черепашки ниндзя или Контра, или еще что там взять. Какая первая игра? Алекс, давай вопрос как-нибудь сделаем поменьше. То есть первая игра на приставке, на компьютере, потому что, блин, если так далеко смотреть, первая игра у меня была это... Что я играл, вот, наверное, было, знаешь, вот это вот Дэнди с пистолета, когда стрелять. Собака такая, когда ты не попал, такая ржет, вот это вот. Как она... Страдали телевизоры, страдали наши нервы. А как же Дэнди, Сега, электроника, волк ловит яйца. Волк ловит яйца... Электроника? Да, но это как бы PSP того времени, но, блин, я что-то об этом... Нет, я думаю, вот, я про Дэнди вспомнил, потому что я вот на Дэнди... Привет. Дэнди именно начал. Вот это была первая, да. Но я имею в виду самая первая. Самая первая игра Сталкер. Вот самая первая к тебе, Александр. Моя самая первая игра. Прям давай, да, вот сейчас вот Resident PS, это уже PlayStation, я думаю, до этого еще какие-нибудь там старые были. Не, ну если назад откатываться, то Дэнди. Дэнди, да. Ну прям первая, да, консоль первая, там что там было. То есть, там этот волк, пистолет там еще был это в коробочке. Ну, я с пистолетом. Всегда почему-то ругались. Смотри! Посадишь кинескоп. Ты что? Телевизор, кинескоп посадишь. Все, выключайте, не хватит. Быстрее, а то, не дай бог, взорвется. Все. Ну а что, не так, что ли? Я думаю, у всех такая фигня была. Да, у всех. Практически. Я думаю, да. Да, Руслан написал, почему графика старых игр нам по сей день иногда кажется классной? Потому что фантазия была офигительная. Да, для нас вот это вот все фантазия в голове. Мы дорабатывали, мы уже это... Потому что это было все новшество, вот это все новое, прикольное такое. И, блин, конечно, в то время это как с телефоном. То есть, посмотрите, я замечать начал про телефоны и консоли. То есть, раньше, когда играл PlayStation 1, казалось
идеальная приставка. Когда ты проиграешь третью PlayStation, такой, ничего себе тут качество. Потом раз пятую PlayStation, вот я посмотрел, обалдеть просто. Потом смотришь после пятой плойку первую, что там за пиксели, да, то есть и так же с телефонами. Первые телефоны, мониторы были, экраны там не очень, потом лучше. Сейчас уже все жидко идет, прям 120-140 Гц на телефоне экран, все красотенько. Чернобыльский бродяга, привет всем в чате. Здравствуй, бродяга, здравствуй, дорогой. Сейчас, секунду. Да. А моя первая игра — это Lord Runner, которую я смотрел с улицы через чужое окно. Ого! Ну да, Lord Runner — это вообще крутая, кстати, штучка, где этот человечек там бегает, как его сказать, золото собирал, вот это все, кучки золота, прятался, за ним там вот эти в скафандрах бегали товарищи. Виталя, привет! Ну, я думаю, бродяга зовут Виталя, как я понимаю. Здравствуй. Я по имени просто не помню. Да, так. Там быстрее зрение садили. Да, зрение было такое. И зрение посадишь, потому что телевизоры были все не те, и потому что там вот этих вот частота герцовая была очень мало всего этого. И, соответственно, ребятки, всех обнял. Так, это дети, которые вместо автомата пистолета имели палку в руках, фантазии не нуждались. Блин, кстати, напомнил, да, Алекс, вот бегали, делали такие какие-то по дворовым этим там, ну, по заброшенным котельным бегали вот эти вот всякие там игрушки, делали пистолеты, автоматы, там войнушки там все. Выходные были заняты этим. Что нам заниматься было? У нас электроники такого сильно не было. Как пошли первые приставки, то уже началась вот эта вот вся тема, когда ты типа там сидел и, соответственно, вот, пожалуйста, можно бродяга, конечно, можно, без проблем. Здравствуйте, друг мой сердечный. Алекс Джан, здравствуй, дорогой. Такс. Сталкер что-то отошел. Сейчас придет. Сейчас я здесь. Вот он здесь, вот он идет. Алекс, мы были продвинуты. У нас вместо палок были длинные алюминиевые трубки с рябиной. Нифига себе! Синяки на задницах были. Олег, как тебе работается после отпуска? Да нормально как-то. Я же уже после отпуска неделю отработал. Да. Я уже неделю после отпуска отработал, как бы нормально. Вот человек, вот со мной собеседник сегодняшний, здесь, который с нами находится, то есть у него 2 месяца отпуска, чуть-чуть так мне прям охота тоже побыть на его месте, но потом такой думаю, не, я лучше подожду Рождества, а потом у меня будет еще неделька отпуска. Сейчас это сделали, диверсию. Насчет? Малой включил чайник и ушел, а он там чуть не загорелся. А что, не выключился? Даже... На газу, ё-моё, какой там выключил. Блин, нифига себе, это опасная штучка. Да. Понятно. На газу. Чайник не газуй, говорит, да? Сука. Бля, и я пизды получу еще, блядь. Надо аккуратнее быть. Это, блин, такие штучки опасные, блин. У нас такие случаи когда-то были тоже. Возгорание происходит. Ох, как быстро. Я вот смогу чуть прогу. У нас вот, кстати, вот тут обещали дождь. И вот, пожалуйста, я сейчас смотрю в окно, и пока мы будем тут общаться, и придет. О чем беседуем на стриме? Да так вот, сидим друг другу вопросы задаем. Как-то мы раз уже общались, давно уже на стримчике, очень давно. И что-то времени не хватило, так что теперь решили опять посидеть, поговорить, вопросы позадавать. Вы, может, вопросы в чате зададите, и будем отвечать на них. Проблема, отвечу на все. Кстати, мне Олежек ответили на мой вопрос. Ну, говорит, ну ты же пожарник еще, потушил. Ты не, я, говорит, как мы не пожарник, говорит, я, говорит, не жарю, мы не жарим, мы тушим, да? Ну, потушите, как анекдот. Пожарные — это самые первые поджигатели. Да? Да, есть такое, честно. Некоторые... Кстати, да, сегодня у вас есть уникальный случай. Это не просто вот стример, там, ютубер, а вот именно что вот пожарник еще с нами в чате, этот самый. Можете пожарнику задать напрямую прям вот этот вопрос, связанный с огнем. И тишина. И тишина, и да. 2 месяца отпуска, звуки неудержимой зависти. Руслан чуть-чуть завидует, что у тебя 2 месяца отпуск будет, как я понимаю. Ну, как бы такое дело. Но
как у нас говорили на такие вещи, кто на что учился? Да. Да. А, кстати, какое у тебя образование? Вообще, кто по этому, ну, по корочке? Ты, ну, там книжка есть такая, знаешь, открываешь, а ты... Не, у меня нет... У нас, Я учился на... у нас такой книжки На кого? нету. В Германии такой книжки нету. Нету. Но у меня Мне есть, давали есть документы, да, дипломы, есть там документы. Я учился намного, подожди, сейчас Саня часто бухих О, вопрос, подожди, пока. Блин, Давай. подожди, сейчас, короче, по профессии пока не забыл, это что ты раз тоже задал вопрос, да? Я учился на фрезеровщика, вот это железо, да, вот это все, контора. один. Не, пальцы все на месте, смотри. Я исключение из правил. Все пальцы, все 10. И на ногах тоже все на месте. Отлично. Да, это уже, как бы, ну, я, в принципе, даже очень даже неплохо для своего времени, когда я учился, сдал этот, как он называется, ну, экзамены. Всех ждал. Ну, я сдавать это зазорно, нельзя, так не очень нехорошо. Не, сдал неплохо экзамен, потому что, ну, для того времени я очень, когда еще пару лет всего в Германии жил, то есть с немецким было еще тяжеловато, но все равно я пошел учиться с горем пополам, и потом, в конце концов, сдал все это, и нормально, как бы, неплохую оценку получил для того, что я мало жил очень, пару лет только в Германии. Позже я выучился еще на вот этого, на погрузчика вот этот ездить, на технике, потом на дальнобойщика вот это учился. Короче, то есть у меня профессиональный водитель есть категория, все вот эти, да, документы. Я и работал когда-то этим, ну, водителем. Уезжал так в воскресенье вечером и в пятницу приезжал домой, да, вот так. Неделю прям ездил, как дальнобойщик, да, как на фуре. Потом пошла семья и дальнобойство, вот это все ставил. А потом и вообще грузовик оставил. А теперь опять на заводе работаю. Ну, потому что на заводе, видишь, полдня и дома, да. Времени чуть больше. А на грузовике, если вот у нас ездят вот коллеги, с которыми раньше вместе работал, они уехали, и то есть 14-15 часов тебе дома нету. А зарплата, ну, то есть много времени очень тратишь на это все. Неблагодарна стала эта работа. Раньше была благодарник еще 20 лет назад, там, 30 лет назад. Сейчас я вот скажу. Олег, Давай. тут мне написали, слышь, сейчас перебью 2 секунды. Не, говори. Если загорелась машина, что делать? Ну, пока ты разговаривал, мне уже в конце написали, эх, все, машина сгорела. Короче, Всё. когда я учился на водителя грузовика в школе, да, полгода была теория, все дела, и потом еще, ну, езда, вот это все. Поскольку там учили всякому, да, там, как правильно питаться, как там машина, автомобиль, там, короче, очень много заморочек. Тормозную систему мы только учили 2 месяца, да, там воздушная тормозная система. И сдали все эти экзамены, и у нас еще был бонусный материал, то есть я сдавал еще корочку на водитель, на бензовоз, то есть возить вот эти опасные вещества, да. У меня была корочка, 5 лет я мог ездить с бочкой с бензином, короче, да, но я так и не пошел на эту работу. И учитель, когда нам это все рассказывал, такой говорит, если у вас загорелся бензовоз, там, ну или даже просто фура, да, берете, говорит, зажигалку, там, пачку сигарет, там, телефон, там, кошелек свой, отходишь... Напоследок просто. Да, закурил, говорит, отходишь от фуры, говорит, метров так на 100, говорит, закурил и стоишь, ждешь, она горит, а ты куришь. Фура горит, а ты куришь. Как, говорит, уже почти догорело, потом, говорит, звонишь, типа, полиции, приезжайте, тушите, типа. Представляешь, тебе такое в школе уже рассказывают. Но за этим всем стоит очень простая такая штучка, как страхование. То есть, если все, что не сгорит, все, что пожарники потушат от грузовика, это на твоей шее. Все, что сгорит при пожаре, платит страховка. Железная дверь не горит, ребят. Я видел, она горит. Поверьте мне, все горит. Железная дверь? Все горит. Когда фура горит, она горит прям как пионерский костер, знаете, Я такой. видел, как это горит. Вагон электрички. Круто, да? Да, 5 минут и все, и нету. Вот видишь. Просто пока ты дозвонишься, алло. О, Мы сейчас переведем в диспетчерскую, подождите 5 минут.
Пока музыку дослушал, уже там и тушить нечего. Да там и ехать смысла нет. Не, ну Слушай. почему? Они приехали с метлой, такие пепел, такие собрали на совочек. Охренеть бы. Так, у меня красный диплом СССР, первое Привет, образование привет, до армии. привет. О, красный диплом, нифига себе, в Советском Союзе. Это, Я новенький. это вам не это. Завод Хорошо. какой отрасли, если не секрет? Да нет, не секрет, ну как отрасль? Автомобильное строение, Круто. железо. Да. Саня, какая твоя самая необычная ситуация на твоей работе? Не обязательно страшно, можно смешную. Хирс тебя спрашивает. Сталкер. Какая твоя ситуация на работе была такая вот смешная самая? Блядь, раз обосрался, бумаги не было. Слушай, тут даже добавить не хрен. Просто вот лайфхак. Берите на работу туалетную бумагу, короче. Охренеть, блин. Саня сидит, офигевает, 2 месяца учили тормоза, нас сажают в кабину, нет, так здесь не пойдет, нет, это, конечно, жестко, нет. Тормозную систему реально учили, как это все правильно работает, потому что прицеп там отсоединяй, подсоединяй. Весело было, и проблема в том, что тебя же учат не одного, то есть ты приходишь в класс, там сразу 30 человек, и... Да, пока они все это подожгут, там покурят. Да, из 30 человек там еще 15 баранов, пока это все научишь стадо, короче. 20 сигарет, заметьте. Да, да. Олег, ну это не дверь, это, наверное, обивка. Она когда обшивка начинает гореть, дверь же, она ж краской покрашенная, она все горит, ребята, поверьте. Если фура будет гореть, она будет так красиво гореть. В ночное время суток прям очень хорошо освещает. Новый год, Новый год. Ну а что? Мне нравится, когда вот прям приятно смотреть на огонь. Прям интересно. Да. Как-то успокаивает чуть-чуть иногда. Иногда. Но если это костер пионерский, там, день в лагере, это, конечно, хорошо. Если у тебя вот так вот автобус горит, а там люди, которые вылезти не могут, это, конечно, другая тема. Подметил, да, вот костер в пионерском лагере. Ну, это типа лагерь горит, ты такой в стороне опять куришь сигарету и ждешь. Нервно так курит. Ребята, ни в коем случае не курите, курение вредит вашему здоровью. Мы просто вспоминаем ситуации жизни. Я уже 10 лет как не курю и вам не советую. Чем занимаешься, меня спрашивают. Это меня спрашивают, чем занимаюсь? Там тебе пишут. Сидим тут ля-ля тополя. Советский человек умеет придраться автобусным билетиков. Потираться. Автобусным билетиком потираться. Это что, мне надо 60 километров проехать, что ли, билетов понабрать? Но мне кажется, потому что тебе не надо будет бумагу. Если там в болотце сходить, там, я не знаю, в речку, там, взял, там, подмылся, и все нормально. Все, да. Все проще. Заодно искупался, помылся. Алекс, Правильно? Ну, а что делать-то? Ну, если не, ну, заодно кстати, стирался. подмыться это очень гигиенично будет. Арабы делают до сих пор еще. Это очень гигиеничная тема. То есть лучше подмыться, чем вытираться, потому что там половина не вытирана, там это ничего хорошего. Алекс написал тебе, подожди, сейчас быстренько. В твоей работе написал Алекс, главное не обосраться. В твоей работе главное не обосраться. Это факт. Потому что когда ты приезжаешь, пожар, приезжаешь, там увидел большой огонь такой, ну можно реально штаны, наверное, наложить, если... Я прям замер, короче, это. Думал, что сейчас скажет завис. Нет, я смотрю, а все-таки шевелится. Нет, не завис, интернет не сбился, ничего, все на месте. План, блин, он меня сдает, короче, Да, понял? да. Сука, блин. Не, ну, конечно, страшно, бывают моменты, да. Машины чуть не спалили мы разок. Ну, Первый раз. Не, страшно бывает, очень страшно. Хер что видать, особенно когда лес горит, вообще это жопа. Да, это я уже сам пару раз видел, когда горит, это опасно, да. Дом горит, наверное, не так страшнее, чем лес. Опа. Олег максимально меня проигнорировал. Да нет, не проигнорил, Андрюх, не беспокойся. Я все это вижу, просто вопрос за вопросом, не успеваем... Чернобыль, привет. Че новенького? Да ничего новенького, вот, сидим, общаемся после работы. Новенькое, вот, в Need for Speed играем старенький. Все нормально, Андрюх, ты чего так? Не ждали, да? А я приперлась. Hello, мечта Фер. О, жена Руслана, здравствуйте.
Есть специальная техника, как это сделать одним билетиком. Главное, не выбрасывайте оторванный уголок. Я сейчас Я знаю эту технику, не надо. Нет, ты не прав. Это вообще совсем по-другому. Билетик, можно билетиком все сделать элементарно. Маленький кусочек бумаги берешь. Я сейчас вам покажу, как это все делается. Да, экстренные Когда случаи. треугольник с под ногтей вот это вытаскиваешь, да, последние остатки? Да, вот смотри. Вот, короче, я вас учу, как в туалет ходить. Всё, Вот. вот сейчас я вас научу. Давай. Правильно, экстренный случай. А у тебя вот билетик последний остается. Вот я тебе правильно говорю. Вот берешь бумажку. Я тебе правда, Олег. И все его зрители, смотрите. Смотрите внимательно, да. Сталкер вам этот. Единственный раз. Берешь, делаешь маленькую дырочку. Вот здесь. Вот понял? Вот Да. тут прорезаешь. Да. Пальчик вот так вот вставляешь. Задницу вытираешь. И вот это вот. Хоп. И выкидываешь. Все. Понятно? Вот такой обзор маленького билетика. Вот. Понятно? А то вы, блин, целый рулон бумаги. Тут все просто. Палец обмотал, пальцем вытираешь, это вытер. Все, выкинул, все. Пожал руку товарищу, и все, у тебя заебись. Руслан, поздно уже, Александр показал. Это уже было просто невозможно остановить. Да и зачем, в принципе? А вдруг зайдет молодежь лет так по 15, скажет такие: о, а я не знал, что так работает. Оно, оказывается, работает. Все, буду так теперь тоже делать. Ну, хотя, знаешь, я тебе здесь могу сразу же напомнить то, что так в армии делают. Сам бачок. Здравствуйте, Тимыч. Здорово, Тимыч. А секрет с уголком не... Да, вот этот уголок, который ты оторвал, там его так из-под ногтей, вот это, что осталось, надо это делать. Это уже бонус, короче, материал. Бонусный материал уголок, Руслан. Нет, представляешь, в наше время, как бы сейчас это даже дигитальное становится, там билеты какие там, QR-коды у тебя там, или пластиковая карта. А с пластиковой карты, как бы, смотри, ты же так просто палец не просунешь в пластиковую карту, получается, да? Ну, можно же пораниться, это опасная вещь. Ты об этом не подумал? То есть это с бумажкой, с билетиком, который работал 10 лет назад. Сейчас такие бумажные билетики-то не так уже часто и встретишь, правильно? Интересно. Об этом ты еще не задумывался. Да я вообще тоже думаю так же. Давно на общественном транспорте не ездил человек. Сразу вижу, давно человек на общественном транспорте не ездил. Я испугался, что он полностью покажет. А, ты насчет того момента, который я сейчас... Да. Он такой думает, ну сейчас все такое берешь. Хитрый. Хитрый, это хорошо. Я это сделаю. Вот. Андрюха тебе написал, можно и жопу порезать. В том-то все и дело. Я на это и намекаю. То есть, если возьмете пластиковую карточку, хотите попытаться сделать то, что он сделал сейчас с билетиком, у вас могут произойти, как это назвать-то, инцидент. Билетик? Вот. Да, давай. Уголок. Не, ты реально выкинул. Потом краешек остался. Так. Подожди, я понял. Давай, понял. Аллилуйя. Берешь палец, вот этот указательный, который смотрит на тебя. Да. Вот. Одеваешь. Да, смотрите, ребят, все быстренько. Два раза. Вот она задница. Ты ее вытираешь. Понял? Потом это все аккуратненько вытираешь. И вот он, уголочек остался вот здесь, вот он, остренький. Да. Под ногтем вытираешь. И потом другу, товарищу даешь руку, пожал, все, зашибись. Все, и эту бумажку выкидываешь. Вот так ее выкидываешь. Вот так. Все. Все у тебя отлично. Все у тебя точно будет. Вообще класс. Алекс написал, я, говорит, так в Дубае сходил в туалет, а у них там красивый аэропорт с туалетами, такая фигня, ладно бы унитазов нет, но еще и лейки стоят подмываться. Хорошо, Ташентух был. Ташентух — это салфетка. Короче, салфеткой тебе специально фонтан поставили, чтобы это помылся, это гигиенично очень четко. У них фонтаны, ты видел, да? Да, я фонтаны видел, я был в Тунезии, это Тунис. Фонтан, вот в Италии мы были, там вот эти вот фонтанчики стоят. Самый прикол то, что мы как бы это уже там, в 25 лет видели где-то как-то чего-то. Приезжаешь, когда куда-нибудь в отпуск, и ты знаешь, ты это видишь, ты понимаешь, для чего это. А дети-то здесь родились. Дети приходят такие: ой, а что так низко поставили рукомойник? Вопрос такой, знаешь. Водички так.
Водичка. Рукомойничек. Я, кстати, раз увидел, один раз биде видел вообще, и все. Я думал, что это вообще ноги мыть, что ли? Ну, есть умудряются и этим занимаются. Всяко бывает. То есть люди бывают разные. Да-да. Ару, взрослые люди же, всем под 40. Я про стримеров на экране. Да, есть такое. Я не знаю, мне 15. Да, вот человек, смотри, сейчас вот 15-летний он со мной, все нормально. На экране. Диджей. Рассказывай, как тебе с монитором-то? Вообще ништяк, братуха. Бабушка рада, теперь в очки не надо одевать, и все хорошо у ней. Зрение Спасибо. экономить надо, да? Не, ну вообще, конечно, непривычно прям. Ну, первые 2 дня, а потом все-таки такой душ. Ну, нормально вроде, да? Наверное, надо еще больше, да? Так, Не, надо такой же, но второй рядом. второй. Надо это разбирать вот здесь вот тут полочки, их тогда надо снимать. Да, есть такое. Тогда они будут Но мешать. кто, если они не объяснят? Да, а я Артемка, и мне 6 годиков. Привет. Ё-моё, колдун! Добрый день. Всем привет в чатике, как дела? Да нормально, сидим тут, общаемся, разговариваем. Если есть какие-то вопросы на интересную тему, для меня вопрос или для сталкера, обязательно. Гром, здорово, драйвер. Чашка, О, привет. Ничего себе сегодня, прям вот самый колдун, привет. Как тут у вас? У Я нас... тебе говорю, они под конец всегда залетают. Я прям удивлен. Да. Да. Сколько же у твоего гостя голосов? Голосов? Кстати, хороший вопрос, сталкер. Сколько голосов можешь сымитировать? Не считал никогда? Ну, я чисто свои, мне свои по приколу. Я никого так особо... Свои 15 давай. Свои. 15? Я не знаю. Ну, мне бабушка, когда вот это говорит, то что прикольно. Так, вот, знаешь, я поначалу думал, блин, как этот Рева раньше так делал, да, бабушка этот. Пойду пожру, нет, когда это, уральские пельмени было, пойду пожру, посплю, Игорь, вот это, знаешь. Игорь. Вот, у тебя хорошо получается вечер. Нормально же. Да. Колдун, куда Яша пропала? Леся Яша, кстати, да, давно не видели. Что со Сталкером 2? Бродяга тебе чернобыльский Я спрашивает. тебе расскажу. В следующем году вроде хотели его выпустить. Ну, только русской озвучки не будет, и в России его продавать не будут. Че, серьезно? Да. Там объявление было. Ну ладно, я тебе... Я, кстати, в Телеграме выкладываю там новинки, вот это что выходит, ну, всякие фигнюшки, новости всякие. Ну я в Германии куплю тебе голубиной почты, отправлю, голубь прилетит такой этот. Все прилетит, я тебе грибы переправлю туда. Вот это называется уже бартер. О, может, сушеных, ему легче лететь будет, голуби. Сушеные, блин, смотри, сушеные могут, полиция не так, это самое, знаешь. Так это же как бы, ну... Прилетит нормально, Скажи. ты выйдешь хорошо, прям в руки, они к тебе арестовывать, да, ты думаешь? Не будут арестовывать. Кто еще скажет, какие-нибудь запрещенные вещества, там, типа, высох гриб, от него весело, там у тебя все, радуга появляется на небе, знаешь. Человеком выйдешь прям... Брянтишь, ты меня считаешь, огорчаешь, да? Прям мои сухари, блин. И все, это мне передачку с России тут передали. Что, нормально все будет. Да. Еще вопрос, сколько питомцев у тебя и у него? У меня Собака есть. собака и 3 кота. И рыбки. И попугайчик. Ни хрена тараканы. себе. Ну, тараканы не в счет же, правильно, не у каждого есть. А в голове? Тонкие. В голове сколько тараканов? А там пустота. Уху, вакуум. Там вообще не хрен делать. Да. Ладно, зашел и вышел. У меня из питомцев только кот Мейн-кун. Он один сразу на всех. Прикольно, а у меня лысый. И 2 пушистых. Ну, волосатые, которые российские. А тот я хуй знает откуда. С Чернобыля, блядь, пригнали. Или его так сильно подстригли, что прям с корнями прям вытащили все это дело. Вот это дитя Чернобыля, бляха-муха. Это 100%. Был как-то я на стриме у Сани, мне понравилось, как он мафиозников озвучивает. Как ты, кстати, вот, да, мафиозников, сказать, хорошо озвучиваешь. Но вот я уже какие только не слышу мафиозников. Честно тебе говорю, я не знаю, когда стримлю, иногда даже мне голоса, которые я делал, короче, не получается, я хрена знает.
Представляешь, сам повтор смотрит такой. Бля, кто это там говорил, да? Ну да, что за чел такой? Ну да. Вот это вообще было прикольно. Да, кому он уже нужен уже? Сфинкс. Сфинкс этот самый, да. Сфинкс, да, сфингер. Ой, это сфингер. Другой. Сфинкс, да. Кстати, если он с родственником там, ну, занимает, тогда, в принципе, ты правильно назвал. Ну, или не только с родственниками. Офигеть. Сфинкс. Олег, это спонтанно было. Да, Не, ну, вот, там все спонтанно. Вот, я уже сколько раз на стриме был, и говорю, я первый раз, когда зашел, я охренел вот этого. Думаю, блин, там человек 5-6 разговаривает. Ну, это что такое-то? Не могу понять-то, как он нормально вообще разговаривает. А потом совершенно случайно зашел, а он, оказывается, еще вообще у него другой голос, да, то есть поначалу это просто... Надо к этому привыкнуть. Апокалипсис Гейм, привет. Привет, О. друг мой. Зомби-апокалипсис. Малышок. Лайкос занесли нам. Не, нормальненько. Здорово, Данил. Еще раз. Ну и зомби. Чем занимается твой гость? Мой гость, чем ты занимаешься? Объясни. Колдун спрашивает. Откуда Понятно. он? Он с Воронежа, правильно? Да, я с Воронежа, да. Познакомились, колдун на Ютубе здесь. В принципе, теперь уже не только на Ютубе общаемся. И этот воронежский молодой человек, он не жарит, он тушит. Правильно? Ну и жарю тоже. И жарит тоже. Пожарник, короче. Здорово, Димон Фургейм. Привет. Жарить. Самый настоящий пожарник. Задайте вопрос пожарнику. Он вам еще и заодно и потушит. Вопрос давай. Не, нормально все. Было такое, что на работе при пожаре пострадал чуть-чуть. Да. Было один раз. Приехал и похмелиться нету, блин. Вот это пострадание было, честно. Ой, жестко. Еле отработал сутки. Поезд Нет. Москва-Воронеж, хрен догонишь, пишет. Нет. Догонишь. Я был в Воронеже, хороший город, девчата еще лучше. Димон, здорово. Как погасить ипотеку? Вопрос к тебе, кстати, хороший. Как можно погасить ипотеку? Блин, вообще элементарно отвечу. Блин, не надо, братан, брать ее. Просто не надо. Это вот такой этот жизненный опыт. Говорит, не бери. Я сам взял, до сих пор еще не дал. Не бери. Лучший способ, если ты взял ипотеку и взял квартиру, сдай ее кому-нибудь. В аренду, типа. Ну да, хату сдай просто. Мне кажется, это такой вариант. А где-нибудь жить там у мамы, у папы там, ну, либо во времянке. Арендатор. Они будут отбиваться, ты как раз люди живут, платят там, и как раз будут отбиваться все это. Мне кажется, это самый лучший вариант. И не Тебя- жить там. Пишет Артемка Колдун. Реально спасателем работает? Ну да, как бы. Есть и Ну, я по лесу. Он лес спасает. Он, когда лес кто-то начинает жарить, он его тушит. Правильно же я сказал? Не понял? Я говорю, когда кто-то начинает лес жарить, ты лес тушишь. Да, в любом случае. Все, я то И есть, то есть это не, Я это не самый шутка. большой опыт был. Хобби. Но я- Какие у тебя хобби, кстати? Во, хороший вопрос. Кроме пожарника, хобби. Ну, играть в Ютубе. На балалайчике еще могу нервы потрепать там на гитаре. Грибы Ну, собирать. Грибы, да, вообще обожаю грибы собирать. Грибник, пожарник, ютубер, стример, что еще? Вот Дед Морозом кольдовать люблю, ходить Во! деньги клянчить. Вот, Точно, ты же рассказывал мне тогда. Расскажи, пожалуйста, еще. У тебя сейчас вот пару человек в чате прям, они тебя первый раз видят. Расскажи про вот это вот поподробнее, про вот это каледовать, вот эту вот тему все. Стучишься в дверь. Прям, мать, открывай. Вот, прям. Каледую, запах водки носом чуем. Мы пришли по Христославить и вас с праздником поздравить. Хуяк, санах пузырь. И ты пошел домой. Зашибись. Ну, там мелочухи может кинуть. Сейчас могу костюм одеть, кстати. Мы пойдем по двору. Но еще рано, кстати. Не, интересно, весело. Ребятишек возьмем. Костюмчик, я Дед Мороз. У меня борода вот такая прям белая. Так-то она вообще не растет.
Тут волосы у меня пушистые, беленькие, шапочка, все, костюмчик, тут кружева у меня, посох здоровый, понял, и прям... Ну а чё, во мне 2 метра, как раз вообще Дед Мороз охрененный. А вообще-то что? Обалдеть. Подарок. Ну, я не знаю, в том году я купил целый мешок, понял, это подарков. Ну, как Да. подарков, конфет. Все перемешал. Ну, и так было прикольно, короче. Знаешь, как заводит. Ну, и Ну. детишки там бегают. Я, давайте стишок. Они ко мне все подбежали. Я там конфет на горсть тебе, короче, на тебе. Ну, так интересно, кстати, вообще. И Супер. знаешь, какая энергия вообще. Вот прям, эх, напитываешься. Детишкам приятно все равно заряжает, Давайте, такая, да, я тебе позитив. отвечаю. Это вообще самый лучший день на свете. Четко. В этом году, раз такая пьянка, со стороны пускай кто-нибудь шорт записывает, шорт покажешь хоть, как это происходит, хоть так минутку, полминутки. Шорт можно до минуты записывать, так, да, вертикально. Да-да-да, можно. Почему Ну, решил заняться стримингом? Во, Ты. тебя спрашивают. Блин, тебе написали. Ну, мне написали, но меня уже это спрашивали когда-то. Ну, мы общались там уже в большом кругу, в узком. Не слышал. Ну давай ответь, пожалуйста. Плиз. Я? Да. Ну, я чему начал заняться? Я ровно год назад, ну, уже не ровно год назад, уже год и 2 недели назад, вот, я, короче, купил камеру вот эту вот, у меня была камера, она тут рядом лежит, у меня вторая вот такая от компании Logitech, вот это вот название одно, вот это вот у меня еще одна есть, запасная, вторая. Но О, да, Прикольно. она лежит здесь, у нее даже автофокус есть, прикинь, она за твоим лицом следит, вообще чертовка. Черт. За яйцом следит. Да, за яйцом куриным. Ладно, Короче- чтобы не перекатывалось. Слева направо она следит. Хрякс налево покатился, хрякс направо. И она так следит, так интересно. Вообще, такие вещи творит. Короче, Чиканок Star Super канал, уже как-то рассказывал, да, ему такую камеру отправил, он начал там, я такой купил себе тоже камеру, и мы в Дискорде сидим, с ним общаемся, я говорю, а я тоже камеру купил, говорит, давай запускай, сейчас в OBS настроим, все сделаем. Ну и понеслась. И я помню хорошо, то есть первый стрим есть на канале, я его никуда не удалил, можете зайти посмотреть, я там целый час настраивал OBS, там визги, пизги, и как в течение года вот какой прогресс, что у меня тут там музыка, не музыка, какие-то заставки, там что-то делаешь, стараешься, там какие-то превьюшки, там это раз-два, финтиклюшки, вырос во все вот это вот. Ну, интересно было очень, посмотрел его у других, интересно было попробовать самому. Страшно было первый, наверное, раз 10, точно, а теперь уже как-то вроде нормально. Как вы считаете, нормально, нет? Ставлю лайк, подписываюсь на тебя. Взаимно. Теперь ты. Почему начал вообще заниматься стримом? Да, одно время было как-то хреново, короче. Ну, ребят, вообще, я говорю, то, что они мне. Ну, с одной маленькой... Короче, у меня была такая ситуация семейная. Ну, как бы, нужно было. Не буду все рассказывать. правда. Не, ну, Тяжко. короче, сказали, давай делай, иначе это самое. Да, они сказали, да попробуй, что ты, такой приколист, прикольно, что там, поприкалываться с тобой можно, Мгм. поприкалываться с тобой можно. Сколько в космосе инопланетных живностей? Вопрос. Сколько в космосе инопланетных? Зоми, Андрюха, Это хорошо. сколько в космосе инопланетных? Инопланетян? Я не знаю, как бы, ну, тут как-то хрен знает. Отлично получается, Олег, колдун, ну, спасибо большое. Любимые игры? Во, вопрос в студии. Давай Да? вопрос, этот, любимые игры на двоих прям раскидаем. Начинай ты теперь Давай. первый. Хорошо, я начинаю. Да, Любимые игры. да. Э, Кроме танков, кроме твоих танков написали уже даже. Хорошо. Кроме танков. Да. Блин, есть... нет, самая любимая игра, короче, обалденная. Dino Crisis. О, Вторая. о. Дин Крейг. Вот, Вторая. Алекс Хирс здесь. Первый Да. стрим у всех прям идеально все плохо. Вот Алекс Хирс, вот этот Dino Crisis, там сверху смотришь, так 2D, да, правильно? Игрушка. Ну, она тоже от резика. Помнишь, как Resident Evil? Тоже меняется это, по комнатам бегаешь, но тоже. И как-то сверху, снизу, сбоку камера. А, ну, Это- окей. Нет, Саня по-любому знает. Я, потому Да, что знает. надо Resident посмотреть. Evil 2 играл на Соньке первой.
Помнишь вот эти квадратненькие? Я не играл, это он, Александр, в курсе. Я нет, я до этого доберусь. Вон Александр, Давайте. Алекс Хирс у нас прям О, спасибо. резидентер. Что такое? Что произошло? И еще какая-нибудь игра есть, кроме этой? Да, есть. Ну-ка. Самое обалденное. Ну, кроме резиков, это уже заезженное, наверное, да? Резики тоже Да. обалденные. Сейчас скажу, как она же называлась-то, блин, старенькая игрушка, блин, не знаю. О, свет у тебя включился. Да я сам Кто включу. Я включил, я. Да что-то Да. уже темно как-то стало, думаю, давайте-ка добавим. Жарку. Вот так вот получше, как-то уже у меня начинает... Так, Темно становится или что? да, на улице уже темно становится. Не, как-то самому уже, вот тут два монитора не херачат, да, тут сейчас загоришь. А так вот спереди загоришь, так вот хотя бы, чтобы здесь, чтобы Тяжело. загар, чтобы равномерно был, знаешь. Ну что, положился, все хорошо. Ну и лысина тоже, она же, блин. Да-да. Кстати, здесь изображение лучше, чем в АБС-ке. Вот не знаю, насыщеннее почему-то, как-то прям поживее, чем там. Да. Кажется. Подписочку оформил Драйвер. на гостя. Блин, Драйвер первая нравится, вообще обалденная. НФС-ки мне нравятся две. Первая и вторая. да? Остальные как-то не особо нравятся. Карбон нет? Нет, не прикольнуло. Серьезно? Не прикольнуло. Вот эти вот эффекты световые у них мне как-то, блин, Ну там, да, они там с контрастом чуть-чуть намудрили. Если у тебя плохая графика, то она, конечно, бьет по глазам, как адреналин прям. Это прям... было бы, знаешь, она была бы прикольнее, мне кажется, если тупо ночью было сделали. Ну, карбон еще нормально. А. Мне нравится карбон. Карбон, потому что он ночью. Блин, обожаю Там всегда. темное время суток, да, ты прям там... Класс. Там такой Обалденно. канон, игры дрифт, это все как в Японии, ночью, Дрифт. горка вниз, ночь, страшно. Круто. Окей, еще какая-нибудь есть игра? Что прям сказал, что вот это прям все, это она прям... Еще нравится Street of Rage. Вот это особенно последний номер. О, Класс. фига себе, это прям, Я согласен. это прям такая, да, это, слушай, не каждый такую, прям даже это... Драки мне нравятся. Мортальник мне нравится. Тейкен мне нравится. Вообще файтинг обожаю. А кто в Теkken не играл, тот PlayStation не включал, знаешь такое? Блин, Тейкен это просто обалденное. Tekken 3, блин, диски заездили. Потом я вот на плойку на третью у меня Tekken 5, Tekken этот 6 или что там было, там, я не знаю. Но у меня 7-й вот сейчас стоит. 7 уже на третью-то нет, они уже на 4 на PlayStation, мне кажется. Не, ну у меня на ПК она. О. Да? Street of Rage Forever, написал Алекс. Ну, есть. Обалденный Есть. Rage. Просто бомба. Не все Бомбин. не все знают. Но кто знает, о чем идет речь, то те в теме. Не, игрушка прикольная. Да не, ну просто вообще, она просто, я не знаю, они делали, вот реально раньше делали они какой-то с искрой, знаешь, вот прям вот они Да. вот какую-то прям душу откладывали вот в игры, вот которые действительно играешь и прям вот кайфуешь. Ну, А сейчас вот старались. однообразие, вот Старались. А сейчас под копирку идет. Друг у друга что-то накопируют, правильно? всех игр. Вот Ну. сейчас идет. Слияние всех. Вот там чуть взяли кусок, там чуть взяли, тут. И Мгм. получается суета, честно. Вот особенно с НФС-кой. Обосрали ее. Обосрали. Да, Блин, последнее вот очень смешанное чувство. Ты у меня вот на днях спрашивал на стриме. И сейчас никому не секрет, все видят, что я играю в хит. И это тоже все. Ну, для меня хит, вот я совершенно случайно я залез в нее. Тут 4 игры сразу в одной. То есть это никак по-другому не назвать. 4 игры в одной. Такой, как сборник лучший из лучших. И, в принципе, он уже мне как бы притерся нормально. То есть играть можно уже, стирать не буду. Пройду до конца теперь. Все, я ее пройду. Но в Need for Speed много есть и моментов, где я бы сказал, лажа полная, которые я покупал игры эти. Я жалел. Я уже 3 диска продал. У меня один еще лежит в шкафу. Я вчера увидел совершенно случайно. Думаю, какого хрена я тебя еще не продал? А? Никто не покупает. Не, я про него как-то забыл, положил, хотел продать и забыл. Просто я его оставлю, я через год его продам, я еще на 100 рублей его дороже продам. Единственное, более-менее из новых, это Payback.
Payback, вчера мне говорили, я в нее не играл. Ну, попробую, если честно. Вот Rivals я не играл, Payback не играл. Вот сейчас Хит начал играть. Payback. Колдун, напиши, пожалуйста, Payback. Какого года эта игрушка? 20-го или 18-го? Потому что Хит у меня 19-го года. Выпуска получается. Давайте теперь тогда я скажу, какие у меня хоть какие-то пару игрушек. Кстати, ну, давай, вот какие у тебя самые вообще вот обалденные игры, которые ты действительно кайфовал? А хочешь я тебе, давай я прям сейчас их принесу, прям покажу, прям, чтобы прям здесь прям у меня есть на PlayStation они. Дед, с тобой! Сейчас Давай! я сейчас прям принесу. Я пока побазарю. Ты разговаривай, чат по... Так, мужики, задаем вопрос. Женщины тоже. Все, он ушел. Я извиняюсь, он просто с похмелья болеет. Сейчас он вернется. Сейчас стаканяшку бомбанет. Смотрите, сейчас придет. Так, задаем вопросики. Так, мне ж как надо еще второй чат открыть. Я ж и тут, и там. А ну ж легче, у него там мониторов 300 тысяч. Так, сейчас мы почитаем, что он там пишет. Так, где-то там есть. О, драйверок. Блатной, 3 семерочки. Сейчас, пацаны, сейчас 2 секунды, я сейчас почитаю, что там он. Рюмашку поставил на заставку. Так. Так, 2000, точно. Супер. А как это убрать? А, во, все. Точно ушел. Да не, ну он сейчас вернется. Сейчас, секундочку. Нормально все. Алекс Кирс, еще разочек, братушечка, привет. Сейчас время донатных игр. Зачем долго мучиться, если можно сделать игру типа PUBG, Warzone, FIFA и Fortnite. Fortnite вообще не люблю, вообще не прикалывает что-то. Так, а ты пробовал под свои голоса героев придумывать? Блин. Я, кстати, вот сейчас он придет, я, кстати, скажу по этому вопросу, кстати, есть. Вот. Сейчас скажу. Придумывать героев, да. Не, ну, в принципе, не знаю, сейчас я Tekken 7 озвучу, я потом выпущу. Хочу его полностью, короче, уже все прошел, нарезал. Не стал я с интернета скачивать, можно было проще взять, скачать и просто озвучить. Не, сам прошел пока. И сейчас будем его... Одна часть есть. Ну, блин, очень много за всех этих. Ну, потом прикольнете. А так у меня, кстати, идейка есть. Я не знаю, сейчас книжку пишу. Блин, еще некогда вообще. Ну, фэнтези, фантастика. Блин, походу запить ищет. Сейчас он это... Сейчас, подождите, сейчас он это выйдет. Давай. 1, 2, 3. Нет, все. О, Бархатов плей, я вернулся, я дома. Молодцо. А, вот она что. Озвучка это прикольно. И вернулся к вам. Привет, Бархатов плей. Mortal Kombat с озвучкой был прикольный. Да, я, кстати, прикольнулся, прикольно. А ты видел, я шортс там еще нарезал? Бляха-муха, ну там обалденно. А я что-то вообще прям... Не, класс. Ну, есть что поржать. Знаешь, мне еще писали: о, этот вернулся, как его... помнишь, озвучку делал, как же его... Ну, помнишь, раньше это озвучивал фильмы. Как же его... не помнишь, Олег, как озвучивал фильмы с приколами? Этот... Кто же у нас? Насчет прикол какие? Ну, вот, блин, он озвучил «Властелин колец», там... Гоблинский перевод, который? Да. Гоблинский, да. «Властелин колец», «Сорванные башни», вот это вот все дела. Да. Терминатор вот. был, все дела эти. Эй, Санек, братва, Данил, Монтон, Димон, привет, Евгений Евгеньевич. О, ребят, Бархатов, молодец, вернулся. Да, Гоблин. У меня эти, блин... Да, с русским переводом, совершенно верно. Я вот уже... Топка Гоблина была у меня, фильмов. Не, кстати, я тебе говорил? Вау! Вот это он понабрал, да, вообще ему зашибись.
Но у меня там их 60 игр сейчас, сколько там, 55? По секрету скажу, он не в комнату ходил, в магазин грабил, у него просто напротив магазин игр. Ха-ха-ха. Скажу, это он вас обманывает, люди, не верьте ему. Не пали контору. Не, я эти игрушки вот эти вот когда-то показывал, у меня есть один стримчик, где я показывал всю мою коллекцию игр, в принципе, на PlayStation 3, и вот раз уже мои любимые игры, что я буду долго рассказывать, я вам еще раз покажу, которые я прям играл не раз. Ой, А? а что такое за бот компании? Bad Company? Bad Company, да. Ну, тут, короче, то есть Battlefield Bad Company. Есть Battlefield 3, 4, а это еще самая первая часть, где ты вчетвером, втроем с товарищами там друг друга вытягиваете, короче. Война, все дела. Но я больше, конечно же, гонщик. Вот. Гран Туризмо 5. Блин, Гран Туризмо обалденная игрушка. Я Гран Не Туризмо еще люблю с PlayStation 1, потому что там я на ней потратил столько нервов. Это просто Call of Duty, MV2. Warfare. Да-да, Warfare, вторая часть. Я за вот эту штучку, я ее купил в оригинале. Я отдал за нее 70 евро когда-то. 70 тысяч евро? 70 евро. А, Гран Туризмо 6, затер ее вообще в хлам просто. S3 Проблема, да, PS3. Проблема на этой Гран Туризмо теперь, короче, они взяли в PlayStation, закрыли этот комьюнити у нее все, то есть ты онлайн не можешь больше играть с другими людьми. Знаешь такое? Турок. Это кто вообще такой? Турок? Турок. А я не играл в такое. Ну Может, вот, я слишком старенький? не, турок даже были игрушки на Денди, турок была такая. Не, да, турок была. Вот, Call of Duty 3. Call of Duty 3. Вот Я это- играл, кстати. Я ее прошел на раз 5 или 6, точно. Вот это я еще до сих пор не смог пройти, некогда было. Снайпер 2. Прикольная штучка. Очень. Вот Наверное, там по-тихому надо полить. первая часть Снайпер, да, мне очень, там очень всяких много вот этих настроек в реальном этом времени, там все дела. Так, конкурент по Германии появился, быстрее мне выкупать будет. Да-да-да, Midnight Club Лос-Анджелес, вот это вообще была телега в то время, да, когда вышел этот Nissan Skyline. Подобие GTA-шки, кажется, да, там что-то была. Ну, здесь, да, здесь ты больше просто что двигаешься. На GTA ты еще пешком можешь ходить, а здесь ты прям вот от гаража до гаража, да. То есть машина, мотоцикл, полиция, там, разбой. Очень интересная игрушка по-своему. Ну, все, теперь у меня конкурент по Германии появился. Ну, я-то, Алекс, я тебя могу успокоить, Хирс, у меня только коллекция на PlayStation 3. Ну, и я вот сейчас буду ее пополнять какими-то интересными штучками. Но не знаю, на другие консоли я, конечно, не буду так же набирать. Ладно, ребят, надо бежать закупаться продуктами. Вам желаю хорошего настроения, приятного просмотра. Спасибо большое. Забегай еще. Всегда рад. Ну да, да. Точно ушел, да. Единственное, более-менее из новых. Payback 2017 года, написал Колтон. Пробовал своим голосом. А ты пробовал под своим голоса героев придумывать? Кстати, да, вопрос хороший. Под свои Я, кстати, я что, это, я тебе рассказывал, кстати, я начал книжку писать. Нет, первый раз слышу, рассказываю. Да? Фэнтези, кстати, обалденная. Блин. Хотя не, подожди. Или что-то уже было, или что-то мы уже об этом разговаривали. Ты говоришь, что фэнтези, ты говорил, что ты там придумывать, получается, все, ну то, что прям уже прям начал записывать, давай, делай. Мы потом ее распечатаем здесь, блин. Что-то. Я пишу пока. Делай. Нет, это вот эти вот игрушки, которые прям классные. То есть я в любое время могу взять, поиграть. Конечно, еще не хватает парочку до коллекции, которые я бы хотел, здесь, чтобы были. Но в скором времени, когда у нас когда-нибудь будет время, если это будет время, я включу на PlayStation. Лайк закинул, другим советую, вам не сложно, человеку приятно. Да, фэнтези начал писать книжку, давай вернемся к книжке. Книжка будет очень, наверное, думаю, такая объемная, скорее всего, то есть это большой проект. Но я меняю, видишь, я старческий мир беру, короче, ну, там, 1300 какой-то, блин, понял, и уже в наши времена, понял, 22-й год. То есть там, чуть там, короче, понял, по чуть-чуть иду, развиваю события. Ну, прикольно, я тебе говорю. Ну, честно скажу, это про книгу. Но много не спойлери, а то потом, чтобы не покупали. Пускай потом покупают, читают.
Игра книг. Ну, и, короче, в книге будут игры. Обалденные, короче. Когда ты ее начинаешь читать, и там происходит... Ну, не буду говорить заранее. Не-не, Ну, будет это- вот, представляешь, книжка твоя будет в магазине, раз купил, прочитаем. Дети нашли книгу. Ладно, вкратце расскажу. Дети нашли книжку, вот, начали читать, и в книге чисто только игры написаны, короче. Они выбрали одну из них и начинают играть. Получается, все люди пропадают вокруг них, и они начинают выполнять задания. Ну, и один из них, кто не выполняет, просто умирает. Ну, там только их забирает, ну, как из сада, не из сада, ну, короче, книга питается жизнями. Ну, это как, Вот. как Джумаджи ж такой, да? Мире, ну, это вот чисто начало, понял, такое. Ну, там она с развитием начала. Да. А потом, короче, переходит вот эта книга в наши просто тупые смартфоны. И, О, короче, будет вот эта вот вся фигня. Понял? Ну, и будет меняться, понял, старый век и новый. Ну, будет вообще задумка обалденная. представляешь, такой, да, вот старое что-то такое. С собой играл так, ага, тебе сколько лет? Мне 36. Ты умеешь играть? Ну да. Так, умеешь играть? Во что? Во что? Во что? С пальцами вот так могу смотреть. Не, ну- Тулюлю, такой, да? На гитаре можно, да, немножко вот так это прям ринг, можно играть. Люблю. Я Ну, учил. что еще можете рассказать, товарищ? На нервах играть можешь? А вот что-то я не могу никуда понять. Немножко. А есть такое. Das ist fantastisch. Ja. Вот видишь, а ты говоришь, он еще иностранным, Very fine. иностранными языками владеет. Как это говорят, да? Владеет. No game, no life. Да, Ваня, Слушай, здравствуй. Сказал салам вам по салам. Спасибо, Алекс Хирс. Спасибо, О, Алекс. Саня, до тебя зашел, Он молодец. там и тут, и знаешь. Молодец вообще, отлично, очень круто. Коллекционер наш такой, так сказать, немецкий. И вот у Сереги был, у Алекса был, вот они здесь вот. Есть, есть. Чуть-чуть. Ну, тоже работа задерживает, да. Алекс тоже, как и я, можно сказать, вот с работы домой, и не всегда уже потом настроение, и все-таки, Пойду посижу. да, пойду, говорит, не, посплю, пожру, посплю, да, вот это что. Пошел. Что-то там такое было. Я последний раз такой видос видел, там как вот поставили, получается, вот эта озвучка, да, вот это то ли котята, то ли собачата, так пойду, пожру, посплю, так сделали, знаешь, поставили фоном. Обалденно, просто вот круто. Это же тоже из этих уральских пельменей было, бабка это. Или Рева был, Рева, что же, Рева так был, тоже говорил, что-то, короче, там имитировал голоса. Занимаешься футболом. Блин, вот честно скажу, футбол не терпеть не могу. Не футболист. Ну, не люблю, я хоккей люблю. Футбол я люблю играть. Хоккей, Вот такой чисто зимний вид спорта, хоккей. 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 Не, люблю смотреть, потому что на коньках я не умею кататься. Серьезно, рад. что ли? Да, я тебе честно скажу, блин, вообще не могу. Вот, нашли минус наконец-то, хоть один. Он не умеет на коньках ездить. Да. Надо учиться. Я раз прокатнулся, голову разбил, встал на коньках, потом бросил и пешком домой. Босиком пошел, потому что это такая хрень была. У меня ноги вот так вот были, болтухи в конце концов. Данил, Да, честно, домой. я зашел на лед, я встал на него. Ау. Но когда я ебнулся башкой, блядь, затылком и разбил, и мне уже больше ничего не хотелось. Я вставал, падал, вставал, и все. И вот, нет, лучше я посмотрю хоккей, как ребята там играют, морду бьют, а так нет, честно, это не мое. Даже Ну, на ролик не умею. Я помню такое. Скажи что-нибудь на немецком. Данил пишет. Данил Доманин. На немецком. Ну, не знаю. Это твой, это что? Мне на немецком что сказать? Я уже говорил, das ist fantastisch. Но это может и сталкер говорить. А так, мне надо, ну, немецкого, я не знаю, просто так, я же не буду сейчас дуру говорить, что на немецком тогда неинтересно будет, но кто меня будет понимать? По-немецки, ты с левой стороны по-немецки, я по-английски буду.
Hello, my brother. Yes, of course, на hello. Hello, говорит, да. Guten Abend, да. Guten Abend. Нет, если там с кем-то, с другим, допустим, разговаривать, то потому что так, я на немецком сейчас скажу предложение, но все равно никто не поймет, но переводить вот это вот, не знаю. Да, что ты сказал? Что сказал? А вдруг там перевел? А вдруг ты не то перевел, да, там, а вдруг так, ну, а вдруг? Кто же знает? Не, я, если честно, Данил, очень много говорю на немецком весь день, и я очень рад, что можно посидеть вечером, пообщаться вот на русском языке, вот, допустим, со сталкером сесть, посидеть тут сейчас 3 часа. Я пойму, где ты живешь, Данил? Ты случайно не в Мюнхене живешь? Кажется, он с Тюмени. В Тюмени понимание по-немецки? Я немецкий учу. О! Ну так ты мне, если ты немецкий учишь, ты мне пиши на немецком, я тебе буду отвечать на немецком, и тогда мы будем с тобой сразу же тут, сразу у нас как такой урок немецкого языка будет параллельно на этому подкасту. Немецкий учу. Ты напиши мне. Можно я вот так руки сделаю? Я буду на тебя. А потом такой. Можно? Можно выйти? Зачем? Я в туалет хочу. Терпи, скоро пауза, да? Ну, такой случай был. Давай. Сука, училка, блядь. Я ее никогда не забуду, блин. Сижу на уроке, вот реально, вот, ну, в сортир захотелось. Да. Взял это, еще помнишь, вот эту бумажку, вот, блядь. Да. Ну, руку тяну, ну, хочу в туалет, ну, все уже. А это 8 или 9 класс, ну, уже. Ё-моё, она вообще не пускает. Ну, это не положено. Че, я сейчас в штаны нахренячу там? Ну да, стыдно будет. Да. Девчонки там. Ну, Да. чё? Я, короче, блин, знаешь, как я сделал? Ну, не выпускает. Взял дневник, короче, в нее кинул. И просто пошел. И все. И бумажку взял с собой, вот эту. Да. Вот эту. Ну да. Это до сих пор та самая. Да. А я ее, блин, из времен еще. Но, видите, немножко. Но я ее стираю. Она, в принципе, нормально еще послужит, поверьте. Как этот талисман. Че, Олег, когда с тобой стрим замутим? Хороший вопрос. Как время будет, посмотрим. Мы сейчас мы до вот этого момента мы, наверное, полгода ждали. То одного времени нет, то другого нет времени. Хороший вопрос. Не знаю, сейчас ничего обещать не буду, потому что у меня сейчас до Нового года будет очень мало времени. И из-за этого я сейчас стараюсь последние пару дней вот тут прям поиграть все. Как время будет, Бархатов Александр, я тебе напишу, и мы разберемся. Бархатов. Потому что сейчас чего-то обещать, я работать буду и в субботу, то есть буду рад просто, если домой прийти и ничего делать не нужно, буду отдыхать и с этими стримами. Только привыкнешь к этому ритму, и тяжело потом опять начинать что-то. Это очень тяжело. Очень. Так что ничего не обещаю. Но как только, так сразу. Что? Я типа разговаривал, понял, ты открываешь рот, а я тоже ты разговариваешь, а я типа озвучиваю. Ну такой, такой, видишь, пальцем такой на кнопку, на паузу такой. Такой, эта кнопка, знаешь, такой динамик перечеркнут, такой, замолчи, теперь я. А то мне хочется с вами поболтать. Ну, нет, сегодня мы пока вот так вот вдвоем. Как-нибудь вот такое сделаем, балаган, то есть нас будет больше. Просто и так нам уже тяжело иногда вот раз, чтобы... Саня Сталкер, тогда с тобой замотим. Вот. Тогда, если вы будете делать стрим, у вас будет называться Александр versus Александр. Я это с мужиками не замучу. Нет. Валера, говорит, настало твое время, помнишь? Бренчишь ты меня еще горчаешь. Бля, Да. смотри, один в один. Слушай, тебе это... Слушай, давай, знаешь что, вот вопрос мне интересно. Вот когда ты начинал стримить, стеснялся? Да. Температура тела поднимается. Да, потел, руки потели, потные. Потел, да. Сейчас вот ладошки сухие, а год назад, это было год назад, было такое. Я бы тоже поговорил бы, обязательно. Раз Олег не хочет, да, Бархатов, да, если бы это так все было просто, не хочет. Всему свое время. Сталкер, предложение тебе. Александр, Александр говорит такой, ну, в следующий раз с ним сделаешь такое. Почему? У него сейчас будет времени много, у меня времени нет. Я вчера Need for Speed 2 стрима включил вообще, чтобы прям успокоиться, потому что забуду потом, как рулить машиной.
Я сейчас работать буду с четверга по четверг. Это вообще вот дичь полная, ребята. Вы даже себе представить не можете. Вообще пешком хожу, спотыкаюсь. Мне какая машина? На колесах 4 колесо и 5-е лежит, а это уже запаска. Мотоцикл уже все загнал уже в хатку. Все? Вот сегодня ты видос видел короткий? Какой? Ну, который сегодня вышел перед подкастом. Ну, ты типа, будет... перед, не видел. Ну, там в начале, нет, там сразу, в этом видосе я в начале там сразу показал, у нас было 22 градуса сегодня тепла. И это я видел. 22 у нас сегодня тепло, но откуда-то взялись огромные тучи и капли, и времени не было. Нет, если... Просто. Ну да, но у нас, если, допустим, погода сейчас есть, я с гаража выгоняю и поехал, мне ничего не грозит, ну как, ничего не... 22 нормально. Я видел у тебя на табле, это было Да. что-то написано. я помню. Это радио в автомобиле у меня такое. У меня, кстати, вот еще один вопрос. Ты же автомобилист. Да. Ты мотоциклы, машины, Да. шины, колеса. Ты можешь там все ремонтировать. Все люблю. Мозг просто инопланетян. Я хочу вопрос спросить. Да. Блин, у меня на мотоцикле, короче, не работает печка. Блин, я не знаю, что с ней делать. Может, почистить ее надо. Может, лестница что-то забилась. Термостат, тосол, надо проверять, менять. Обычно в таких случаях советуют водители такие, знаешь, которых стаж 10 лет и более, нужно менять прокладку между рулем и сиденьем. Прокладку. Не женскую прокладку, между рулем и сиденьем, которая... Такая не пойдет. Тампоны. Можно тампоны. Нет, можно. прокладка. Тампон это совсем, это вообще не в ту сторону. А, Понял. понятно. Да. Водителя менять. Драйвера, на драйвера. Да, зимой я пару раз выезжал. Ребят, кто зимой ездил на мотоцикле или просто такой на двухколесном транспорте, у которого нет крыши, тот понимает, что яйца могут замерзать. Могут? Ясен перец на шафе подвязывает. Едешь такой, колокольчики звенят, думаешь, церковь рядом? Да нет, Не будет. Ну, я всегда ездил. Обалдеть. Вот честно, я вот, блин, вот до конца. Как вот снег уже лопатой надо чистить, когда выезжаешь, тогда уже все не... Спасибо большое, счастливо, Данил. Да, спасибо, Не, ну, да. интересно, гонять. Я и самый первый вообще сезон открываю, еще даже никто не ездит. Ну да, они такие, о, дождь, сляка такой, а ты уже 3000 километров наездил, да? Ну, честно, вот говорю, асфальт нормальный. Но пока из дома доедешь до асфальта, ну, вот то есть у раз тебя есть хорошо. препятствия, да, ну понятно, там бездорожье, как назвать-то правильно, да? Бездорожье? каша. Каша. Манная? Нет, грязевые ванны, говорит, да, их можно принимать, у тебя морщин не будет на лице. У тебя их и так нету, походу дела... Вот так бровь поднять и вот здесь вот что-то потереть, вот так, и будет бровь стоять. Четко. Нет, не стоит. Все это Нет. фейк. Все это фейк. Ты насмотрелся ТикТока, это не работает в нормальной жизни. Есть такое. Да, просто тут у тебя нервное окончание, то есть они такие, типа, запомнили, ага, все, он улыбается, брови повыше, такие напряглись, мышцы замерли. Да, сами там. Как бы заклинивает, знаешь, вот. Но нет. Да, сезон такая штука. Я когда-то, сезон у меня был реально там с 1 апреля по 31 октября страховка на мотоцикл была, то есть я мог только в это время ездить. Сейчас у меня на мотоцикле, то есть номер абсолютно нормальный государственный знак, где я могу ездить в любое время, главное, чтобы погода позволяла. То есть я вот в том году, вот 20-й год был, когда, да? Нет, 21 год, вот. 31 декабря я на Кавасаки так 180. Это было круто. Прям 31 декабря на мотоцикле, понимаешь? На меня много автомобилистов смотрели, и половина из них-то тоже ездит, но у них мотоцикл стоит в гараже, они такие, знаешь, не, локти-то грызли, а я мимо проезжаю, а там они в форточку в автомобиле это слюнями забрызгали все это, потому что, ну... Нормально протрем. Все да, хорошо. протрем, да. Я раньше тоже так делал, то есть себя грыз за это, нафиг я этот сделал номер, да.
раньше делали, когда ты начинаешь свою карьеру мотоциклиста, там, да, чтобы у тебя проценты в страховке упали, вот эти ступеньки, поначалу очень дорого, у тебя много процентов, дорого платить страховку мотоциклу, и это все делают. Много кто этим занимается, много кто байк прям свой делает, прям спорт, чтобы ездить только вот по сухому. Ну, так оно и есть. У меня мотоцикл, увидел-то всего лишь несколько раз дождь. Все остальное, ну, стараюсь. У меня маленький, у меня велосипедик. Ну, у меня чисто для леса делал, специально все поднял. Были там щиток стоял, ну, где-то, ну, так вот от колеса, понял? И он все туда гребет. Забивается грязь-то все, да? Да, это, знаешь, вот эта шишка попала, Да. Блин, засасывает какой-то. Тебе на такой этот эндуро какой-нибудь, чтобы у тебя прям от колеса до крыла сантиметров 20 было, вот, который по грязи. Да, вот такую технику надо, такую вот прям. Кросс такие вот эти, кросс называют нас. Вообще это обалденная штука, блин. На такой штуке едешь по лесу, блин, быстрее, чем по асфальту на спортивном, потому что там у нас все. Ну да, он и держит, в принципе, нормально. Да. Отлично. Так, ребят, что не пишем, что тут поникали так вообще задумались? Они заслушались. Уснули, заслушались. Надо включить там. Что включить? Музычку там им включить, Кадышеву там. Не надо им Золотое кольцо, пускай так. Они Elden Ring уже некоторые у нас товарищи наигрались. Им сейчас Золотое кольцо включишь, пойдет опять играть, не надо. Не напоминай. Ангария Лебиоса. Да. Ух. Я не знаю, завтра получится, не получится, может завтра еще поиграю, вообще не знаю. Но сегодня, говорю, все, сейчас вот прям пару часов здесь посижу, чтобы успокоиться чуть-чуть. Потому что вот как долго стрим не включал, потому что тяжело даже час посидеть. То есть сейчас... Тяжело, вот я не знаю, потом уже, знаешь, 2 часа это максимум. Потом, да. Потом уже все начинает ехать. Сейчас вот час 45 уже пролетели как-то. Вроде нормально, потому что я вчера 2 стрима включал, в пятницу там, или когда у меня там были, в субботу, я уже не помню. То есть, какой-то вот такой последовательность была такая, да, то есть, нормально. Ну, но не просто. Я говорю, вот, когда вот погода будет сейчас на улице не очень, время будет, если там, ну, уже будем включать уже почаще. То есть, охота. Путер, да? Закапутер. Да. Охота большие. У меня еще большая проблема. Нормас в понедельник. Гашляск. Денчик, привет. Денчик, зацени темку. Денчик, зацени. Вот, кстати, Денчик, смотри, вот человек может разговаривать тем голосом, как тебя прям зовут. Прям вот этот Денчик. Нормас. Спасибо, что забежал. Да, в понедельник, день тяжелый для кого-то. Уже тут были люди, были жалобы. Но не забываем о том, что как ты начинаешь это воспринимать эти дни, так они и проходят. То есть не нагнетайте, все будет нормально, все будет отлично. Все будет супер. Мой братик. Я алоэ написал, правильно. Какие большие алоэ. Говорит, посмотри, говорит, да, как там, говорит, Денчик, говорит, да, такие. Как там? Алло, да. Как-то он, там. кстати, воронежский тип. Да ладно. Да? Я видел, что он учитель начальных классов, там что ли, что-то было такое, показывали по телеку, он там был. Это как раз 10-й год был, только вот с интернета все начиналось такое, более-менее. Сорвал куш, я по-любому, блин, должно быть. Ну, хрен знает. Мне кажется, Red 2041, да, кажется? Я вот этот не помню. Не помню, да, там были проекты. Валерина, время настало. Да, Валер, настало твое время, есть такое. Как дела, бро? О, Конор, привет. Всем добро пожаловать, кто только зашел. Тут у нас что-то народу было, поубегали, но не страшно. Статистики отметьтесь там, на опрос ответьте, кому интересно, почему нет. Дела нормально, сидим, общаемся со сталкером. Тут решили сегодня... Что же он мне... Ну-ка, у тебя вопросик там есть? У меня и вопросик. Бархатов пришел, говорит, пить будешь? Я нет. Ну, понятно. Понятно, что он же домой добрался, надо отработать. Вот, с Бархатом в следующий раз можете пообщаться. Мне будет тоже интересно послушать. Не, Бархатова я вообще приглашаю всегда. Вообще в гости он вообще заезжать хотел. Что обожаю, что... Кстати, да, он... как-то разговор был у нас, я не помню, на чем стриме. Он же с Пензы. Пензюк, мэр Пензы. Пензюк.
А ты мэр Воронежа, вот два мэра встретитесь. Там от Воронежа до Пензы там меньше, да? Расстояние, чем до Москвы. Как До раз. Москвы ближе, Тебе до Москвы ближе или как? конечно. А, то есть Пенза дальше Воронежа еще от Москвы или еще? Или как ты думаешь? В ту сторону? Дальше Москву. М, Дальше Пенза. Ну вот. А я До Москвы 500 километров. тебе. 500. А с Пензы сколько? А до Пензы я не знаю, сколько там. Может, Надо посмотреть. тебе, может, наоборот, с Воронежа до Пензы недалеко? Я думал так, знаешь, чтобы тебе не в Москву, то есть встретитесь день на нейтрально. Вот сейчас, не знаю, сейчас, может, попозже, может, недельку, может, две. В Стену хочу заехать. Да-да-да, об этом уже разговор был. Кто не в курсе, у нас общий вот друг, тоже подписаны все, делали рекламу, да, тоже вот человек играет в жесткие игрушки. Ногами. Да, у него там вчера какая-то проблема была с интернетом, я видел, читал Да-да-да. сообщение. Палатки были. Но у всех бывают неполадки. Да, конечно. Поделай. Я неделю назад тоже разочарован был, все повыключал вообще, FPS все это упало, непонятно почему, и ничего не работало, ничего не тянуло, все обрывалось. И абсолютно все это понятно. Есть такое. Не без этого, не, как технические неполадки, да, или как это назвать правильно? Да, она же бывает, это же техника. Да. Техника ломается, техника строится, ремонтируется. Если не ремонтируется, вон, можно ее пожарить, ну, в смысле, потушить. Как говорить? Денчик, как делишки? Денчик, как у тебя еще делишки, братиш? Вот. Я так не могу. Ну, это вот прям, это вообще, блин, обалдеть. Озвучка. Надо тебе работу искать, где вот эти озвучивать такие прикольные штучки. Озвучить. Я его, кстати, я сейчас теки озвучу до конца. Я все обещаю. Ну, как-нибудь сделай. Нету. Ты представляешь? Даже вот сейчас в отпуске, я сегодня, блин, полдня провозился домашними делами. Отдел, ой, господи, это вообще очень много. Реально много. Очень. И не знаешь, когда успевать это все. Нормас, пишет Денчик, сами как? Как сами? Ну, как вот эти вот. Занимался человек сегодня домашними делами. Я был полдня на работе. Наконец-таки вот встретились. Как? Вот так вот оно и проходит. У нас, кстати, вон дождь пошел. Во. Здрасте. Дождик? Да, Обалденно. да. Пошел. Дождик это хорошо. Пошел дождь. Ну, там такая туча висела, дикая, жуткая прям. Ну, этого стоило ждать. Обещали. Ты знаешь, анекдот маленький. Хочешь, расскажу? Не Ну, знаю, может, слышал, не слышал. Ну, вообще обалденно. Говори. Понял. Ребенок подходит к мамке, ну и спрашивает. Мгм. Мам, а как я появился на свет? Ну и так раз она начинает базарить. Ну как? Во-первых, мы купили семечки с папкой твоим. Вот. Посадили в огороде. Поливали каждый день. Потом семечки дали росточек. Появились маленькие листики. Потом листики превратились в маленькое деревце. Потом мы сорвали эти листики, посушили с папкой твоим, завернули, как пыхнули, как обдолбались и чпокнулись без презерватива. Так оно и получилось. Ну там, конечно, с матом, ну, я лучше. Не, да. Там, я же не буду теперь это как запикивать не получше, у меня этого пикалки здесь нету. И чпокнулись без презерватива. Как подсолнух вырос, оказывается, там не подсолнух, там Да, другой подсолнух. как пыхнули, как обдолбались. Конор вон там угорает. Да. Есть такое. О, господи, да. Вот. Ну а что поделаешь? Всяко бывает. Предохраняйтесь, если что, если вдруг кто на дому. А есть любимый анекдот? О! Вопрос, кстати. Есть любимый анекдот. Я раньше знал очень много. Сейчас, То же самое. к сожалению, когда вот не повторяешь, и вот это вот, и начинает оно как-то забываться и вылетать из головы. И А старый. сейчас даже рассказывать некому. Честно, ну даже на работе приходишь, все в телефонах сидят в Ютубе.
Или в ТикТоке. Ну да, раньше не было интернета, сидели, анекдоты друг друга травили, правильно? Семечки щелкали. Ребят, они вообще не отвечают. Ты берешь прям флекс в WhatsApp и начинаешь писать: здорово, Серега. Опа, и мне отвечает. А вот сидит в 2 метрах. Здорово. Я, ну зашибись. Как дела? Ништяк. Вообще, ну пипец. До чего дожили, да? Я думал, только 15-летние общаются по WhatsApp. У взрослых тоже уже так? Нет. Не поверь, 60-летние есть уже все. Все, мозг уж Wi-Fi Обалдеть. отключили. Как не жить? Я в инсту не выложил. Все, пипец. Вот колдун говорит, смешная история жизни. Вот тебе, Артем, и смешная история. Когда 2 метра от тебя, и он ему по WhatsApp с человеком общается. Ну, я думаю, все-таки смешная история. Обидно, досадно, но ладно. Но это, кстати, факт. То есть интернет много чего испортил. Люди перестают думать. Я У считаю. нас был... Хочешь, я тебе расскажу обалденную историю? Ну, давай, расскажи. Время-то есть. Вот, 17-й год, понял. Ну, на работе все у нас новогоднее, уж предновогоднее, у нас типа корпоратив, там думаем, ну, сейчас это, посидим со стола, ну, все скинули с денег там, ну, и от работы все купили там, они все там, директор, замдиректор, все важные, все в галстуках, рубашечка, женщины там хорошо одеты, ну, ты понял, ну, как бы, ну, корпоратив, там, за столом все зашибись, ну, и что-то все поднапились. Понял, уже начали такие, прям уже, ты че, бля, не уважаешь, тыкает тут прям пальцем, понял, ну, все уже такие. Ну, короче, так получается. Пошел я в сортир, пока я в сортир ходил, захожу в сортир, там какой-то мужик сидит, уже уснул на толчке, я ладно, в другую кабинку пошел, сделал свои дела, возвращаясь назад, мужиков нету, одни бабы сидят. Да. И водят. Шампанское, вино, блядь. Это вообще... Смотрю в окно, а они там Рубилова, понял, у них. Они, блин, ну час целый, наверное, рубились. Я думаю, нахрен я туда. Там смотрю, из зама дерется. Я думаю, ну нахрен, я туда не пойду. Сижу я, с девками сижу, блядь, тут стол, а Коля мне нихуя себе, никого нету. Я одни бабы, короче. Ну и чё? Нахренячились мы, пока час. Я думаю, ну а что делать? Надо домой валить, уже время-то сколько. Короче, собираю, понял. Сколько у меня в рюкзак зашло водяры, я все это забираю. Закусить забираю. И, короче, пешком 7 километров до дома. Ничего себе. И, короче, вот так вот у меня прошел корпоратив. Пока домой дойдешь, уже трезвенький, да? Ну, нормально, короче. Ну и в конце концов, человек, наверное, 10 уволили после этой драки. Ну, хорошо, что я туда не ввязался. Ну, Понятно, бывает. А то, наверное, там они как это начали спрашивать. Не уважаешь? Да, а что? Бух, полетели, да? Ну, вот так вот бывает. Ну, вот видишь. Ай, блин, ну да. Не без этого. Но у нас так на дискотеках раньше тоже такие всякие истории были. Ну, слава богу, как-то. Мне всегда везло. Интересненькие. Мне везло на дискотеку, я был за рулем и стороной, то все так. Стороной. Водитель вот права сдал, все, за рулем. На дискотеку всех отвез, там пьяных забираешь, а иногда не только это, но потом еще когда поедешь с пацанами, там эти девчонки, там начинается вот это вот. Поехали потом туда, сюда. Смешно история. Интересно, что я могу... Нет, что интересно вспомнить. Приехали мы вот... Как-то я помню, отвозил пацанов там, на дискотеку отвез. Уж давно это было, сколько уже... О, блин, лет 14-15 назад. Потом мы, говорит, дали мне денег на бензин, а мне лет было сколько, 18, наверное. Дали денег на бензин, говорит, все, говорит, ты приедешь за нами? Типа, приеду, что? Все. Привез их, выгрузил, все. Здесь встречаемся там через часа 4-5. Мы тебе что позвоним, если раньше приехать. Ну ладно, что, на улице всю ночь гуляешь, да, такой. С другими. Там раз звонят, приезжай, забирай. Я уже лыка там слышно, уже там, ну, хорошо дали. Они там, короче,
до этого работали где-то весь день все вместе, и тут они заработали денег и решили их в эту же ночь все отдохнуть, короче, широкую ногу, ну так. А Ну и- широкую и Да. горло. Да, говорит, ты чё в 2 горла жрешь, так, говорит, да, подавился. Подавился. По горло. Да, и в конце концов, что получилось-то? Приезжаю, готовые, да, поехали. Ну и поехали, ладно, что, едем домой. А вообще прям вот, то есть я-то за рулем, как бы, да, вот этот вот духан стоит, даже бухать тебе не надо, просто дыши, и ты тоже будешь. Носки, получается, таранкой начинает пахнуть. Ну, ладно, давай рассказывай. Выходит этот фан. И такой, поехали в аквариум. В смысле, что за аквариум? Да, ну поехали. Приезжаем, выгрузил. Потом раз ушли там 3-4 было, уже даже не помню. Приходит один, говорит, блин, а где другие? Не знаю, ну ушел, сижу, жду вас. Аквариум оказался вот этот дом, там и этот. Заходишь, там окна такие, там девушки сидят, ну, работают, короче, да. Ага. Посменно. Такой, сразу не понял. Я первый раз эту тему увидел туда, то есть, ну, слышу когда-то таком, но никогда не видел. Ты такой захожу, там, раз ты идешь, так, и там сидят вот, за окошком, там, ну, в бикини, не в бикини, всяко разно. Охренеть, у меня там, что было, лет 18, я когда это увидел, это вообще было прям, вот, идешь, такие зрачки растут, такой, нифига себе, они, ну, настоящие, что-то там, не резиновая зина, а там настоящие зинки были. Охренеть можно, конечно, да, и вот они там, представляешь, это вытягивали мы потом одного товарища, но он там зашел, там, а выгнать его потом не может, да, потому что он, ну, там, крови в венах нет, алкоголь. Весело было, я говорю, мне такие, говорят, поехали в аквариум. Что за аквариум, блин, да, ну, поехали, что это, пацану, блин, а когда приехал, говорю, ё-моё, аквариум привезли. Там аквариум оказался, там, ну, там рыбаки другие, и эти, там были не рыба, а эти, а русалки, короче, вот так. Нормально, там они отдохнули в тот день. Но я все-таки домой пацанов потом всех привез, все нормально было. Выгрузил потом все. Где забрал, туда и привез. Нисколько такая неловкая больше ситуация была, чем смешная. Но просто говорю, вот, когда, говорю, в аквариум первый раз попал, такой, нифига, у вас тут аквариум такой, да, еще в то время еще такой, представь, мне было там 18 лет, там такой, все на эмоциях, да, такое. А тут русалки сидят по всему этому, да, там, прям... Главное, что не русалы. Да, не, насчет этого, да, я все, ну, как, там, все настоящие, да, ну, то есть это какого женского пола, это уже, как бы, да, это уже радует, что ничего другого не было. А потом, после этого прошло, наверное, годик-полтора, и я попал первый раз в Амстердам, а там-то улица Красных Фонарей, там этого, знаешь, нормально, там все есть. И когда там уже побываешь, ты потом тебя уже после Амстердама ничем не удивить. Это такой город, такой... Один раз там побываешь, все, потом мировоззрение вообще полностью переворачивается. То есть после этого, говорю, уже потом что-нибудь говорят, только в Германии. Да, уже неинтересно. В Амстердам интересно. Германия уже все, скучно становится после этого. Город, который практически не спит. Амстердам, как Нью-Йорк. А почему не спит? Ну, потому что до 6 утра гудят, с 6 утра до 8 утра подметают срач, и с 8 утра начинают дальше колбасить. Зашибись. Опять до 6 утра вот так вот. То есть там... Если ты подходишь к двери и слышишь гул, либо там гудят без тебя, либо это трансформаторная будка. Да? Варианта 2. Либо трансформатор. Откройте, я к вам хочу. Я вообще случай обалденный, кстати. Один раз. Очень смешно, честно. Втроем, короче, три малых. Я и двое со мной парней. Пошли мы в клуб, понял. Ну и, короче, я закусываюсь там с одним. Ну, типа, руку я ему пожал слишком сильно. Ну и перед моим ебалом открывается дверь, понял? А он сзади стоит, вот здесь. Начинает дверь закрываться, и я получаю в глазень, короче. Понял? Дверью. Полез малый защищать меня. А я, правда, потерялся, но в глазень все уже, короче, я ни хрена не понял. Ну, я так... Малый, который со мной был, пошел, короче, за меня, типа, впрягаться. Ему он выпил зуб. Третий пошел ему впрягаться, ему челюсть сломали. И мы развернулись домой, пошли. Сходили.
Что, так можно было, что ли? Все 3 получили? Обалдеть. Ну что, было вообще эффективно и было красиво, мне кажется. Потом идешь домой, да, тебя там где-нибудь в переулке останавливают. Слышь, ты, там раз посмотрели, ой, может вам помочь, даже жалко стало, да, такие все побитые такие. Ой, блин, да. Всяко Вот было. Кто на дискотеке когда-то ходил, знает, там на дискотеке может произойти все случайно, резко и, ну, вообще, ты этого не ожидаешь. Может прилететь. Видели такое тоже. Особенно, когда воскресенье там, или пятница вечер, или воскресенье вечер прям. Выходит за дискотеку. Разборки. Было все. Это тоже такая... Так себе. Здесь я когда такое видел, в Германии приехал на дискотеку, вот такая же песня была. Это вообще ничего не изменилось. Только в основном все уже на машинах, то там пешком как бы, да, тут в клуб, на дискотеку, а здесь уже на автомобилях, ну, смысл тоже. Накидались, идет, там плечом задел, ты чё, пошли выйдем на улицу сразу. Причем это всегда действовало, всегда работало. Да, пошли выйдем. А что ты на меня смотришь? Да. А куда смотреть, да, вот, ну вот такие вот там нелепых таких вот этих вот докапываются вот это вот все-таки. Непонятно вообще иногда, что за дела такие. И в принципе у меня и друг потом работал на дискотеке, там что только не рассказывал, какие только истории не были. И так мы сколько ездили до этого, то есть когда там 18-19 лет было, что там творилось, ну, там одно время даже еще вот скучно было, там ездили, там то с девчонками знакомиться, то так просто вот, чтобы дома не сидеть. То есть всю неделю работаешь, там в пятницу... Просто пизды получить. Ну, типа да, но в пятницу кто не успел, там в субботу вечером поехали, там еще пораньше приедешь, чтобы там парковку занять, там все. Ну, в принципе, всегда весело, и много знакомых, много еще приезжает кто с другой стороны, там, да, знакомишься с кем-то там, или не знаю, там всегда найдется что выпить, а еще такие, знаешь, уголки были, где вот на день рождения собирались, там такие, как Нивана, так все здесь, и кто-нибудь там пузырь купил, и скинулись, и давай, и поехали. Погнали. Да, а так вот получается, чтобы там, вот там, халявщиков вот этих, как увидят флакон, о, там, друга сразу там наливаешь, типа, халява, да, и все, поехали. Таких тоже было и неординарные случаи. Я твой брат, начинается. Как только пузырь закончился, никого нет. А так, в принципе, видишь, ну, есть родственники, говорю, нормально, говорю, встретили. Друзья, там, друганы, там, эти самые, там, или, ну, поскольку водитель был, я трезвый в основном, вот, там, пивко выпьешь чуть-чуть такое, чтобы вообще слабенько, чтобы за рулем сидишь, чтобы тебе ничего не было. Эти, домой довези, там, кто-нибудь приедет, приезжает в пятером в машине, напьются, там, кому-то плохо стало, втроем мы ехали, двоих оставили в деревне, до дома 50 километров. Ну, зашибись. Ходит потом, короче, по танцполу, там кого-нибудь знакомого выйдет. О, привет, слышь, ты меня, типа, это, домой можешь довезти, типа, да, но редко, конечно, машина, ну, бывает такое, возьмешь с собой, а потом, блин, еще у них по дороге там у кого-нибудь желудок становится, это вообще весело, да, это, ну, клево же, да. О, Иваныч, ничего себе, добрый вечер, привет, дружище, лайк прожал, спасибо большое. Иваныч, он работает, блин, не початый край у него там работает, каждый день уже на работе. Сейчас некоторые, наверное, с работы возвращаются еще. Обалдеть. Ну да. Ну, у меня первая смена, я вот утром начинаю, в обед уже все, дома. Если я на вторую работу работаю, то приехал домой, 5 минут переоделся и поехал на вторую работу. Так вот. И получается весь день. Уи! Весь день. Ну что, хватит врать. Всю жизнь. Я всю жизнь нет. Бывали деньки, что нет сама. Работаешь. Да. А если ничего не делать, вот сидишь дома, вот скучно, заняться нечем. Вот сейчас какое-то хобби появилось, которое много времени занимает, но теперь и работа до хрена. Ну да. Игрушек понабирал, охота было бы поиграть. Ну, блин, когда? Да все потихонечку пройдешь. С работы пришел и на шабашку съездить успел. Ничего себе, Иваныч, ну ты молодец, конечно, даешь. Да, вот тоже он. Молодец. Респект. Еще и на шабашку успел съездить. Видишь, то есть получается, как они, Колым, под Колымем. Колымышки. Колымы. Колымел. Мне только раньше тоже позвонили, говорят, хочешь под Колымить такое?
Говорю, чего? Ну, подзаработать. А, так сразу скажи так. У меня, кстати, еще тебе вопросик. Сейчас, подожди, я эту бумажку прочитаю. Это сегодня бумажка будет весь подкаст сопровождать сталкера. Сейчас прочитаю. А ты играешь на музыкальных инструментах? Учился на гитаре. Но вот гитара там сверху на шкафу лежит в чехле, а так и нет, самое. Нет, так не получилось. На нервах могу поиграть без проблем там. 3 аккорда, всем на нервах. Но вот так нет. Товарищу от меня привет. Иваныч передает тебе привет. Братухи! Спасибо, братан. Спасибо от души. И тебе приветушки. Да. Спасибо большое. Спасибо. Не знаю, если ты не в курсе, ну, Иваныч, ну, как зайди, познакомься, потому что там у него Иваныч, он со мной работает. Иван Иванович. пару... Ситуация у него произошла не очень такая приятная, но вот работать сейчас, пытается как-то продвинуться, молодец. Мы вот разрабатываем план, как помочь ему, ну, что-нибудь придумаем в скором времени. Сейчас вот чуть-чуть, видишь, с рублем так вот, рубль что-то поднялся против других валют, и как бы уже, когда донатишь, чувствуется разница, то есть годик назад зимой прям донаты были, ну, другие суммы. Хотелось бы помочь, говорю, вот, надо, думаю, как это сейчас аккуратненько сделать. У Иваныча там квартирка сгорела, представляешь, то есть, ну, жестко. Ты как пожарник должен, понимаешь, имущество, все на работе там, да, это все. И вот теперь вот восстанавливаем потихоньку, и... Ну, это жестко. Вообще, это очень жестко, тяжело, но, слава богу, держится, и мы что-нибудь придумаем, обязательно разрулим, как-нибудь поможем. По-любому, потому что, ну, тоже он заходил, сидел, стримил часами после работы, я вот приходил после работы за компьютер, он придет после работы, включил там и играет там, ну, разные игрушки тоже, да, и круто было, а потом раз пропал, и все так поднапряглись, ну, много кого не было, и вот на днях там одного опять встретил, второго, тут вчера вот заходили ко мне ребят, с которыми мы играли полгода назад, и говорю, блин, пропали уже, ну, переживаешь, куда, чего, то есть, сам понимаешь, за последние полгода столько всего произошло, и некоторые до сих пор вот ни слуху, ни духу, прям аж тяжело об этом думать. И тут Иваныч такой заходит в чат, как-то вот было, я начал, я не помню, то ли я Need for Speed играл, то ли я просто сидел там, добрый стрим, я уже не помню, да. Такой бабах, я такой, ура, все. И потом он, да, и все. И потом он пару дней позже на канале ситуацию рассказал тоже всем еще, как бы, да, ну, идет нормально все, держится, хорошо, молодец. Так держать, не падай духом, все будет хорошо. То есть, все-таки, я считаю, иногда, конечно, тяжело вот это все, когда материально теряешь, но, блин, если это предстоять, то есть, понимаешь, что, ну, самое важное, как бы, здоровье, в первую очередь, его не купить, а материально, в принципе, если, ну, одного нет, можно купить другое, как бы, ну, это такое дело. Привыкаешь, конечно, к определенным вещам. В любом случае. Это есть в этом такое что-то, но, опять же, ну, которые вещи можно купить, это как бы еще... Не, ну вот знаешь, это, помнишь, что я еще говорил, что-то хотел по поводу шортсов, что-то поговорить насчет этого? Да, ну как-то вот у тебя смотрел, у других смотрел там шортс. Ну шортсы, видишь, они же отдельно идут. Отдельно, даже... да, они идут отдельно, кто-то прям такие, о, да, пошел там. Я как-то на днях уже это озвучил, то есть такие вещи, как вот, согласен с тобой, да, блин, обязательно мы, я говорю, вот, Иваныч, скоро что-то додумаем, подожди чуть-чуть, ну, сам, конечно, хорошо, работа отвлекает, чтобы вот, негативных мыслей, все будет нормально, все будет пучком, прорвемся, 100 пудов. Вот, зевает, это вот, так это передается. Выпей водички, да, она всегда, ты даже будешь по телефону с кем-то разговаривать, зевнешь, и на другом проводе тоже будет зевать. Лучше с очка. Да, сразу такой упал, поспал, похрапел в камеру, потом такой проснулся, говорит, ты еще здесь? Сразу такой. Бабушка, я пить хочу. Иди, внучек, с очка попей. Да нет, я не хочу с очка, я хочу из-под крана. Я хочу из-под крана, ну да. Насчет шортс, что хотелось бы сказать. Что YouTube
как бы продлили вот эту вот штучку, там, когда они там когда-то обещали только первые 100 тысяч людей, которые поднимут просмотры хорошие, там, миллионы и тысячные, что им будут выплачивать какую-то сумму, и теперь они все-таки решили это продлить, будет больше, и клево, то есть у кого шортами что-то получается, статистика идет, это понятное дело, но там отдельная монетизация, отдельная много всякой рекламы, отдельная тема, но для меня и для многих, кто уже долго на Ютубе, вы все-таки поймите одно, то что здесь как бы лучше, конечно же, рекламу делать на свой канал, не как бы, чтобы это было не в главной роли, потому что шортс такая штука, она вот эти просмотры, время-то не вписывается, да, в твою статистику, раз. Вписывается. А? Время вписывается. Да, посмотри там совсем не то, ну это не то. Не то. Ты видел? Не, Ты же знаешь это, блин. не то. Ты же подпишешься на шортс чисто, а не вот будет объявление у тебя стрима, он не увидит. Да, в том-то все и дело. Это шорт. Ему Так, идти на канал внутрь к тебе и уже подписаться на большой канал, да. чтобы он... Отдельная тема. Абсолютно. Абсолютно отдельная тема. И Так что вот такая я вот одно, что заметил, всех там кто-то, ну, есть каналы, которые прям тебе там, я знаю, как это все работает, там, подскажу вам там или что-то этот. Никто не знает, ребята, я не знаю, но у меня сложилось простое определенное мнение насчет этих шортсов, то есть мы не знаем реально, как эта тема работает. Ну, кто там говорил, там, я знаю, как это работает, да не знаешь ты, потому что они также там через раз, там по времени, музыка, там очень много факторов, это еще намного хуже, чем просто залить какой-то видос, влог. Вот слушай, Очень, бывает. очень вот- опасно с шортами. Давай. Вот есть, я вот заливал шортсы, вот есть. Блин, ну действительно смешное видео, а выходит просмотрами какая-нибудь херня полнейшая. И ее смотрят. А название одно и то же делаешь. Вот я вот, допустим, World of Tanks Shorts. Все. Одна стрельнула, другая не стрельнула. И в одно и то же время выкладываешь. Да. Хотя, как бы вроде бы все нормально, но не работает. Это все потому, что мы реально не знаем. То есть там какой-то алгоритм, он который работает прям как рандомно. Я вот пару раз просто с бухты-барахты. А что тишина такая в чате? Все спят? Да, все спят. Все разошлись. Иваныч, все спят. Кто не спит, это ты, я, сталкер, и ничего страшного. Кто проснется, приходите, welcome. Просто, вопросики задавайте там или что. Ну, мы так сидим тут, слово за слово, какие-то темы поднимаем, какие-то нет. То есть ничего такого особенного. Походу, я один здесь. Ну да, у нас 2 стрима идет, не знаю, как там чего. Просто шорт такая штучка, да, говорю, вот я 7 секунд. Бах, 10 тысяч сразу за час. Да. Вообще ничего там особенного нет. У меня такие шорты были, где там даже прошло полгода, там даже музыку закрыли, забанили или там закрыли, что-то такое. И у меня, представляешь, вот этот шорт остался, он набирает просмотры, там просто кусочек видео 8 секунд, без звука. Тишина. И вокруг мертвые с косами стоят. И все, больше ничего Да. там. Вот видишь, сразу, когда вот получается, когда люди одного и того же возраста сразу же быстренько, да, в смысле, эти одинаково все видели, пробовали, играли и смотрели, и очень, очень просто. Да, но вот хрень полная, то есть кто-то там делал, вырезал со стримов. Все красиво. У одного просмотров 100, у другого просмотров 2,5. Надо сделать вот так, будут просмотры. Нет. Ничего подобного. Это абсолютно такая хрень. Есть ссылка на канал, и я подпишусь. Ну да, есть. У меня в описании стрима есть. И подожди, сейчас. Сейчас закину ссылку в закреп, прям сделаю. Она у меня, в принципе, здесь-то есть. Это ко мне, что ли, хочет? Да. Вообще ништяк. Слушай, Ивай, вообще я поздравляю тебя, друг. Это мой товарищ. Ох, хороший какой, Вах. Я прям ссылочку в чат бросил. Зайди, посмотри, познакомься с человеком. Танки еще там играет. Танкист, однако.
канал-то Сталкер Гейм Центр. Мы ждем от Сталкера, когда он будет играть в Сталкера. Иваныч. Сталкер от сталкера. Да, Сталкер... Сделаю. Нет, Сталкер играет в Сталкер. Сделаю, ребятки. Сделаю обязательно. Уже тебе Кстати, название придумали уже. Все. Сейчас тебе еще тебе теги сейчас тебе расскажу. я вот знаешь что? Да. Вот, Спрашивай. я бы, конечно, сделал какое-нибудь имя, вот знаешь, прям такой вот, прям, что прям, прям вот обалденно, прям. И вот не знаешь, не Сталкер Гейм Центр, а вот какое-нибудь коротенькое. Какое-нибудь вот реально. Стал-центр. Вот я сделал, короче, в этом, не знаю. Столярама. Опа! Пилорама. Буду сидеть. Столярама. Пилорама или столярама? Говорит, почему? Потому что столярка будет пилить и пилить и пилить. Что пилить? Контент. А это контент. чё? Я хотел Сталкер Гейм Центр написать, и там, короче, не поместилось, и что-то не помещается. И мне она сама выдает, короче, ник. Ну, правда, ни у кого нет такого. Ну вот, что ни у кого такого нет, это уже какой-то, хоть какой-то плюс. Потому что я, сделал канал, название, ну, хотел давно. Опять же, название канала по игре Драйвер, сам понимаешь. И получилось так, что Драйвер, если ты пишешь на ютубе, а там список. Вау. Вау, на любом языке мира есть. Реально. Ну, большинство, конечно же, видно, они прям... Они даже запарились, они вот этот вот заморочились, точнее, аватарка с игры, там, да, вот это автомобиль, там, да, все дела, короче, там название. Пожалуйста. Спасибо большое, дорогой мой. Спасибо, Иван. Хе-хе, я теперь буду играть в God of War Ragnarok 8 ноября, но не точно. Все сидят, вот, смотрите, Выходишь. кто отдыхает у нас. Кто отдыхает у вас? У вас кто-то отдыхает, у нас все работали, а теперь отдыхают. И Сталкер, точно. У нас так прям, знаешь, это прям одновременно зашли прям по 5, по 7 человек, прям по 10. И резко. Тишина. Тишина. Валера, настало твое время. Рассказывай анекдот. Вах-вах, сидят, кудахчат. А что делать? Сидим, общаемся. Потому что сейчас мы, если это не сделаем, потом Ты водочку туда налил? следующие дни нет сама. Что? Ты водочку туда налил? Нет. Это просто Red Bull. Питбуль. Я такой не пью. Так я тоже не пью. Она вот тут стояла рядом очень давно. Думаю, надо ее выпить уже, да и все. Она тут глаза мозолит. Мухи уж плавают, комары. Я реально вот смех смехом, банка стояла, я ее достал, знаешь, как в избушке, короче, начал пыль с нее стряхивать. Она реально тут стоит у меня возле стола, как я стол обновил полгода. Я ее поставил, новенькую, мне подарил кто-то там, да, и не открыл. Так я ее не покупаю, потому что очень много кофеина там, на мотор давит. Сахара у меня в последнее время стало не хватать. И даже купил на работе Кока-Колу. Потому что движения много, там спорт пошел, сахарные сладкие вещи не ем, сахар падает, и мне плохо становится. Я вот периодически выпиваю колу, чтобы было хорошо. Ну, падает сахар так, потому что если его кофе без сахара, там, да, вода простая, у меня обычная вода абсолютно, то есть да, даже я воду беру, покупаю, где даже нету этих газов. Газов. Метро тема, красавец, что заснял. Это Иван Иванович мне пишет. Да, да. Есть тут определенный свой контент, там, кроме танков, конечно, танкист, там это все понятно, но да, у тебя еще и другие игры, если зайдите, посмотрите, познакомьтесь, пожалуйста, потому что... Очень мало игр, только начало, я только стримлю-то сколько? Кстати, скоро вообще у меня, да, будет годовщина. Сколько же? Да, год? Да, скоро будет. Да Блин. ладно. Да, подожди, ну посмотри. А то Я мы сейчас заодно под шумок-то и день рождения отметим. Сегодня? Так, тезка, когда с тобой такой стримчик замутим? Такой стримчик Бархатов с тобой собрался замутить. Ну, наверное, пообщаться просто. Это он, наверное, пишет. Блин, ну в ноябре, я вот не помню, какого числа. О! Это ко мне тут орут. Сейчас тут музыка орет. Сейчас. Дискотека. Олег, а у тебя что за комната такая?
Ну вот где я сижу постоянно, стрим, блядь, такая комната, ну, спальня, в спальне сижу, личная комната. Карта мира у него, вот он все следит за нами. Я тут наблюдаю, у меня все есть. Где был, звездочку отметил. Так, следующее. Короче, 12 ноября 2021 года я начал. И уже почти штук подписчиков, понимаете? Вот, видал Бархатов? У него, блин, обалдеть. Уже сегодня 964. Да ладно. Я 56 видел еще только. Че у тебя сегодня? 964, я тебе правда говорю. У тебя сегодня как грибы, по-моему, подрос. Прям этот сам. Растем, растем. Ох, подожди. Сейчас. Бля, он телефон не видит. Бля, он правда телефон не видит. Очень плохо, да. Хитро, да? Видать? Херово, видать. Да. Бля, на что он меня не видит? Специально так делают. Он, типа, да, это специально, чисто какой-то датчик, наверное, здесь стоит. Да. Но они все-таки на живые такие предметы больше реагируют, тем более вот это, видишь, Короче, То есть- как-то так. на тебя. Не, На на тебя полную должно, вокруг тебя должно все закрывать. У меня Ох, 30 января 2 года канала будет у Бархатова. 30 января. О, ну тоже скоро день рождения. 2 года. Да. Я думал, год ему. А толку, говорит, написал, нихуя, да, у него нет. Не надо удалять, не, надо удалять. Началось опять. Вот. Чего там, блин? 64. Поужинал хорошо, что ли, опять, или Да-да-да, что? 64. Ну, нормально. Вот познакомились-то недавно, у тебя там было 700 с копейкой. Теперь прям вот за пару месяцев каких-то трр-трр-трр-трр-трр. Ну, шортс, опять же, через шортс много. Я Слушай, заметил. шорты, и это, ну ты попробуй, блин, и шорты выкладывай, и это, блин, и все. Да, и то, и то. Ну, тяжеловато. Периодически я шорты выкладываю. Мне надо каждый день, я каждый день монтирую. Удалюсь я, Олег. Ты в туалет пойдешь или что? Вопрос такой. У тебя Save From стоит на... Ну, ты можешь видюху с Ютуба скачать? Ну, я так через другой сайт качать могу, там, скачать. Я не знаю, почему-то... Вот ты Ну, снял... я не да? занимаюсь этим, как бы, сейчас. Не, ну я, допустим, хочу вырезать со стрима, Да, понял? Ну, чтобы я должен, типа, скачать видюшку. да. А сейчас такая фигня тормозит, короче, типа, не дает скачивать. Ну, как бы качается там 50 килобайт, 100 килобайт в секунду, понял? Ну, не мегабайта. Ну, и занимает там видюха, допустим, снято там 1 час, да, а ты ее, блин, целый день качаешь. Интересно. Не дает, ограничений какое-то стоит. А проходит там месяц буквально, и прям хоп, по-быстренькому качаешь. А вот новые какие видео выложены, ни хрена. Ну, не знаю такое. Ну, если что, ты хочешь просто его скачать весь целиком, или тебе кусочек какой-то вырезать надо? Короче, я теперь перелочился через БС. Вот, я тебе только хотел сказать, включишь ты ABS, раскрой на синий весь экран, Да. запиши, и потом ты можешь на постпродакшн, на монтаже там подрезать, что тебе надо, и все. 2022 я через нее. Так, такая же фигня. Мало, видно. Надо полностью, у меня все разблокировано, вообще все. Все эффекты, все есть. Все эффекты, подари код. Код? Я пару кодов Блин, купил. вообще элементарно. Я тебе говорю, оно элементарно. же у тебя же уже есть, нет, ты чё? Я тут уже, нет, я про канал, а Бархатов опять там, что там, нахрен это все. Александр, ё-моё, мы же уже разговаривали на днях, все нормально, ты чего? Ты чего там опять поужинал такое? Ты что не уважаешь? Я покупал эффектов, там, пакетов, не помню, 4-5 пакетов я, наверное, купил. Ну, они были такая, ну, в принципе, недорого. Я тебе Бесплатно, ключ скину. бесплатно пользовался пару недель. Бесплатный. Я последний раз, ну, помню, только поговорим вне. Последний раз мне... Заходи, говорят, сделай обновление. Сделай она мне раз новую модель. Так я ее не хочу, говорю, новую модель. Я потом оставил старую. Потому что она была тестовая версия. Надо было потом ему покупать опять ключ. Это по деньгам сейчас, по русским будет сколько? 1000, наверное, 2 платить, 2,5 в рублях. Прикинь. Жестко.
Да, и мне, ну, как бы, ну, знаешь, проблема была бы не в этом. Если бы я вот этим видосом, монтажом уже бы какую-то копейку зарабатывал, чтобы хотя бы изначально покрыть расходы на игру, на программу. Я сейчас делаю все, это моя инициатива, все для себя, для других. И это как бы копейка только уходит, не понять куда пока еще. И, ну, просто я хотел уже, думаю, если что взять, зато у меня будут обновления какие-то в программе будут. Я хотя бы ее лицензионно купил, чтобы ничего не воровано, все есть, ключ, оплачено, проплачено. То есть я... Тоже так же будет работать же. Даже паленая. Хрен знает, не полил ничего. Я палить-то не люблю, а то запалишь, там скажет, жена говорит, воняет, говорит, что тут полил? Пару раз я пробовал, тестовые пробовал, короче, и получается, у тебя, знаешь, такие логотипы на экранчике где-нибудь есть, но оно мне не надо. И все, мы с этим всем завязали, а потом я сидел, зашел, говорю, блин, на весь год лицензия, вроде даже недорого стоит, давайте. Что, не выспался сегодня? Я? Ты столько работы, честно. Сейчас еще, пока снег не выпадет, сейчас скоро дрова заготавливать надо. Еще дровишки. Машин 5 надо напилить. Потом вывести. Работы хватает. Телевачка, может быть, где-то, может быть, кому-нибудь, чего-нибудь. Да. Да. Это... Я убежал, через пару минут вернусь. Все, понял. Да, есть такое. У нас насчет этого чуть попроще. Но вот товарищи, у кого-то идешь по улице, бывает иногда так, у кого частный дом, там, значит, дровишки готовят, там чего-то, да, это. Уголь, конечно. Уголь. У тебя есть? Не, ничего нету. У нас батарея, вон стоят на батарее такая крутилка от 1 до 5. Как тебе надо, и топи, крути. У тебя электричество чисто. Ну, она такая с водой. Не газ? Нет, газ, вот все это убрали. Раньше было, когда 10 лет назад, 11 лет назад было газовое. Все отсоединили, короче. Тут получается, как называется, центральное отопление. Приходит по... Хрен знает, как это называть правильно, по пути. У нас стоит один котел электрический, который подогревает воду. Отопление как бы централ, и он включает. А это, да, этот котел получается такой, и он подогревается вот нам на душ, чтобы руки там помыть, все. Но, в принципе, поскольку технику его поставили тоже, наверное, лет 10 назад, новый поставили, как бы он экономичный, все это там сильно не жрет электричество, все это. Там все, компьютер уже подсоединен, прям такая техника, такая, как-нибудь тебе в личном потом покажу такой. Я тоже, когда первый раз увидел эту технику, такой, нифига себе, да. Ну, то есть, в то время, когда мы в этот дом приехали, это казалось такая крутая штучка. Тут у меня годик 3-4 назад тут друг он дом строил, тут новое все отопление делал, там отопление в полу, там, здесь, там, со всеми причиндалами. Вот там вообще жесть, там уже до того дошло, у него уже со смартфона ходит, уже может в доме свет выключает и отопление, короче, то есть хай-тек полностью, да, уже этот. Тема. Кстати, слушай, Олег, вопрос такой, вот мне интересно. Вот все вот врут, не врут. Вот действительно в Германии экономия очень большая воды? Ну, как, каждый экономит, как он хочет, по-своему. То есть, я бы, не знаю, сказал бы тебе, ну, много расхода нету, оно тебе не нужно. Экономия. Ну, Некоторые пользуются, конечно, по-безобразному, а так, чтобы прям экономили. И я как пользовался, так и пользуюсь, это точно могу сказать. Ну, ничего особенного. То есть, каждый день ходишь ты в душ мыться, да. Раз в день надо минимум. Чтобы я экономил, ну нет. Я как пользовался год назад, как 5 лет назад пользовался. И просто оно изначально все сделано так. Что... О, у нас отопление сегодня дали, представляешь? Что расход. Ну, я уже отопление включал первый раз 3 недели назад. У меня, получается, половина квартиры, комнаты, они включенные. Но это стоит термостат. Если на улице тепло, они автоматически не включаются, да. То есть, если будет холодно, термостат понимает это, и потом пошло тепло. Топить не надо. То есть, вот, дрова, уголь, все вот этого нету. Печка. Да, Уголь. печка. Чисто. Весь грязный, рожа вся в пыли, руки не отмоешь.
Я помню, меня учили раньше печку топить. Блин, пару раз это самое неправильно, там с вот этой же вытяжкой надо было вот этим вот правильно делать. Как дым пошел, все вот это, на кухне вот это все. Красота, она потом вот эта звездкой возле печки побелена, она как закоптится вот это все. Черные, блин. Ну, всё, а да, я- потом кто по шеям, да, такое. Ну, это прикольно, прикольно. Не, это тоже для нас было дико, когда мы приехали, такой, блин, батареи висят такие, крутилка на батарее, что за дела такие, да? То есть, если я сейчас крутилку на 5 поставлю, там она будет херачить, ну, прям без тормозов. Потом будет как баня в комнате, ну, зачем она нужна? Там стоит у нас сейчас там, где-то на двойку стоит, где-то вообще выключена. Она, получается, температура подходит, надо, работает. Электричество, я вот говорил, вот на днях на стримчике мне вот накинули, ну, блин, этого стоило ожидать. И то есть мне там добавили электричество в сумме в месяц там на 15 евро, ну вот 1000, Это сколько? ну вот 1000 рублей, допустим, да, вот больше платить за электричество в месяц, чем раньше. Ну, как бы, ну, не страшно, ну, что поделаешь. Хорош. А? Это нормально. Тут больше, поверь. Ну да, так в том-то и дело. А другие просто много кто, типа, там панику поднимает, потому что по телевизору такой бред я вот смотрел сам. На днях я просто охренел. Вот, выключай и не смотри. Такой страх такой показывают, рассказывают. Ну, что здесь на самом деле все-то не так, но намного спокойнее все. Панику другим разводят, они их пугают. Просто цены в магазин подняли, как вот 2 года назад корона, когда началась эта вся тема, да, как он, коронавирус. Была бы, честно. Да, нет, вот когда вот этот был, тогда там бегали ж там в России, помню, звонили, там муку бегали, покупали, у нас бегали, туалетную бумагу скупали, короче. Сейчас тоже... Тогда было там все вообще. Да, и вот сейчас то же самое было, только вот здесь вот подсолнечное масло выкупили, потом еще что-то выкупили. Я говорю, так вы же сами... Они говорят, вот дорого стало в магазине. А люди из-за того, что покупать начали, все в 300% больше, чем до этого, и они автоматически задрали деньги на эту вещь, а она-то дороже не стала. Там зато при короне, когда уже бумагу скупили, ее там не было, что-то такое. И какой там производитель, короче, ну там жопу подмывает, короче, унитазы хорошо пошли в тему, короче. Да, с фонтанчиками, да. Вот это, надо же... Хорошо шел бизнес вообще. Да, бизнес хорошо. В том-то все и дело. Не ожидали, но заработало. У нас товарищи покупали, говорю, блин, ты что, боишься обосраться, что ли? Ну, это прям, знаешь... Были такие, что прям по несколько раз могли ходить в день, там, салфетки покупали, там, это все. Это простая тема, то есть мы там учились, когда в школе там учили, там, допустим, финансы, вот это все, да, то есть у нас говорят как ангебот и нахфрага, когда тебе предложение, да, спрос и предложение, то есть если спрос пошел на определенный товар, да, смотрят, ага, можно заработать. Товар-то в производстве дороже ни хрена не стал. Ну да. Люди вот так просто считать не умеют, а сдумать вообще у большинства проблема. И получается, тем, что они подняли спрос, эти просто автоматом подняли цену. И получается, у нас некоторые вещи на отметке в 3-4 раза дороже остановились. Некоторые вещи даже в цене опять открутили на чуть-чуть, чтобы меньше люди орали. Но в самой сумме, как вот 2 года назад была сумма, и сейчас как она стоит, эта вещь, это реально, ну, что поделаешь. У меня есть товарищи, которые работают в отраслях определенных, и товар как бы в производстве дороже ни хрена не стал, то есть очень редко, когда прям ты реально они накручивают цены из-за того, что что-то там поднялось, там сырье, но... Ну, это просто вот, как вот, спрос и предложение, все. То есть здесь вот торгашеские эти сработали, зато люди, мне понравилось, нас показывали, там, пацаны стали молодые, миллионерами, они маски эти продавали. Они же вообще никому маски-то не нужны были. Ой, когда уж он замолчит, а? Да я про маски не стану. Говори про них. Сам шил. Вообще, реально, там многие нажились на этих Много. масках. Сами шили же, да, кто-то? Да, вот эти масочки. Маски, да, вот эти вот в масках, да. Подождем. Владел, Мария, Сабзиру. А у меня такая еще есть. Вот, да. Это
Mortal Kombat сейчас поиграем. Sub-Zero будет и Скорпион. Ну, тогда мне надо вывернуть ее, чтобы она синенькая была. Да-да, синенькая тогда. У тебя Sub-Zero будет, а я одеваю такую вот какую-нибудь красненькую или оранжевую. У меня будет Скорпион такой вылетит. Можно и вот так вот. Вот так, кстати, у тебя прям как этот головной этот убор. Как шапочка, вот нормально. Или как перебинтованный, да? Похоже. О, Стан, хорошо. Станка, говорит, вылазил. И маски, блин. У нас теперь вот тут на днях прикол слышал. Маски начали уничтожать. Они, типа у них там срок годности прошел. Угорают все. Обалденно. Ну, Да, знаешь, сколько миллионов на это ушло? Это вообще... Так самое обалденное то, что, ну, кто их палит, они их сами делали, то есть скосили деньги. Это же все налог. Да уж. Могут люди зарабатывать, чтобы не ходить на работу, знаешь, что лопата не гребсти. Есть такие. То есть всегда эти были, такие товарищи были. Ну, блин. И возвращается это опять все. Вот этот у нас этот паникерство насчет масок, это опять. Налевой чат. Все. Спать пошли. Они такие, о, понедельник. И он в пятницу включил, такие, все, о, что стрим. В понедельник включил опять, о, что стрим. Я не знаю, вот кого знаю, вот кто там смотрит. А что, вот сейчас некоторые с работы приходят, искупался, время 9. И уже почти пошел телек, посмотрел и спать. Да. Не, ну, Каждый это есть такое, да. такая работа вообще очень тяжело. Ну, а так вот на неделе сидеть, представляешь, сейчас вот так 6 часов ты сидишь, играешь, и 2 человека у тебя было, да, за 6 часов. Вот это нагнетает, да, то есть мотивация на дальнейший стрим, бабах, нету ее. Ну, нет, нормально. Бывает прям много народа, а бывает прям вообще никого. Ну, когда. Когда, да, бывает всяко. Было такое, я тоже как-то... Ну, я в воскресенье частенько раньше включал. Блин, чат идет, не читаешь, я уже потом за игрой следить не могу. Или ты чат, или игра, это такая дичь. И Ну, это, да, конечно, ну, это... Не, ну, вот я тоже замечаю, бывает у тебя никого, а бывает, блин, прям нормально. Сидят и смотрят, и пишут. А бывает пусто. Да. Да. Не, ну если у тебя было бы 100 тысяч, ты бы хрен там и успевал читать бы. Да. Но я заходил к таким большим каналам, на Твиче заходил, на Ютубе заходил, и сейчас вот за парочками наблюдал у нас тут, за немецкими даже. У них, короче, да, они даже не то, что нормальный чат, они не успевают, вот там в чат ты заходишь, тебе надо уже бабки платить, представляешь, надо даже зайти в чат. Там уже надо... Да, подписка это раз, во-вторых, чтобы тебе в чате написать, тебе надо там что-то тоже 3-4 евро заплатить, чтобы вообще участвовать в чате. То есть каждый, кто в чате пишет, там капуста, и он сидит на Твиче там по 8 часов, там счетчик прям, прикинь, вот это он так сел, 8 часов вот стримил, там, да, там пару штук заработал, да, на месте. Это, если в рубли перевести, ты скажешь, все, я увольняюсь. Говори, бляха-мука. Ну, это сколько? 120 тысяч рублей? Полгода зарплата? Чего? На полгода сколько зарплата это будет? 120 тысяч. За год сколько? Ой, если 120 тысяч. Это он зарабатывает за 8 часов тогда? Блядь, промолчи, да нахуй. Я не специально, ну просто, ну так и есть, а есть еще и хуже. Самое, конечно, хлестовое, что я видел, короче, этот чувак, он в Америке это увидел, да, в Америке я за одним парнем наблюдал. Вот у нас есть самый крутой на Ютубе, знаешь его, Биста, американец. Нет. Не, он тоже, он так 3 года назад тоже поднялся, каждый день видосы делал, как я, потом начал заходить к людям, и им эти донаты закидывать там, да, ну, тоже к мелким. Ну, я тоже таким занимался, но, блин, у меня столько просто нету финансовой поддержки, чтобы я вот так ходил каждый день раздавал, потому что, ну, мне не жалко, но я, как бы, семья же есть, да. А тот пацанчик молодой, там, студент, ему начали присылать, и он начал дальше отсылать. И у него так канал, так было 100 тысяч подписчиков, и он так, бабах, у него канал там сейчас что-то 60 или 70 миллионов, прикинь, на ютубе. Он самый крут. И у него есть, он потом еще сделал такой же Beast Shorts, потом еще что-то, и он делает такие вещи, там, это просто дичь какая-то, да. И они так угорали, короче, взяли видос, запиливали, да, и подъезжали, там, что-то
несколько сотен раз в Макдональдс, вот это, знаешь, покупать. И там кофе купят, круг объезжают Макдональдс, заезжают, бургер купят, и вот так вот вокруг Макдональдса ездили. Полностью багажник все вот этими бургерами закидали. Ну, там всякую дичь делают, чтобы просмотры шли. Но он заходил время от времени, тогда зайдет, стримеры какие мелкие, да, и ему сразу прям сходу, короче, прикинь, $10 тысяч такой донат, представляешь? Ты сидишь... Ну, есть люди, есть такие. Я помню твою реакцию месяца 2 назад. Да, я охренел. Да, потому что потом после того ты уже не мог стримить. Это я тебе еще как бы, ну, более-менее тогда говорю, ну, если было, допустим, еще хлеще, то вообще там, наверное, я свихнулся. Ну, зачем сразу тебе это ломать сразу? Потихоньку надо ломать. Тут, короче, смотри, этот немец у нас в Германии, он тоже так, он заходит на Твиче, чуваки играют, да? И вот он к ним зашел там, ага, играет. Сидит, играет, смотрит, у него там, допустим, онлайн. Там 5 человек или 3 человека сидят с ним на Твиче. В чатике так потихоньку общаются, ну как и у нас. И потом ему заходит, короче, здорово. И он пишет же своим оригинальным именем. А все, кто на Твиче стримеры, они знают, кто там топовый, да? И знает его ж не прикол. Он такой заходит, такой, это тебе привет, тебе. Он все время пишет одно и то же предложение. И все сидят такие, знаешь, раз такие, говорят, и такие, неужели это он? Такие, знаешь, когда вот доходит до них, он такой, говорит, типа, ты, говорит, настоящий? Он говорит, да-да, настоящий. Такие, да ладно, все такие, да не может быть. И он потом он там сразу 2 штуки сразу с куста как скидывает, там, или 5000 за раз, представляешь, там прям. Это у нас уже 5000, когда тебе за раз такой донат дали. Мне бы сейчас такое прислали, я бы охренел просто тоже. У меня бы так же голову снесло, как тебе тогда, да? Просто вот... Я представляю просто. Это просто вот человек сидит, я смотрел один видос, девчонка сидит такая вот, лет ей 18-19, и что-то сидит, играет, короче, вот знаешь, он такой, говорит, как челлендж, они там в одну, Fortnite играют, да, много, очень много. И он говорит, давай, короче, типа спор сделаем. Она такая, типа, ну, пишет, что такая, и сидит, играет, да. За 5 минут то сделаешь. И давай, короче. И ничего не сказал потом. И она давай, короче, начала играть. И она там что-то сделала за 4 с копейкой. И сиди дальше, короче. Ну, типа, говорю, поздравляю. Потом сидят, уже все забыли, знаешь, и такой. И ей донат, короче, баха, у нее там вот этот donation. Если что-нибудь такое крутое приходит, она такая, зазвенела такая, смотрит на второй монитор. И у нее вот тоже реакция, она все это... Наушники, все вот это бросает, все, короче, там, срыв башки. Бросила там, ну там разные обычно реакции у людей, короче, вот сама реакция, это бесценная такая хрень. Я вот пару раз так делал, потом думаю, ладно. Когда я чеканку также первый раз отправил, он такой, да ну нафиг, типа, дай ему раз, он такой, ну типа там штука там или что-то 1,5, нихера себе. А потом у меня было что-то день рождения, ну вот в феврале, когда февраль был, 22-го. Я включил стрим на день рождения, и тут бах! Вот да ладно, ребята, вы что, ну обычно я сидел, короче, там 3-4 месяца отправлял, и тут в феврале, короче, на день рождения мне пошло, типа, да, нифига себе, говорю, вы что, серьезно, что ли? Ну, были случаи. Тоже приятно очень, даже мелочь, но приятно, очень приятно, потому что, ну, все-таки как взаимосвязь, вот это все, поддержка, это как бы не было, почему нет. И вот мне интересно было, как будут люди реагировать. Несколько раз я прям так делал, да. Пару раз даже было такое, что отправляешь, сидит, реакции 0. А у него получается там что-то, то ли ссылка недостроенная в OBS, а эти, которые еще на PlayStation играют, а у них же ничего не показывает это, да. То есть вот это, что там донат, это все с OBS связано, вот эти ссылочки, все. Он говорит, а я на PlayStation, да, а я не знаю, я на PlayStation играю, такой, да ё-моё, тут сидишь, короче, ждешь, 0 эмоций, такой. Да, что-нибудь выскочит, что у него там? Да, нифига, сидит, реакции 0. Сижу такой, ему пишу, говорю, а что такое, говорю, у тебя что-нибудь сломано, что? Не-не, я, говорю, через плойку уже играю, ё-моё, бывает и так, блин, да, так что... ВС-ки можно настроить, там же тоже добавляешь ссылочку, все там тоже делается. Ну, а большинство-то играли там, PlayStation и стримили без карты захвата, да, то есть без ABS вообще, то есть сразу напрямую с плойки прям, да, этот стрим. PS4, PS5 как бы так могут, как я понял, да, но я не понимаю, это фигня ничего. Я обычно своих поддерживаю, да, мы тоже, Иваныч, своих поддерживаем, не забываем никогда
В этом вообще Да я всё никаких... смотрю на того человека. Когда же он повернется? Ты имеешь в виду у тебя сзади? Вот тот. Ну, блин. Это? Нет, у меня за спиной, вот видишь, там какой-то чел сидит, голова-то трясется, но вот я думаю, он повернется или нет? Я не знаю. Точно. А, во! Видишь, он шевелится. Теперь ты сказал, теперь я увидел. Видишь, он шевелится. Да. О, видал? Ну это ж стример Вот. тоже, да? Видишь такое? Да. Дискордыч. Аккуратнее с ним будь. Это поросенок, это его лицо. А то он такой тебе такой, знаешь, такой на плечо такой, раз, руку положил, то такой, говорит, я в туалет хотел, говорит, пописать. Положили руку на плечо, говорит, он заодно и покакал, да? Да. Что-то время у нас 35 минут, 11 минут. О, ни хрена себе. А у тебя так 8. У меня 20-11. 21:11. Ну да, у нас час только разница, вот, то есть всего лишь что. Сейчас подожди, через 2 недели будет 2 Чего 2? часа разница, зимнее время у нас. А у нас не переводится. Я в курсе. А здесь позже. Да. Ну, что? Вот. У тебя будет, значит, 9:10. Не, наоборот. Сейчас у тебя 9 часов вечера, а потом, если мы будем в это время сидеть, у меня будет 7. Заебись, ты придумал. Это называется на час больше спать. Когда утром на работу, допустим, первые дни надо будет в ноябре, на час больше спать. Потом привыкаешь, а потом тебе в конце марта херакс опять час забирают такой. И ты вообще отлично себя Да, чувствуешь. и у нас ползавода первую неделю в апреле ходят как зомбаки такие, знаешь, эти зомбоящики такие. Че, не выспался? Ага. Такие, все, пошли. Все идем вот так, руками вперед идем за кофе. А, Ты видал? Смотри, если я в камеру делаю, это прям как... у тебя вообще, вот я когда смотрю на эти руки, такое ощущение, ты этот резиновый какой-то. Резиновый какой-то. Ну, есть эти, знаешь, как она была, девушка, это Эластика в мультиках Да, этих, когда фамилия, эта семейка у них была такая в костюмах, Эластика ж там такая. Чисто поржать. Вообще охренеть, Глеб, вообще народ. Это пиздец. Какие пальцы какие. Какой этот тарантул, какой-то паук, блин. Страшно. Реально. Тебе я Может, сказал, знаешь, какой этот Фантомас, помнишь фильм? Конечно, помню. Теперь посмотри на вебку еще раз посмотри в камеру. И ты вот просто вот так вот, видишь, как вот ты сейчас сидишь серьезно, лицо таким этим гримом серым намазать, все. Не надо резинку на голову одевать. Фантомас. Я? Я, ты, не я, ты. Я, ты. Фантомас, я обожаю эту комедию, когда там этот французский Луи де Фюнес за ним гонялся. Это Фантомас! Постоянно за ним этот, блин, это же вообще было. Ну прикольный артист, блин, маленький. Очень, да, маленький шпенник, но как он играл. Вот эти, у меня была вся серия, я как дальнобойщиком был. Да, француз, да, Луи де Фюнес. Когда я этим дальнобойщиком работал, да, я собрал ноутбук, брал, все эти диски записал и смотрел эти жандармы, да. Жандармы на отдыхе, жандармы там еще где-то там, короче, вот эти вот все комедии. Включил ее, поел, включил этот ноутбук, там кино идет, потом он сам раз накрывать лег, там, когда батарейка на ноутбуке садится, он сам вырубается уже автоматом. Серега, привет! Добрый вечер. Сережка позашел. Да, Серега вчера как раз таки играл в старенькие игрушки, такие вот эти вот ретро. Прям классно было. Вчера играл в Скоро или что-то такое новое. Да, блин, сейчас ты зайди сейчас на YouTube. Год назад в это время играли все в заправку в Far Cry 6. Потом переползли все на Elden Ring. Потом с Elden Ring переползли на еще какую-то хрень. И теперь Сейчас все играют в Scorn. Не, а до этого Рейн. Или как она, про кота. Котик был. Тоже. это вообще жопа. Как его? Я Все. Я вот на YouTube захожу, и там все тупо про этого кота играют. Да, я А видел. теперь захожу,
все тупо играют скоро. Да, 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 да. Ну, вот видишь, ну вот смысл этого того, что у тебя сейчас будет 20 стримов идти, и все играют с Корн. Смысл в чем? Я вот смотри, вот этим самым я как раз таки вот. Не онлайн, а офлайн включить. Вот такую вот. В следующий раз такой вот этот вот врубил. Нормально, да? Такой врубил этот. В нее никто не играет, но я не видел. То есть, если день зайти там далеко на Твиче или на Трова, кто-нибудь, может, в Гран Туризмо играет, но на Ютубе я не видел. Форза же там, да? Гран Туризма не видел. Нет? Ну, это обалденная игра вообще. Я тащусь. То я перед свадьбой мы сидели, короче, костюмчик мерять, мы с кентом сидим. Гран Туризмо, я как раз ее новую купил 10 лет назад. Сидели мы, костюм сидел. День до свадьбы мы сидим, Гран Туризмо 6, рубимся. Это вообще была тема. Я там заработал, у меня же две консоли PlayStation 3. И на одной консоли у меня там более 30 миллионов вот этих вот бабок PlayStation в этом, да, я заработал. Все машины, которые я захотел, просто захожу в магазин, нажимаю на тачку, покупаю, пофигу. Потому что там были вот эти гонки, когда онлайн, да, ездил с другими людьми, как этот... Все, я заработал там, за каждую гонку зарабатывал прям гонорары, как вот настоящие гонщики зарабатывают. И я там поднялся. А если ты будешь чисто вот зарабатывать деньги, как оно идет в игре, там вот это вот, как компания, то далеко не уехать. А теперь, получается, я на этой пойке, на второй я ж не могу, потому что вот этот PlayStation и цверки, они выключили все, да, как он называется, я забыл, сервер. Сервера нет больше. PlayStation? Да. Сервера Гран Туризмо вырубили, и все. Я больше сейчас, если я включу ее на новый PlayStation, я не заработаю там ничего уже, да. Но мне нравилось там автомобили, список, настройки, там, да, вот это все. То есть ты чувствовал, даже если на джойстике едешь, ты чувствовал, настройки меняешь, чувствуешь, что поменялось в автомобиле, прям реально. Это круто. Иногда, конечно, подбешивало, звук одинаковый какой-то. Хорошо, да, закрывает. Это Владик тут прошел, как раз напугался, а на самом деле это не видим, мы не видим. Собака тут бегает еще. Да ладно. Да, но правда не видно, глянь. Не, а руку видно. Ну, тут далеко, метр, видишь, там уже все. Да, вон там что-то зашевелится. Это шевелится у тебя от этого фона. У Дискорда спасибо, конечно, за это. Да, Придумали. Очень. Отлично вообще. И видишь, сделали, не надо зеленое покрывальце. Да. А я его купил, покрывается. Но когда я понял, что туда очень дохренище нужно света, теперь его просто продаю, собственно, нет. Здесь вот, ты же видел, у меня одна лампочка вот обычная. Да-да. Но у меня вот здесь кольцо висит, это Elden Ring на стенке. Кольцо. И сейчас еще включил свет. Я ставил себе прожектор здесь, купил на прожектор такую пленку разного цвета. Сидел на стриме один раз играл, поставил здесь прожектор, положил на него пленку эту синюю, такой винил. Сидел у меня тут сбоку пол лица синим таким типа горело. Ё-моё, такое. Настраивать это все, включать что-то не. Потом мне показали, говорят, а можно же, говорит, через программу, говорит, типа, заглушить. Что, серьезно, что ли? И я, по-моему, я сделал, и вот я целый год ей почти, не год, 8 месяцев точно кайфовал, а теперь все. Ну, все, совершенствуешься с каждым разом. Да, но все равно, я за этот год, что вот этим стримингом, вот этим OBS, сейчас сижу, так вот, студия, все такое работает, такие все датчики, там, то, здесь вот чат. Хорошо, еще 2 монитора, у меня здесь Discord на весь монитор растянул. Здесь чат. Здесь OBS, справа чат, OBS, здесь все есть на втором мониторе, да. Кайф. Чуваки у нас, которые стримят, о, Леночка, привет, Белес. Они прям, прикинь, они берут, представляешь, вот этот монитор, разворачивают его вот так вот, как iPad, третий. Там чисто чат максимально ставит, представляешь, кайф какой. Ну, просто я думаю, блин, вот так вот сидеть, такой, ну, так в потолок смотреть на чат, а отдельно покупать моник, это опять же поставить моник, если возьмешь старый, много электричества жрет. Или еще и на зрение давит, да. Ну и опять вот это висеть будет что-то. Так вот эти, как есть два, в принципе, мониторы вот на вытянутую руку от меня они стоят нормально и более-менее хорошо показывают, то есть из-за этого я вложился в них чуть-чуть побольше, чтобы они можно было сидеть за монитором по 5, по 6, по 8 часов, чтобы твои глаза не охренели, да.
Это очень важно как для стримеров, чтобы ты не уснул, чтобы глаза не болели, зайчики не прыгали потом у тебя эти. Чат, да, обнимает чат, Леночка. Спасибо большое. Как делишки? Спасибо большое. Мы тут сидим, ля-ля тополя, посмотрим, насколько нас хватит. Планы были очень большие, но вот Александр Сталкер зевает через время. Это очень плохо. Я ему говорю, зевать нельзя, оно передается. Можно уснуть. Столько дел еще. Да, столько дел поделал. Я понимаю, я тоже вот после работы такой думаю, блин, ну еще полчасика вытянешь или нет? Какать хочу. Все хорошо, сам как? Да как, вот так вот. Понедельник, как нам написали сегодня, день тяжелый. Сидим, общаемся. Вопросов друг другу позадавали, поговорили чуть-чуть. Друзья были, много кого было. Вопросы тоже задавали. И вот так вот дни пролетают. Завтра новый день, как говорят, день будет пища. Завтра продолжим. Завтра вторник. Сейчас еще 2 дня помучаюсь, а потом прям с четверга у меня начнется каторга, прям такая крутая. Интересно, мне вот интересно одно, завтра утром также будет тепло у нас в Германии, как сегодня, или нет? А утром будет так же холодно, как сегодня утром. У нас 22. Ой, -2. Видишь, у нас между нами 24 градуса разница и час времени. Охренеть, да? Да. Это просто вот так же, когда мы в Сибири жили, да, с родственниками уже здесь были, в Германии, и у нас такой снег, прочистил дорожку, там дрова нарубил, там уголь, что-то насыпал, ведро занес, там звонит, типа ходят такие кофточки на улице, там трава зеленая, там плюс 15, да, ты такой стоишь, у тебя уже на носу сосулька уже такая, да ну нафиг, не может быть. 8 градусов. Лена, 8 градусов. Я уже забыл, где ты живешь. Лена, если честно, где? В Беларуси же вроде, да? Мне кажется, в Беларуси был. Но у Лены, в принципе, погода в Беларуси почти как в Германии. Там только дожди на 2 дня больше в неделю, чем в Германии у нас. Дождливая. А тут мне тут белорус один говорит, вот, постоянно дожди. Дожди. Не знаю, я в Лондоне там постоянно дожди. Вот в Лондон приезжаешь, там дождь постоянно. Это точно. Москва! Подожди, а кто тогда в Беларуси был, Лена? Лена, кто-то с Беларуси же был. Другая, может, Лена? Нет, Пуля Лена, она в Сибири, она еще дальше туда живет. Она дальше тебя еще, Пуля наша. Я забыл сейчас откуда. Там холодно у нее. Москва. Ну, в Москве, в принципе, тоже такая вот европейская погода, там сырость, слякоть, вот это вот. Там, когда рядышком. У них тоже уже прохладно. Ну да, но когда в Москве мороз, тогда уже в Сибири 5 метров снега лежит. В Москве-то намного теплее, чем, допустим, дальше там. У тебя уже в Воронеже попрохладнее, вот, правильно? Чем у меня теплее? Не, наоборот, у меня теплее. Серьезно? Да. Меньше печку-то натопи. Ну да, а их мороз. Юра. Юра-то да, Юр-то Бартлби, да, он в Беларуси, понятно. Нет, мне кто-то или девчонок, у кого-то ж, я не помню уже, кто-то же был там, у нас холодно. У вас сейчас сколько? 8 градусов, это не холодно, Хотя, с какой стороны посмотреть? Если в футболке ходить, то да. Если зимнюю куртку одеть, то, в принципе, еще терпимо. Ну да, не май месяц, можно и в трусах ходить. Ну да, такие эти стринги или парашюты семейные. Парашюты семейные с ромашкой. Просто ветер сильный, можно улететь. Это точно, я об этом чуть не подумал. Можно улететь. Такой раз и... И полетел на тросах в самолетах. Ну да. Ну скажешь, я это не они виноваты, я просто дайвингом занимаюсь. Влажно. У нас холодно, поверь, влажно. Лена, у нас еще больше влажность, конечно. Я знаю, что это такое абсолютно. У нас это сырость, это влага. У нас 90-100% вообще это... Я вам точно не мешаю. Тяжело. Да нет? Влажность повышенная там. Влажность повышенная в Москве. Зимние вещи доставать. Видишь, она ходит в летних вещах и говорит, что ей влажно. Ты понимаешь намек? Повышенная, я, наверное, пойду. Ну, все понятно, зимние вещи, да. У нас зимние вещи тоже надо потихоньку доставать. Я вот зимние вещи достал, сегодня в куртке вышел на улицу и вспотел. Тоже был влажный. Охренеть можно.
Все сходится к одному. Сырость нехорошая штука. Ну, я большой мальчик, я уже все знаю. Да, 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 уже, в принципе, да. Единственное, что сырость хорошо, это когда сыроежки. Сыроежки, знаешь? Ты-то знаешь грибник сыроежки-то? Конечно, сыроежки есть красненькие, желтенькие, А почему? беленькие. Почему они называются сыроежки? Потому что с сыром можно кушать. Да, потому что можно сырым. Вот у нас еще сегодня у нас этот Продиджи, у нас этот Кейт Флинт лысый. Обалдеть. Смотри. А, Ё-моё, разве так можно было, да? Ё-моё. Если у вас влажность повышенная, что мне кольцом в нос нельзя? Типа. Можно. Я вот когда таких вижу в реальной жизни, я одетая хожу в осеннее. А, осенняя. Есть еще осенняя одежда, а я думал летняя, сразу потом зимняя. Не осенние, летние, зимние. А, Дождя, без дождя. ну видишь как. Есть такие. Дождевик, да. Ну я осенний стараюсь. Я сразу с летнего в зимнее сразу же. Че мучиться? Один хрен, потом не сегодня, да. У нас в этом вся и проблема. То есть, утром рано, ночью чересчур холодно, а днем потом сильно тепло. Очень большая разница в температуре. И не знаешь, как одеваться. То есть оденешься тепло, в обед будешь потеть. Раздеваешься, куртку снимаешь, а потом опять становится холодно и болеют. У нас ощущается намного меньше, чем есть на самом деле. А что ощущается? Температура. А, у нас? Мне, кстати, да, здесь это... Влажность воздуха, ну это понятно, у нас такая же тема. Когда влага большая, то есть у тебя там плюс 5, а дубак такой, как будто уже минус 5. Потому что тянет эта сырость все. Вот, когда вот в Сибири мне насчет этого нравилось, там влажности воздуха такой не было, то есть от Урала и дальше. Отлично. Да. Чувствуешь, А у нас 30 минус был, вообще кайф был. Стояли на улице с девчонками, ё-моё, минус 30. А если здесь у меня сейчас в Германии минус 30, здесь вся эта Европа колом станет замерзнуть всем нахрен. Ну да, все пиписьки поотваливаются. Да не только. Не только. Тут минус 20 было, половина автомобиля не завелось. Я проезжаю, ха-ха-ха, автомобиль завести не могли. Знаешь, как весело на это смотреть все. Почему? Ну как почему? Они же такие все, ну там... Ауди не завелась там или еще что-нибудь. Я прямо не могу, прямо, мне аж надо прям на мозоль поддавить, я прям угораю. Но я в то время, когда угорал на Тойоте, если у меня Тойота была, я говорю, у нас Тойота в Сибири минус 45 заводилась. Опель замерзал нахрен. Покупайте. Да. А Тойота заводилась, а вот это Тойота с Владивостока, вот настоящий Тойота с правым рулем, вот эти вот хорошие моторы. Минус 45 зима была. Брррр, поехали. Опель замерзал. Была большая такая немецкая сосулька. Большая сосуля. Сосуленька. Чопа-чопс. Сосуня, бляха-муха. Вот. Как Страшно, бляха. Шура точно так же говорил, блин, один в один. Блядь. У нас было, что из зимнего сразу чуть не в футболку переодеваешься. Да, такая же беда и у нас. Я вчера, блин, в куртке зимней ходил. Сегодня он навстречу мне ходили тут в топиках все, в юбочках такие, в шортиках. И говорю, а завтра будете лежать, блин, а сопли будут до пупа висеть, они в кровати будут от температуры мучиться. В больничке будешь лежать. Да, привет всем. О, Антон, здорово. Привет, Антоха. Базука. Базука, базука. Да, такие вот дела. Бомбани чуть, базука. Анекдот такой, бомбани, говорит. Есть такое, вот и люди из-за того, что не могут контролировать вот это все, из-за больших перепадов температуры очень много болеют, иммунная система не развита, ни хрена, морозов мало, вот эти насекомые, блин, не спят зимой, ну это такое себе еще. Я первые 2 года здесь, кстати, тоже, когда приехали в Германию, ходил чуть не в футболке первые 2 зимы, на меня смотрели все как на отмороженного. Дурака, да? Ну да, типа, ты с дурки отпустили, а я ж что, в Сибири приехал. Чем мне Ну, ты ваше? Смеялся так. Плюс 5, типа, ваши, это разве зима такое, знаешь, ну, вообще позорище. Они там все куртки, пуховики одевали, да, все. Это вообще, знаешь, как весело на это все спореть поначалу. А потом осваиваешься к климату, проходит пару лет, и начинаешь тоже зимнюю куртку покупать. Ну, сырость, вот эта сырость, влага, вот это вот. Сыроежкин. Сам получаешься, как Вася Сыроежкин. Как говорят, акклиматизировался. Ну, теперь я уже за 20 лет акклиматизировался. Тут уже спору нет. В куртках.
куртка. Ну, я вот, я хожу, в принципе, до -5 без рукавки. У меня рукавов нет без рукавки. Я до сих пор еще на мне этот, ну, типа этот, дугачок. Я в Overwatch 2 бомблю. А, да, ты же на днях говорил, что у тебя будет. Теперь уже начал бомбить Overwatch. Знаешь такое, Stalker Overwatch 2? Там какая-то игрушка новая вышла. Не зевай, блин, это заразно, ё-моё. Вот так в чате все и уснули. Заленился сегодня в демонов идти играть. Ну да. Overwatch. Слышал что-нибудь об этом? Слышал, но не играл. Ну нет, он, поскольку базука это что-то, скорее всего, на релизе, что-то такое новенькое. Мне довольно-таки, мне непонятное. Но я не это. Че и не играл. Ребята, я не в курсе. Как дела? Good, супер. О, статистика работает. Смотри, я задал вопрос. Как дела? Good, супер, отлично. 20% только отлично. 43% написали good. Молодцы. Это вот тоже. Да? Ну, если good, то значит хорошо. Good это хорошо. Я вот сейчас английский учу, мне вот это вот с немецкого на английский, вот это вот каша, вот это, потом еще на работе немца начал учить русскому языку. Это вообще вот так все варится. Котелок такой. Домой приходишь, с ушей дым идет. Че, правда? Ну, я так. Это я просто уже голову помыл чуть-чуть, она не так сильно видно. Когда сразу приходишь после работы, прям такой, как после выстрела, такой дымок стелится кверху. Лен, привет. Да, привет. Приветики всем. Что? Поля, да? Где Поля? Чего Поля? Поля Геймс. Не, это Лена Белиус. Лена Берия. Белиус. Белиус. Чеканов говорил на нее белорус. Не знаю, почему у него это белорус. Говорю, нет, Белиус написано же. Белиус. Белиус. Белиус такой, снизу такая черточка такая. Сумерки. Главное, что Лена. Да, точно. Это же тот, как он у нас назывался? Забыл. Блин, некоторые вот эти вот сериалы или кино раньше на русском, потом посмотришь на немецком, потом только на немецком, и перевод-то не знаешь нифига на этот, на русский название. Или перевод как-нибудь не так название, потом говорят тебе, не видел. Потом скажешь название там на английском, на немецком. Да, знаю. Есть такой момент. Некоторые названия неправильно переводили. Собачка хочет выйти. Собачка, прогуляться пойдешь? Не, она сидит так около двери. Ну она такая, хозяин, намекай тебе, если сейчас не пойдешь, я тебе в тапочки носу. Может так быть, может. У меня вот, кстати, по этому поводу картинка, я не знаю, тебе отправлял, нет? Есть. Что за сериал или фильм? Отходила, молясь. Сериал или фильм? За сериал, это сериал был. Насчет собачки-то, вспомню, блин, картинка такая была, такая собачка довольная сидит, говорит, и типа, что такое довольная, говорит, а у меня, говорит, у хозяина, говорит, эти тапочки были, говорит, это грязные, или как они, туфли, говорит, грязные были, я, говорит, их почистил, говорит, я на них нассал. И такая морда такая довольная, вот эта ехидная собачья. Ну, вторая картинка мне больше понравилась. Я даже ее в WhatsApp уже пару раз на статус ставил. Говорит, если вас укусила злая собака, не переживайте. У вас завтра обязательно укусит добрая собака. Вообще, это хорошо. Железная логика, знаешь, это что? Вас завтра обязательно укусит добрая. Я говорю, блин, спасибо, что укусит, а не съест. То есть утешили. А у тебя на карте что-то не хватает, мне кажется. Или это... это правая сторона, да? Левая. От меня левая. Левая. Я просто, камера так, она камера, карта еще дальше. Это вот на юг Германии на карте. Понял. Вот это вот синяя Бавария, самая охреневшая. Здесь вот соседи. Это вода? Соседи. Не вода, просто так, цветом просто так сделали, но нет. А я думал, это вода. Да не, жирно будет, столько им воды захлебнуться. Вода, говорит, нормально. Не. Они все эти, если я тебе сейчас могу так вот. Подожди, сейчас. Ты где своей рукой, блядь, пугаешь? Да, я это, вот, смотри на карту, вон, видишь? Каждая земля Германия, она цветом, блядь, теперь она руки длинные, вообще ору на камере. Загребущий, блядь. Блин, горелый, блин. Смотрите, он
резиновый человек, или как его? Да-да. Флэш. Флэш. Эластичный я человек, эластичный. Пластик. Эластика. Пластика. Так, мы сейчас еще вот так вот. Она на мониторе, мне так еще монитор подвину. Маленький тут, у меня вообще, вот, глянь, коротенький. А у него удлиняется прям. Прям. Смотри. Вообще, блядь, Страшно, я отвечаю, ёбану. Ты на ночь молилась Дездемона. О, блядь, страшно тебе, блядь. Смотри, вот если вот так с татуировкой, вот так, видишь? Я в натуре. У меня, тут, у Охренеть. меня же здесь весь рукав, он это самое. Так, уа. Блин. А тут раз Такой- спрятал. Представляешь, я сейчас смотри, вот прикол такой, когда, вот, допустим, у нас когда-нибудь стрим перейдет не в 2D, а в 3D или в 4D. Ты сидишь такой, смотришь, и я тебе так руку тяну на камеру такой. Херак за плечо такой, раз, в туалет сходил на месте. Такой раз сразу повернулся. Повернулся. Страшно, честно. Ну, а если вот такой, если у нас будет стрим когда-нибудь через лет 5-6 в 4D, то есть я через камеру такой, раз 5. тебя за плечо. Блин, я теперь буду это... Оглядываться теперь. Что? Ну, сейчас я тебе говорю. Это собрел-то. О. Собака подойдет такая. Слышь, хозяин такой, пс, поздно. Уже все сделал. Хозяина напугать можно. Отлично. Мы Ох. действуем. Мало. Народа, пишите что-нибудь нам. Напишите. А можете задонатить 100 тысяч евро. Кстати, да. Олег, да ну нафиг. Все, заканчиваем стрим. Все так сразу. Прям вот так вот. Прям 100 тысяч евро. Прям. Угу. Товарищ прислал мне тут, блин. Кадрист. Да что ты? Телефон эти, блин, будь они неладные. Я уже специально уже выключаешь этот интернет, чтобы ничего не приходило. Все это беспалево сидят такие это. Вот я вижу, что смотрят, а никто ничего не пишет. Это же хорошо. Или плохо? Это они такие, знаешь, это тихенькие. А люди. вдруг- Кстати, не могут чат у меня писать. У меня некоторые подписчики почему-то родительское ограничение. Они могут смотреть, но написать не могут. О! Как? Даже так бывает? Да. То есть это изначально как-то Google аккаунт где-то блокировал кто-то или что? Я такое первый раз слышу. Ну, ограничение какое-то, ну, родительское, наверное, родители, допустим, делают. Ну, они мне смотрят, да, они могут писать мне, ну, там, в Телеграме. Я на тебя подписан, ну, правда, показывает, а у них заблокирован чат. И не могут смотреть, а писать они не могут. Ничего себе. Да, Вот есть это- такое. Есть такое. Вот эта техника, говорит, дошла, говорит, до вас. Это, говорит, я на лыжах. Я вот так вот в камеру все. Не могу Да, может. успокоиться. Регистрирован не с 18 лет, может, меньше. Аккаунт. Может. Да, в принципе, вполне может быть. Я думаю, вот, знаешь, они этот, может быть... Потому что я слышал такую тему, что детям как бы стрим запрещено вести там, да, там что-то у нас такая была тема, на что-то мы разговаривали. И Нет. Камеру нельзя включать. да, ну что-то я в этом не знаю. Ну, то есть, это был разговор, и я такой, в смысле нельзя, не работает? Как, чего, почему? А это получилось так, то, что и до 18. Ну, то есть, ну, нам-то не грозит уже тут. 18 умножить на 2, и тебе то же самое. А это же, ты знаешь, вот снимает The Dog. Dog Game, да, знаю, конечно, его. Вот он же снимал уже с камерой, и Да. его бананули, сказал. Вот почему там все произошло так. Ну, я И слышал, встреч- что такой, там, банан раздавали тогда, а из-за чего так, там потом мне сказал товарищ, говорит, что он, типа, ну, по возрастной категории человек, потом он убрал камеру. Так что вот так вот бывает. Так что отращивай усики, там, бороду, чтобы этот, а то скажет, молодой человек, предъявите документы, пожалуйста, такой. Ты вообще никого, у меня шашлик, мам, такой. Ты Сам сидит такой, пепельница такой, прям во время стрима, да? Опасно для здоровья. И херачит. Да, именно это.
И дым с ушей пошел. Не, ну вот И на сигарет, блин. себе взять вот эту смазку, вот это вот серого цвета такого, да, намазать этот лицо, Фантомас. Не, полностью прям вот смазывать надо. Надо брови сбрить, намазать это все дело. Фантомас, реально. Потому что взгляд такой еще прям, если ты сидеть вот так вот, без мимики, вот так вот, когда он грабил там что, без мимики такой, глазами, чтобы нету, да, вот видишь, так серьезно смотришь, блин, стоит задуматься. Вечером увидимся. Вон она что-то. Вон она что-то. Валя босс, я тебе говорю. Ой, господи. Я думаю, где-то я уже видел на улице. Кошмар на Меня? улице Вязов. Ты не Фредди случайно? Да нет, я его брат. Мы просто очень в темноте сильно похожи, да? Да, есть такое. Он долго ногти не стриг. И я туда же. Есть такое. Мне вот показывал вчера. Где мы вчера? Не, позавчера мы были у другана. Он там они ездили в парк, где вот эти киношные персонажи тебе ходят и пугают. Охренеть просто. Записал пару кадров и говорю, вот представляешь, ты идешь, чувак резко вылетает, и цепями по бочке по железной херачит, там какие-то с ужастиков каких-то вот эти вот, знаешь, эти герои. Экшен и хоррор, блин, уж, да, вживую есть же. Да, так вот они вот в парк идут, представляешь, там встали, и они идут, и бам-бам, там этот вышел один с бензопилой, представляешь? В натуре бензопила только что, он говорит, цепи не было, да, но он ее завел, бензиновая, и газу, короче, представляешь, так ты идешь спокойно себе, и тут сзади такой подходит чел, у него кровища с рта, они вот эти вот, как в кинофильме, вот эти актеры, капсулы наглотались, кровь идет, они харкаются, кровью вот это все, да, бензопилу нахуй возле тебя заводит, и ты прям, я бы обосрался просто. Не обосрался. Я, кстати, всегда с собой ношу. Я после того случая, если надо, вот есть туалетная бумага, если надо, нет. Кстати, да, вот надо будет я приготовил на завтра бумажку. Я знаю, как пользоваться, у меня формат есть. О, несколько раз хватит. Как Там она, уже- как она была, подожди, это долгоиграющая, да, вот это вот. Да. Все. Не, ну, почему бы и нет, сказали, да? А или просто идете в сторону леса, по полю, там где-нибудь подорожник, может, найдете. Надо собачку отпустить. Походу напить хочет. Сейчас Отпусти, да, а то еще вдруг собачка сделает. Да, сейчас скоро уже надо будет заканчивать, наверное. А Да. то уже... Собачка тебя сейчас начнет обгладывать. Да, она хорошенькая. Она умная. Ну, это Она сама. Не, собаки насчет этого, они молодцы. То есть Она у меня немецкой породы. собака друг человека. Вот эти вот кошки. Видел? Не помню. Видел, как гимн Люфен... Как он? Люфентраген? Ой, Не. видел. А там пляшет так вообще прям. А, да это имеешь в виду? Да, ну да, прислал ты когда уже? Месяц назад или когда уже? Да. Ну, это что-то пивной этот гимн, или как он там раньше был, да, помнишь? Что-то такое. Для пива, гимн пива или что-то такое. Все, еще никуда ничего не велось, все есть. Во! Вау. Увидишь, нет, Ой. сейчас интересно в камеру. О, это что это? Кот сидит, орет, говорит, опять, говорит, всю неделю работать. Каждый. Да, прикольненько. Опять всю неделю работать. Каждый понедельник я выгляжу примерно так. Мага, 28-й лайк, брат, чат, привет. Мага, здравствуй. Я тебе что-то сегодня в начале твоего стрима писал, а ты что-то прям был занят настройкой стрима, но это не важно. Все хорошо. Спасибо большое, что забежал. Так, чернобыльский бродяга. Ой, Суся, и сегодня дискотека. Ну-ка. дискотека. Что вообще все что поникли такие? Никто не Это хочет. кто? Вин Дизель, что ли? Кстати, да, я вот сейчас включил в телефоне, смотрю, и тебя прямо сдалека. Реально, Вин Дизель, это тот, который Форсаж, который там рулит
Пацаны, мы рулим такой, да? Торетто, да, там похоже, кстати. Аре. Доминик Торетто похож. Тебе надо, знаешь, вот эту вот цепь с крестом. Какой, да? Да, и Ага. похоже. Тебе еще что, цепь с крестом и этот Дорж Чарджер, да, вот эта машина. Все. И будешь О. на Воронеже самый такой этот. Ну, Надо там на браслетики мне одеть, братуха. Кольца там, да, вот такие там что-то. да. Сила в братстве. Татуировки есть, нет? Нету. Дружки. Да это я нарисую, фигня. Ну, в принципе, да, берем этот фломастер и Фломастер. поехал, да. Потом такой черед. Да, вон, Торрента, типа так его называют. У меня есть скидка, я же второй группы, если ты не... Кто, Вин Дизель, что ли? Да, Вин Дизель, вон, Мага, братан, сидит вот Вин Дизель. Он просто на самом деле не говорит никому, что он Вин Дизель. Иначе бы у меня сейчас тут 100 человек в чате были, и у него, и у меня. А так мы сидим спокойно, общаемся, нам никто не мешает. Зашел, присаживайся, спасибо, что забежал. Как дела? Отлично кто-то поставил в статистике, я думаю, это был Мага. У Мага всегда дела отлично, молодец. Он, блин, игру драйвера прошел, драйвер 3, это Сан-Франциско, он прошел ее, блин, 25 раз уже, наверное. Да ты чё? Да, он вообще лютый гонщик. Он этот город знает, Сан-Франциско, там на автомобиле по названиям улиц, тачки, все. Это просто дичь какая-то. Ну, я вот ее на плейке прошел здесь, на PlayStation 3. Прям вообще. Торрента, не Торрента. Торрент это где скачивают не совсем легальные вещи, а это Торетто, как ТТ, а где там буква 2 Т. Так его и называют. Доминиканский. Да, он же и накачанный тоже. Какой-то странный тип. Видимо, закурил и сейчас стримит. И говорит, сказали, ты закурил и стримишь теперь, да? Ты курил что-нибудь сегодня? Еще это есть. Чуть-чуть. Сейчас у Не него- пью, Не, не пью. Курить уже давно надо курить. бросать. Не, бросать я не буду, не. Серьезно? Мне нельзя бросать, да. Почему? Курить. Мне доктор сказал, бросишь курить, не сможешь пить. Да. Легкие такие все, застеклянные в никотине, да? Я бросал, но пока не, я не могу. Ну, еще не Честно. пробовал. Да можешь, это все сила воли. Да, надо будет постараться. Олег, я в 25 лет начал курить, ему 36. А я в 12 лет начал курить. Потом бросал, потом опять начинал, потом бросал, потом опять начинал. Ну, пока не хочу. Сказали, думали, что ты под косяком, оказалось, ты под градусом. Пил. Пьет, Правда, пил, бля. пьет воду. Пил недели, сейчас скажу, 3 назад. 2 назад. 3. Так давно? Да. Так можно и заболеть простудой. Да Это, не, нормально. это же антисептик сразу же, знаешь, такой, ну. Когда трудишься физически, мне кажется, нельзя употреблять. Лучше пока не. Ну да, то потом потеешь лишний раз больше. Потому что выходят вот эти вот токсины. Мы потом еще посидим лучше. Потом как-нибудь дадим. Да, только это уже будет вне, Ютуба, конечно же. Зачем? Зачем вам это видеть? Когда Доминик Торетто будет тут разливать. Деда будет это. Да мы потом сядем как-нибудь, тут включим. Доброе утро, страна, здрасте, как делишки? Все хорошо. Это с вами Билли будете у нас. Оба, стрим. опять, сейчас, кстати, опять новый голос был. А я не знаю, сколько там их разных делают. Блядь, вот возьми как-нибудь вот для прикола, просто начни считать счетчик. Что я в следующий раз на стриме напишу, допустим, человек, 26 голосов, и имитатор. Делаю. О, ништяк. Прямо вот как кот бы сейчас еще, как собака подергал бы ногой. Ты как Всё. этот прикол для жены, говорит, когда, говорит, ты пальцем, говорит, ухо чешешь, говорит, кому приятно, тебе или уху? Тебе, говорит, уху приятно или пальцы приятно, да? Сейчас вот что ты там делала? Помнишь это? Не видно было на камеру, что да? Я- Даже палец, видишь? Я На вижу. палец. Да, прозрачно. Фантомас, я же говорю, фантомас. А тут он раз вот пропал, видишь? Типа, я наблюдаю за этим моментом. Ах ты хитрюга.
Я. Дискордыч молодец. Уже устал. Нет, сегодня до 4 не дотянем. Я хотел, думал, часика 4 не получится, потому что все-таки мы после работы, и энергия заканчивается. Все-таки ля-ля тополя вот эти вот, это хорошо. Ну, вообще-то. Но мы не железные. Мы ж люди тоже устаем чуть-чуть. Да нет, нужно, конечно. Да не, нужно. ну, хорошо пообщались, в принципе, в такой обстановке. Целоваться будем? Я не такой. Я тебя вот так вот. Херня, блядь, я буду, сука. Как ты это, блядь, делаешь? Сука, блядь, ну это рука, блядь, ёбни. Видал, смотри такая. Бляха, муха. Вот народ, вот, блядь, напишите, а мне кажется, у него резиновые руки. Отвечаю, блядь, длинный. Ты Да. как то, блин? Кто думает, что у меня резиновые руки, пишите потом под стримом комментарии. Не, у тебя вообще какая-то рука коротенькая, знаешь, как вот этого, блин, который в Форт Бояре бегал метр в прыжке. Да я тебе о чем говорю, у меня рука, зато вот кулак большой. Да, это не обязательно. Главное, что длинная. Сука, заводит. Я же сам Я смотрел все время, сейчас посмотрел в другую камеру. Офигеть. Капец, ты нереально похудел, драйвер. Мага, это не я похудел, эта камера меня делает худым. На самом деле я, блин, поправился. И поправился, когда еще вот полгода назад сидел дома с гипсом. Когда вот на одной жопе здесь сидишь возле компьютера, мало двигаешься, вроде бы не ешь, но и калории не сгорали, и пару килограмм ко мне прилипло. И в следующие недели вы увидите, как я буду их сжигать. Все-таки наконец-то доберемся до тренажеров, до зала доберемся. Я уже соскучился. Одним бассейном я это не выгоню, я вижу. В натуре сперва такую странную руку я тоже заметил, когда ты чуть из экрана не влез. Смотри, Мага. Блядь. Это еще была рука левая, а если я правая? У меня вообще правая загребущая, я правша. Если я так правая сделаю, то, прикинь, такой сидишь в Воронеже, такой тебе раз по плечу такой, хоп, и тебе уже в туалет не надо. Страшно, бля. Не, вообще реально, ну это вообще вот, я не знаю, или это такой эффект камеры. Не, это камера, это у меня камера, я, короче, камеру так повернул под углом, и она получается, знаешь, у камеры широкий угол. У меня зато, я могу паутину пускать. Вот, ты же этот, который, ну, с паутиной, а я его, который без паутины, друг. Человек-паук. Да, у меня есть щупальница, а у тебя паутина, мы сейчас 2 в 1 замутим. Биос. А Лишний. когда ты в среднем 90 кило дал, да ты сейчас, наверное, в среднем 75. Не, Мага, я сейчас в среднем вешу как год моего рождения. Последние 2 цифры. 36 килограмм? Нет. Не, это что? Это было бы очень мало. Нет. Я, кстати, 96. 86. Не 86, это в одежде все эти деваете. Вот на работе, короче, становился на весы, там, я же работаю, у меня весы-то есть такие хорошие прям. Нет, у меня, короче, где-то 80... Я твою, блядь, не кормят нахуй стримера. 82 килограмма. Не, какое мне не надо. Я хочу скинуть 2 килограмма минимум, а то и 3. Мне 79 надо, чтобы было. Вот это будет хорошо. Спокойно, легко встал и побежал. 79. Сейчас мне 82. Смотри, у Вин Дизеля рука в экране норм. А вот твой вообще точно и в туалете нахуй. Мага. Когда Мага. ты... Мага, я... Понимаешь, ты вахнет, что там ему пишешь? Да, Я- я прочитаю. Ну, зайди вот на мой канал, там, смотри, этот, в чате. А когда-то в среднем 98... Не-не-не-не. Я худенький, реально похудел драйвер. Если в драйвер похудел, вот у меня вот судопереводчик сидит такой. Пальцем еще такой, знаешь, этот переводит. Да, именно так. А это обозначало, заходите к нам еще, подписывайтесь там на вот этот вот, как его называется, на Фантомаса. Вот этого. Подписывайтесь, подписывайтесь на Фантомаса, который на самом деле сталкер, который в сталкера еще на стриме не играл. Подъебал, блядь. Да. Не-не-не, он
Я думаю, после сегодняшнего стрима, вот, то есть недельки через 2 у нас будет у сталкера стрим по сталкеру. Ну, ты сам стримишь, посмотришь, и тогда у тебя самого дрожь по коже пробежит. Там мне уже ничего не страшно, в принципе. Я вот сейчас увидел, как у людей пальцы пропадают прям на фоне компьютеров зеленых, так что... Смотрите, а он у меня вот он. Видал? Охренеть. Ну так потихоньку подводил, да, к этой камере. Ты видел вообще? Офигеть. Вот так вот покажи человеку, который выпил чуть, скажешь, все, завязывай пить, у тебя же... Вау. Вот это, а вот она магия, вот он Дэвид Копперфильд в обличье Автомаса, говорю, Фантомаса, блин. Короче, молодой человек, посидели, поржали, надеюсь, было весело. Пообщались чуть-чуть, но давно собирались уже, но как-то вот получилось. Бархатов к тебе напрашивался, так что... Меня убивают прямо. Класс. Смотри. Как? Ну, камера вообще издевается, реально. Не, вот такое ощущение, вот я вот по экрану смотрю, это где-то 2 метра, наверное. От камеры? Ну да, если Даже метра нет. Не, ну вот когда вот вытянутая рука, метра, вот кажется, как будто 2 метра, 2 с чем-то. Ну, 2 точно. 40 сантиметров. Меняется. Но это эффект такой. Да-да. Ну, глянь, да, реально, 2 метра, это с твой рост. Приблизительно. Я, говорит, забираю вашу душу. Блять, аж сердце кольнуло. Это вам не это. Это вот так только можно делать на дешевых камерах, на Ютубе и в ОБС. А в Дискорде можно делать зеленый компьютер у вас на фоне, и все будут думать, что вы богатый человек, у вас очень много компьютеров, и вам больше делать нехрен, как все это сразу включать в один момент. Да. Либо взять... Вот. О! Не, ну лучше так. Не, нормально. Не, очень интересно. Фон прикольный. Его раньше, кстати, там не было. Там раньше были вот эти пальмы нарисованные, город, муть вот это была. Вот это вот с компьютером даже, в принципе, нормально. Вот я вот думаю, сейчас жена там повернется на кресло, скажет, так, завязывай же, пошли играть. Сидишь там, да, стримишь. Вот на кресле сзади жена сидит, такая тебе так за руку, нет, за плечо вот так вот. Или вот так. Забрал. Вообще не видно, смотри, да? Смотри, гля. Ну, она потом так, как будто третий человек, какой-то второй там сбоку. Ну что, твоя нет? Вообще, а вот палец уже у виска, честно. Вот так хромакеем и работает, да, то есть издеваются над людьми, думают, они там красивое кино снимают, пейзажи, а на самом деле сидят где-нибудь в каморке, да, в подвале, играются с хромакеем зеленым. Помнишь фильм? Дам сам себя такой. Иван Васильевич меняет профессию, да, или что-то там, руку испугался, проснулся. Вот так же и здесь. Доброе утро, да, есть такое. А что, вот так фильм снимает, вот один человек, можно фильм снять вообще элементарно. Да спокойно. Возьми камеру, у тебя сейчас он поставил, там снял кадр, пошел, здесь снял кадр, потом это все на монтаже чик-чик-чик. Отходить. Наложил одно на другое, а потом еще, когда это увидел, наложил в штаны. Блин, только хотел, прям вот с языка снял, вот хотел тоже ответить. Я могу. Наложил здесь, наложил сюда. И наложил в штаны. А это что такое было в штанах? Это бонусом тебе, товарищ. Бонусный, как это говорят, знаешь, когда фильм заканчивается, это вам бонусный материал. А здесь ты сам смонтировал, сам обосрался, вот тебе и бонусом рогалик. Да, так прям, на тебе. Да. Жена говорит такая, представляешь, такая тебе берет это все в лицо. Кто это будет стирать? Ты что ли? На тебе, блядь. Все. Вот такая вот история. Так, а этот сталкер где и кем работает? Мага. Спрашивает, где сталкера? Мага пришел вовремя. Сталкер. Ты понимаешь, это мы тут пожарники, лесничие, ну, шашлык-машлык, это поварами. А это тоже повар, кстати. Да? Да. Мага, ну это типа, знаешь, это, вот, мне кажется, прям у него
такой черненький, и нос такой грустный, мне кажется, мага. Мага-гонщик. Бляха-муха. А сталкер у нас пожарник. Сперва пожарит, потом потушит, потом за тебя все это и съест. Отжарит, потом потушит. Ну, как-то вот так идет она. Она вся жизнь. Отжаришь, прожаришь. Да, это вот, слушай, это вот на днях такой прикол видел тоже, вот, не знаю, в Инстаграме где-то было. Когда жена Где? принесла мужу такая картошку, и говорит, картошка, говорит, недожаренная. Говорит, у тебя есть жена недожаренная, типа, ну, картошку недожаренную, да. Ну, там, понятное дело, как обычно. Все сходится опять к одному, да? Мага, работа тяжелая, очень тяжелая. Сейчас отпуск. Так что ничего, сейчас будем отдыхать, играть, делать. Да, Мага, он, не знаю, где-то ссылка у меня была в чате, если что, он у меня в списке есть, в описании. Заходи, знакомься, пиши комментарий, он тебе назад ответит. А, слушай, он реальный гонщик, да? Не, ну, вот здесь вот, на Ютубе, в GTA, в драйвере. Не, реально нет. Ну как? По Не, я играм. думал, он сел за машину, спорт. Кар. И, знаешь, там где-то такие видосы, я думал, знаешь, там где-то в России, в Казахстане, Да. там дрифты такие, блин, я думал, такое. Не, таким гонщиком, я такого гонщика знаю здесь. Двух штук знаю, но времени нет. Сталкер, Не, ты он- точно хочешь меня увидеть? Я не такой черный с большим носом, а хотя это на моем аватарке. Да нет, он просто человек, Мага. Смотри, сталкер, он человек-имитатор, то есть он имитирует голоса вот эти делает, да? Не, я обидел, наверное, извини, если что это. Не, самое. Никита Попов, привет, я от Сани. Привет, Никита, добрый вечер. Мага без обид, слышишь, он меняет каждую минуту, может голос тебе поменять. Мага, ты просто не обижайся, ладно? А то с нами будет Гарри Поттер. Вот. Вот сейчас Иваныч, он там... А, и Иваныч уже ушел. Кстати, у меня сидят народ, но никто не пишет, честно. Но у меня вот Но мага самая прям. Моя мечта была в детстве стать пожарником или пограничником, или милицейским. Но сейчас типа полиция. А, ну да, то есть раньше была милиция, сейчас полиция, правильно? Вот это я пойму. А он работает в полиции? Нет. Все в норме. Я- Братан, сталкер, я не обиделся, я все понимаю. Да, сталкер, заходи, он такой общительный, в принципе, человек, играет так же мага, как ты и я, на стримах играет в компьютерные вот эти игры, все дела, да? Нет. На стримах и так играет, и так. Нет, нормально все, нормально. Не дюбит, играет. Заходи, сама. Видишь, он, короче, этот еще, кроме того, что там, что у тебя там, танки были вот последние пару дней, а до этого он еще там пробовал себя в других игрушках интересных, кстати, да. В гонках я его сильно не видел, но он сказал, он играл в драйвер еще на PlayStation 1, и ему она прям нравится, и это же круто, а мы играем в драйвер на компьютере, на плойке, на третьей. Не, я поиграю в гонки, честно. А это драйвер чемпион. Сперва сталкера. Когда сталкера пройдешь, потом играй в гонки. Хорошо. Было бы неплохо. Почему бы и... Посмотрим. А почему бы и нет? Меня, знаешь, всегда вот такие каналы завлекали, которые играют как раз не те вещи, как вот все. То есть не бежишь когда-то за толпой. Когда вот сейчас вот 20 человек играют в этот Скорн или 50 в одно время, да? А кто-то вот сидит, как Саня Хирс, играет в контру, которая была 30 лет назад. И кайф. И у него народ есть. Контру, как сейчас. Ну а что? Ну, а почему нет? То есть, я вон в драйвере, когда играл, у меня тоже народ был, я сам в шоке был, говорю, все там, о, нифига, там это, что-то. Я такой, серьезно, вы что, сейчас, вы не издеваетесь? Ну, приходили тоже, онлайн был, все, он мага, он там был тоже. Мага, короче, инвалид второй группы, близорукость, слабые ноги, не держит вес. Да. Драйвер, дай ссылку на сталкера, канал, ща подпишусь. Подожди, братан, сейчас сделаем. Секундочку. Ты когда пришел?
Мага, короче, если подпишется, да, то есть ты в комментарии обязательно ответь, он тебе сделает. О, 906... У сталкера мага уже 964, е-мое, он вообще уже, блин, скоро у него уже косарь. Ты этот будешь, знаешь, я передачу по телевизору видел, бегущий косарь. А что ты думал? Это будет хорошо у нас. Что-то он... Да, ну сейчас он зайдет, да? Вот, Щас он- Мари Мага как написал. Я-то что говорил? Когда играешь в супер игру, то люди сходу подтянутся. Как тебе это? Супер игру? Супер, в лю- супер. Нет, не потянутся. Ну вот, когда ты разговариваешь, 20 разных голосов, тут заходят такие, думают, нифига у вас тут народу, да? А почему онлайн только 2 человека? Спасибо, Мага, это он зашел. Ну да, я же говорил, зайдет. Только Но... Как, Мы посмотрим, что он на канале. заходи к нему. Нет, заходи к нему, у него реально там, вот, допустим, вот он. Они наваливают нам вот эти вот дрифтные GTA. О, вообще. 633 подписчика у него. У него очень долго было около 100, там потом долго было 200, теперь прям резко, прям с 4 до 600 у него прям выстрелил прям канал. Я не успел даже увидеть, как у него поменялись эти числа вот эти все местами. Ну, он это, тот же... Ты А у него, посмотри. глянь, некоторые не стреляют. Вот я о чем и говорю. Вот он тоже делает. А знаешь, почему? У него они не настроены. Шорцы не стреляют. Вот некоторые у него. Мгм. Видишь? А почему? А я бы ответил, но ругаться не хочу. Не надо ругаться. Угу. Но у него контента, посмотри, сколько зайди на число, там, видишь, сколько контента у него. Вагон. 4-9 тысяч видео. Прикинь? Потому что Мага играет, записывает, иногда интернет плохой, он записывает, а потом за раз сразу 5 роликов выкидывает. Да. И 1 из 5 стреляет. Да. И много не настроенных, но мы как-то настраивали, ставили теги. Сейчас он, Вот как- он начал год, ну вот тоже так вот, полгода назад он по стримы пошли, вот эти, то он до этого просто заливал у всех на канале себе, говорит, давай включай тоже стрим. Теперь Мага начал тоже стрим запускать, на стриме сидим иногда, он общаемся. Денчик у него там, да, вот этот вот товарищ наш, который тоже в теме. Нормально, то есть весело. На тачке наливает, если поливает, там вообще все делает эти. Он поливает на тачке. Еще и как. Ты туши жаришь, а он поливает. Так, шортс такая вещь, то стреляет, то не стреляет. Бывает такое. Ну Да, у меня ты, есть- вот тебе этот канал как живой пример, что шортс ты не сможешь сделать идеальными. То есть у тебя самого много шортс, у меня уже шортс насобиралось, но у Маги шортсов прям вагоны. И не один. И видишь, то есть какие-то работают, какие-то вообще никак, да? Вот, как, помнишь, ты мне говорил? Ну. Помнишь, ты говорил? Милые котики. Ну, вот эти вот котиков, всяких милых животных. Еда, котики. Есть. Да. И самые обалденные, кто вот шортсы вообще обожают, наверное, это танки. Приколы. Ну, да. Вообще просто Я увидел у тебя, я такой смотрю, говорю, что, серьезно? Работает. Так. Также мне драйвер помог. Как что делается тогда? В гору пошло у меня. Да. Благодаря драйверу, что и как рассказал, и пошло у него в гору. Ну, это он тебе сказал, видишь? Он должен сказать, как есть. Да. Это Мага, получается. Ну, я сам так тоже учился, вот смотрел там, здесь, и потихоньку вот так вот настройки, сколько я ковырялся, сколько я настраивал, которые изначально каналы по 2-3 года ничего не настраивали, я сразу в настройки подался, разбираться, как это все работает, вообще для чего, что настраивать, что нет. Много нюансов, которые до сих пор еще люди не делают, настройки, я не знаю почему. Непонятно. Можно будет с тобой как-нибудь разобрать, но есть товарищи, которые прям... Там где-то что-то добавить, здесь что-то там можно было подкрутить финтики, шпунтики. Ну, подкручивать в любом случае надо что-то. По резьбе. О, спасибо! У меня там музон играет. Это что? Гоу! Что это было? Я не знаю, наверное, подписочка пришел. А, ну давай проверим. Сейчас Да, посмотрим. 965. Вау. Подписочка у меня.
Подписочка у меня пришла. Тара-тара-та-тара-та, апа-тара-та. Такс. А, ну, есть такое. Такс. Такс. Хочешь прикол? Да. Сейчас будет, подожди. Секундочку. Просто это не... Мага подписался, походу, это Да, пришло. 965 у тебя сейчас. Я сейчас обновил канал. И у тебя сейчас 900, да. официально 965. Но у меня уже это... Я за сегодня, кстати, уже... А было у меня 950, кажется, да? 900... Что-то такое. Ну, как так было. Да обалдеть Ну, можно. Так, скоро выложу, как драйвер мне помогал развивать мой скромный, обалденный канал. И тогда у меня было 100 подписчиков. Ну-ка, рассказывай мне, братуш. Я что ли? Ой, Да я у ничего- тебя было 100 подписчиков, 100 у него подписчиков было. Ты чем помог ему так развиться? я не знаю. Скоро выложу, как драйвер. Вот все-таки помог. Я, кстати, тоже хочу один шортик выложить. Сделать одну визитку. Прям этот. Какого? Что? Видео хочу одну выложить. Вот тебя сегодня какие-то, может, моменты. У тебя же теперь есть стрим? Может, на вырезать теперь себе, на вырезать, если что. Фантомас. 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 Буду. Что вы говорите? Ой, я теперь два открыл, теперь тот стрим открыл, подсматриваю. О, а что ты сделал? Чуй! Сегодня у нас будет Red 41, и у нас сегодня в эфире драйвер. Это, кстати, тоже стример тот, помнишь? Однако, дорого сегодня, долго. Долго. Джаз, привет! 965, да, моя подписка, если чё. Да, Мага, обязательно, я понял, от души. Блин, братан, спасибо большое, всегда мы тебя поддерживаем, блин, не без этого. Сам знаешь, благодарочка тебе, что поддерживаем. Потому что, ну, Let's go. Джаз Джаз зашел, да. Долго, говорит, однако, сегодня. Ну да, есть такое. Мы и собирались, как бы, да, не на 10 минут стрим включать, а на сколько? На 14 минут, на 15? Мы? Да. Да мы вообще хотели просто поздороваться со всеми. Ну, поздоровались и что-то сидим тут, пердим, что-то как кто-то зашел, говорит, вы еще до сих пор тут сидите, пердите. Не знаю, у меня тут у меня окно на улицу открыто, окно в Европу, там свежий воздух идет. Plus OPP in die Tagesstruktur Слушай. Я там ничего не понял, что она там говорит. Да какая-то баба мне что-то сказала там. Зайди и повтори. Аляха-муха, за баба. Забон баба. Так, подожди. А почему мне ничего не высвечивается, а? Ну, потому что надо тебе в ОБС поднастроить ссылочки заново. Их на первый план надо переносить ссылки, да? А она у меня и так? Ну, бывает такое. Я вот потом обновляю эти ссылки, потом все вроде опять работает. Что-то там, короче, что-то мне сказали. Это. Блин. А Чё? я не пойму. Да сейчас эта баба там затупила. Я так сделал, что я ее сломал. Я Асэскляйный. люблю издеваться над ней. Ферштейн и very fine. Как там, блин? Шо? Так. Фантомас смотрит на экран, запоминайте. Твою нахрен. Что ты, блядь, ненасытная такая? Да. О, нашел! Ты представляешь, это панель управления. Да. Да. Так, 4 подписчиков у меня было. А почему не видно? Ну-ка. Я нажал. И что? Должно. Жду типа того. А почему не показывается? Хороший вопрос, кстати. А из-за того, Во. что... Но она настроена, честно. Во. ну сейчас же ты в Дискорде же, не на Ютубе, это сама наш на Ютубе, там на экран вылазит. Ну ничего страшного, не страшно. Гавана говорит, слушай.
Что ты там сказала? Ну, Слушай, прикол. Кстати, вот по этому поводу блядь, Шо? я лошок. Ну а что она сказала-то, я не понял. Это просто когда драйвер пальцами по клавиатуре бегает, чтобы 200 символов было. Anyway, апмия, апиамапа, мафапнчка как энкневкс. Алиса, случилось? 3 минуты назад. Подожди. Во! Че, показываешь, что ли? Вот он, Red 41, вот, видишь? Я не вижу ничего. Спасибо, Олег. Все, теперь видно. Да. Теперь видно. А, вон. Вот. Видишь? Вот, Red 41. вот этот товарищ очкастый у меня есть тоже где-то одна картинка. Я когда видосы монтирую, я его ставлю. Это вот он так же разговаривает, понял? Здорово, щеглы! Сегодня у нас Да. с Red 41 будем пирожки жарить. Вот он, короче, понял? Вот это. Да. Обалденный мужик. Кстати, раньше он так поднялся, охрененно. А где он Блин. сейчас? Где сейчас? Ой. Где он сейчас, никто не знает, да? Что папа-то Скажи сталкеру, что если он будет себя плохо вести, я ему волосы с попы на голову пересажу. Джаз тебе написал. Джаз, спасибо большое, я тебя понял. Ты, короче, меня это... По Прич- попе пошлёпай. Прическа хочет сделать. Самый будешь потом ходить таким этим, брать этот, волосы укладывать, что знаешь там. Давно у тебя челки не было, кстати, на голове. У меня? Я, кстати, всегда мечтал себе... Вот мне кажется, вот сюда лучше челку сделать. Все, кто мечтает, ходят лысые. У кого волос до хрена хотят лысыми ходить. Все наоборот, да? Дилемма какая-то. Короче, она не переводит у меня. А она не будет переводить, я просто же тебе говорю, я взял просто 200 символов по клавиатуре нахерачил. Я так делал Да? уже. Ну да, просто по клавиатуре так побежался, чтобы 200 символов забить. И когда говоришь, donation ломается. Я так уже три стрима, короче, отправляю донат. Там у них начинает заикаться. Все ломается полностью. Чего он меня вообще заглючил? Я хрен пойму, чего. Ты берешь Охренеть. просто вот так вот моими вот этими пальцами, вот так вот. Я взял вот так по клавиатуре, вот так, смотри. Этими пальцами. Длинноруками. Я вот так, смотри, вот так вот по клаве. А я тогда своими короткими. Ну он такой, можно повторить, пожалуйста. Не, короче, просто пробежался, 200 символов забил, полностью, видишь, какая ересь получилась. И она такая начинает, и donation ломается, короче. Это знаешь, ты знаешь, как эти там, типа, девчонки ломаются, вот можно их поломать, как голос женский, она там начала заикаться, бедная. Ну, она что-то говорила. Представляешь, на каком-нибудь языке кто-нибудь увидит этот стрим, скажет, да вы охренели, вы что там? Какой-нибудь язык, где-то есть какое-то племя сидит в Африке, да, такой, говорит, это братва наша там сидит. Какой-нибудь, да? Или Братва, макак. ну да, братва, говорит, наша на ютубе сидит, говорит, а мы тут сидим возле костра, что за дела? Да. Мага Гелендагавагин Дрейфтера Челлендж. Ой. Я сейчас буду переводить. Это... Вот представляешь, правда, какой-нибудь язык там был бы. Да. Что-нибудь там. Может быть, там... Ну, что-нибудь, может, эти... Как, да? Ну а что? А что? Я всякие языки, какие только уже не слышал, блин. Макейки. Французский послушай, это вообще охренеешь. Месье, je t'appelle Кандежу. Катастрофа. Так они пишут одно, говорят вообще другое. Это Да? вообще жесть. А у них, наверное, тяжелый язык, кстати. Французский очень тяжело. Я бы, если французский учил, блин, да легче застрелиться. Это очень тяжело. Вот французский... Тебе даже японский легче выучить, чем французский. Блин. Вот с китайским уже напряг.
Французский там надо больше в нос картавить, и, мне кажется, там разговор вот у них такой. Мастера языков, смотри, Джаз там усыкается в чате, он ржет, потом у него язык такой, знаешь, как облизывает, и два пальца вверх мастера языков. Ну, конечно, Фантомас начал облизывать вебку, а у меня руки загребушки. Мари, мы тут сидели час, думали, сейчас он уже начал сталкер засыпать, теперь все проснулись и продолжаем дальше. Обновился вообще, там начал что-то. Ну, больше народ становится. Ну, Мастера ничего, языков. Да не, нормально. Я просто хочу перебить барьер 4 часа. Осталось всего пару минут. Я тебя долго тянуть уже не будем. за яйца. Вон, видите, он руку опустил, а как раз эта рука вот сюда уже дотянулась. Блин, вообще, пипец. Мне же самому страшно, что-то не то. Присматривайте, сам охеревать будешь, я тебе честно говорю. А знаешь, какой прикол новый? Этот. С телками там что-нибудь раз, два, так говорю. Видала? А там бурчальное кольцо, типа, говорю, поздно. Кстати, вот с твоей, если вот так вот руки вот смотреть, Что? ну, девчонок, наверное, 3-4 можно сразу обхватить. Ну, 3 точно. Что длинная рука такая? Да, а 4-й бочком, если поставить можно, да. Смотря какие девчонки. Девчонки бывают разные. Ты этот момент-то не учел. Если модели зубочисткой брать, я могу прям 3 за пазуху и 4-ю на колени рядом посадить. Как раз там ей нормально будет. Типа вот это зубочистки? Нет. Братан, ты тут дагестанский один язык точно не выучишь. И он раза на 1000 тяжелее, чем французский, поверь мне. И этот язык называется аварский язык. Не мага. Языков на самом деле очень много. Мы, конечно, ну как, шутки ради тут не воспринимай всерьез, просто есть определенные языки, которые тяжело учатся. Понятное дело, там и диалектов, и всего этого есть какие-то мелкие такие с древнего народа, которые мало кто знает. Интервью с длиной в жизнь. Тимыч, тебя не было 4 часа. Ты вернулся, слава богу. Тимати. Это Тимати? Нет, Тим Candy Games, Тим. Ну, я говорю Тимыч на него, а так, ну, Тим. Парень из Баку, кстати. Баку? Баку, да, тут нормально. А где у нас Баку? Прям в город Баку, я не знаю, где. Это же главный город, столица, как я понял. Азербайджан, Баку, правильно? Азербайджан. Баку. Баку, ты что? Не понял, что ли, сразу? Был там. Не сбоку, а Баку. Опять обманули меня. Смотри, так берешь и так вот. Пойдем. Сбоку. Смотри, я тебе сейчас сбоку так захвачу, смотри. Давай, братан. Да, вот видишь, я правильно, да, Баку. Когда-нибудь посидим и твой город. Честно слово. Помнишь, это очень страшное кино? Это моя самая сильная ручка. Помнишь, держись. 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 Да, да. Ну, там, кстати, мне в этом нравилось. Заморочились неплохо. В некоторых местах, да. Когда они все собирали тоже со всех этих приколюшки эти. Я серьезно, братан, это аварский язык очень тяжелый. После него ты заговоришь всеми языками мира, как на родном русском. Да ну брось. Это вообще жестко. Но есть, конечно, люди, которые любят много языков. Мне бы английский выучить, и я бы был самый счастливый человек, наверное, уже. Тогда бы было у меня 3-4 в копилке. С Божьей помощью все встретимся. Тимыч, твои бы слова Всевышнему. Мы вот возьмем Тимыча, мага, он сталкера, еще Чиканога возьмем, там он доскакает до нас, допрыгает, и это самое, ну, вместе там Бархатов, там партии вообще такое закинем, вот, угорать будем. Да что, обалденно. Камеру поставил, сразу же лайвстрим включаешь такой и поехали. Кайфуем. Сегодня мы... Не, долго петь нельзя, а то забанят сейчас как она, авторка пролетит там. 3 слова спел, такой, стоп. Главное, чтобы по авторке не попасться, до 8 секунд, ребята. Кто не в курсе, еще раз напоминаю, если хотите использовать музыку, чужую, 8 секунд. Я помню. Не больше. Говором, ужасом, страшной рукой. Но девушки там были отличными. Это про мага пишет, про кино очень страшное. Да, очень да, страшное. да. Конечно, там нифига себе, там такие Сильная ручка. бабенки такие. Вот это вот культяпш была у него. Куриная ножка. Да, да. Обалденный фильм. Есть такое.
Такая Как? девчоночка приходит, пописала и начинает ногами прям по полу. Бан приходит же за то, что если ты оригинальную песню врубаешь. Но если я могу хорошо петь, когда я в голос попадаю, из-за этого влетит потом. Да, если оригинальная песня, да. Но если я включу 8 секунд и выключу ее, потом то хребом, а не бан. Хрен такой, знаете, который в огороде растет. Ну, овощ. Овощ хрен, знаете? Вот такой им надо. Не зевай, это нехорошо. Заразишь. Вот они все и уснули за то, что ты зевал. Ку, Тим, Ку. Они же вернулись. Да, ага, вот видишь, поиграли все, постримили 3 часа 50 минут и пришли опять. Посмотри мой новый шортс. Мага, Да, посмотри мой новый шортс. сейчас Да, он обязательно. Даже YouTube давит таланты. И есть такое. Если бы не вот эти вот все ограничения, вот это вот все тыры-пыры, думаю, все бы намного было проще. То есть, если бы музыку можно было использовать вот на твой вкус и цвет, представляете, какой бы классный у нас был контент на Ютубе. А я Сидишь, использую. сидишь, играешь, у тебя играет музыка, которую ты хочешь, а не которую тебе можно. Ну, я авторка приходит, ну и мне... Ну да. щас- Ну, в том-то все и дело, да. Некоторым до того... Я вот так вот один раз включил, когда я вот... точнее, не включил, другой человек включил, когда я монтировал один из больших роликов, наипоследних, и мне не то, чтобы там авторка пришла, мне просто бан. Мне нельзя было даже ролик показывать, представляешь? Даже такое бывает. Это просто охренеть можно. Так что есть песни такие, от которых тебе не то, что там, ну ты, то есть монетизации никогда на этом ролике не будет, а тебе просто этот ролик публично показывать нельзя. Вот это вот обидно. Из-за этого мне пришлось ролик удалить, зайти опять в программу видеообработки и на эту же музыку там положить другую музыку. Короче, я положил на музыку, положил огромный, большой, толстый, чтобы мне можно было опять ролик выложить без... И еще толще. Да, на музыку. На ноты положил свой, ну, музон. Есть такое. Иначе бы вообще бы я его, блин, сидел, старался, монтировал, представляешь? Я его заливаю, и мне через минуту приходит такое. Бам! Такой красный крест, типа. Не то, что там вот, когда частично где-то у тебя монетизацию убрали или что. Да у меня таких роликов, блин, половина контента, а то и больше. Где какая-то авторка по песне пришла, хотя... Чего бы там такого было, но сам понимаешь. С хреном капусты 5 штук у меня сами растут. Это круто. В огороде хрен, капуста, короче, у маги, видишь, в огороде, блин, овощи, это полезная вещь, растет вся. Хорошо, молодец. Он В моя магазин не надо идти покупать, деньги тратить. Он пошел в огород, взял, он настоящее, свежее, без всяких химикатов. У меня вообще никакого запрета нет, у меня чистый канал. Денис знает и видел. Ну да, Денчик там рулит, он подсматривает, каким музыку, чего, как надо делать. Я уже видел много трюков, которые делают, ну, учат тебя, как авторку обходить. Но каждый здесь должен думать сам. Ну что, Я ребята, Я сталкер... походу засыпаю. Да, сталкер начинает храпеть в микрофон, а это мешает другим ютуберам. Они начинают тоже... Доброй ночи, да, Скалин, Миш, доброй ночи. Всем огромнейшее спасибо за участие, кто был, кто уходил, приходил опять. Мага вообще, он активный, видишь, самый активный, блин. Я у него активничаю в чате, он приходит, активничает в чате. Пишите Маге, канал все знают его, блин. Кто не знает, заходите и знакомьтесь. А кто знает, просто зайдите, опять посмотрите новый контент, напишите комментарий, поставьте лайк. Хотя лайк не обязательно ставить. Комментарий напишите, он по комментарию вам пишет, ответит вам на комментарий. И просмотреть. Главное, здесь, на этой платформе, главное просмотры. Не забывайте. А то большинство заходят, есть товарищи заходят, ставят лайк и выходят. Это не то. Пальто. Здесь надо, чтобы от начала, от корки до корки смотрелся контент. Это очень важно для продвижения всего остального. Так что, молодые люди, сталкер, Александр, спасибо большое. И я у тебя вот так большой такой моей рукой загребаю, забираю к себе. Я тебя обнимаю. Я тебя к себе обнимаю, так вот, смотри, так обнял. Хорошо, Всё. хорошо. И сразу же, когда обнимаю, сразу лайкос еще влепил. И вам, лакосики. Блин, а мне палец пропадает, ты видишь? Мне Да. палец.
Вот, Глянь. вот, видите, человек, когда засыпает, у него начинают конечности пропадать. Надо быть аккуратнее, ребята. Кушайте вовремя витамины, чтобы не пропадали у вас пальцы. Вот она, глянь. Две руки, а ее не видно. Фига, кулак такой без пальца, обалдеть можно. Все, хватит на ночь пугать людей. Вот разбежались все. Я вообще тут не был, я же сплю, это мои коты тут по клаве клацают. Понятно тебе? У маги коты на клавиатуре работают. Это вам не хухры-мухры. Все. О, зато можно, смотри, палец. Ну-ка. Знаешь, про палец, вот сейчас смотри. Смотри, вот фокус, сейчас один раз показываю. Вот берешь, туда вот засовываешь в этот, Да-да-да. вот. И это. Ну что, оттуда вытаскивают? Сталкер более здоровее выглядит, чем дайвер. Мага, зайди к сталкеру на канал и напиши ему комментарии. Этот человек очень огромный против меня. Ну, в моем, ну, 2 метра ростом. Это Петр Первый почти, что пару сантиметров не хватило. Пиши комментарии, пишите друг другу комментарии, там и уже и пообщайтесь. Очень был рад. Наконец-то у нас получилось вот это вот, что получилось. Что получилось? Ну, то и слепили. Да, из того, что было. Как там, Апина, да? Да. Эх, это Аленка. Все из-за нее. Пила из того, что было, из того, что было, то и полюбил. Засовываешь туда палец и массируешь предстательную железу. А, да это я могу, смотрите. Это Джаз написал, сам понимаешь. Он в этом шарит. Короче, на этом у нас на сегодня все. Сейчас я еще чуть-чуть пару секунд оставлю. Тебе спасибо огромнейшее за вот это вот. Пообщались, наконец-то все получилось. У нас, видишь, судопереводчиком, кому чего как, эники и беники. Забегайте еще, поговорим. Сталкер, думаю, еще как-нибудь. У него времени больше будет следующие 2 месяца. Он тоже что-нибудь такое врубит похожее. К нему зайдем. Так что... Спасибо. Все. Спасибо. На Большое. сегодня Спасибо. это все. Было очень круто здесь находиться. И врубаемся. Мы отдыхать. Вам спасибо всем за внимание. Пишите комментарии. Не забывайте. Мы также не будем вас забывать. Ну и Писечку. здесь будем. Продолжение следует. И всем ложиться спать, потому что уже поздно. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, Пока. go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the drive